Мусульман оскорбляют, твоих мусульман, Ты они не не мусульмане как ты внизу оскорбляешь пишут. пророка. Алло, дебил, они нас пророка внизу, Мухаммада алло, я тебе говорю, дебил, я тебе Ты говорю, внизу в пророка комментариях тебе, я тебе говорю, сейчас истинно на данный верующий, момент внизу сидят не следующего пророка мусульман. Алло, ты слышишь меня? Внизу сидят в комментариях тебе и меня, наших матерей оскорбляют, потому что мы мусульмане. Нет, где кто оскорбляет? На чеченском тебе вон там пишут, видишь? Простой Ну пишет, я от в ответ Була не буду Палка оскорблять, пишет. потому Нас, что ну я им, мусульманин. Амин, скажи, я их Абдулла, прокляну Абдулла, просто, лisten, я их подожди, прокляну, Амин, вот я привел я их, пацана, Амин, который знает подожди, арабский язык, я им ответ за их пошлый язык оскорблю их, Амин, скажи просто и все. Шуненер, что будешь, Аллах, и будет бяхкан, ти энер, шо, совон лично, и ти энер. Амин, брат, злой Амин, скажи. Шуненер, что Аллах, будет атеена гусо. Амин, скажи, злой. Включи микрофон, Амин, скажи, злой. Шуне, ну? Почему вы оскорбляете мусульмане? Амин, скажи просто, шененур, что Аллах будет атеена гусо. Амин, скажи просто. Что сказать? Злой. Амин, амин, амин. Не скажи ничего Аминь, такого. аминь. Не говори. Не говори, бля. Аминь. Не говори, бля. Аминь. Не говори, Какой, бля? это кто? Передай один хадис. Тут Зедович зашел, Зедович, что ты хотел? Что ты такой очкашник? Это что, ты пожалуйста. Я твою маму на 3КД поставлю, я твою маму на 3КД поставлю. Охуеть. Ну это Злой, он тебя жестко, злой, он тебя жестко зачморил, злой. Тебя дети чма. Ты дурак, да, это мой младший брат, или ты что говоришь, бля? Он тебя зачморил, он прикинь, он говорит, вашу маму, прикинь, на 3 этих сделал, прикинь, офигеть. так детям такое говорить. Три кеды, папки. Смотри, сейчас еще, давай, начнется, все. Мечеть, собираемся, бисмилля. Сейчас, бисмилля. Сегодня пятничный же. Слушай, Злой, а ты же говоришь, что Мухаммед он пророк, правильно? Злой. Я не то, что говорю, я свидетельствую, что он пророк. Ислам. А где ты Ты был не можешь свидетелем? свидетельствовать, ты тупой Че орешь тут? Ты не можешь это свидетельствовать, тебя там не было, ты придурок. Я тебя из-за дура съебаная. Скажи мне, как вы поняли? Сейчас, секунду подождите, все подождите. Этот справедливость, что ты хотел сказать? Говори, давай быстрее. Давай там Чечне односельчанин. Чечне, Хадет эндаллар, Хайдет эндаллар, Чечне, Ты, блядь, сучка, спустись. с России, блядь, ты что хочешь? Подожди тоже, да, вот подожди. Вот в Чечне сидит троюродный брат Рамзана Кадырова и односельчанин Кадырова, который занимает высокую Рамзан должность. Кадыров мужчина. Вот. Подожди, недавно они в ТикТоке говорят не Ибн Мухаммад, а Ибн Мухаммад пишут, понимаешь? Пишут, оскорбляют напрямую Аллаха и Мухаммада и все делают. Так что вы пизжите мне нахрен? Иди, если ты мужчина, справедливость, с них спроси, они тебя во все тяжкие пустят. Что ты пизжишь тут сидишь? Тумсо открой, он тебе фамилию, имя, полностью данные там выкладывает, кто это говорит, видео, комментарии, все есть полностью. Меня не веришь, Тумсошке веришь? Зайди посмотри, возьми нахрен, покажи. Чечне приедьте, Чечне сидят, вас раком поставят. Да, если он скажет выйти из ислама, вы все хором выйдете из ислама. Я дагестанец, я не должен выходить из ислама. Я дагестанец. Да, ага. Если он тебе скажет, ты выйдешь не он только дагестанские земли хотел, подожди. Он же хотел ваши земли, он же хотел ваши земли у вас забрать. Ты видео не видел, что ли? Ты что, забыл? Не хотел он ничего, бля, он наш брат. Видео, он тогда тебе мужчина, скажет, он ты или нет? выйдешь не Он только дагестанские с земли Бля, хотел, подожди. Он же хотел ваши земли. земли, он же хотел ваши земли у вас забрать. Ты видео не видел, что ли? Ты что, забыл? Не хотел он ничего, бля, он наш брат. Видео есть, ты что, больной что ли? Я сейчас Рамзан выложу, Кадыров если наш хочешь. брат. Я его Слава России, выложу, Владимир давай. Владимирович Путин мужчина, достойный своего народа. Мужчина, Путин это последний пророк А ты, бля, Аллаха. Ислам ТВ.
Путин это последний пророк Аллаха, построил в Дагестане. Построил в Дагестане и в Чечне больше 2000 мечетей. Самые истинные, хотя бы пророк Мухаммад не мог один туалет построить. Зато Путин, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 3 священных огурца ему взад, построил более 2000 мечетей. А ты что хочешь? Мой истинный пророк это Путана Владимировна Трёогурецовна. И что? Ты так не говори, если я тебя здесь в России встречу, я тебя, бля, в натуре поймаю. Вам видели видео, где Путин говорит, если нужно будет, найдем расправу над ихним Аллахом, где говорит, сидит Путин. Не видели такое? Сам Путин так говорит. Ну вот сперва этот очкогон, короче, который сидит. Вот очкогон, Тузик ко мне поднял опять. Вот видите, вот так с ними надо. Тузик. Вот там Чечня, это Путин, с Путину, почему не спросил до сегодняшнего дня? Он же говорил, если надо, найдем расправу нашу вашим. Слава России. Подожди, хорошо, клали на Кадырова, на его род. Ты на джихад Мы на твой род тоже клали. Ради Нет, я его на спине Аллаха клал, короче, и на него клал. Ебальник завали. Тузик молчать. Андей куется будешь молчать. Молчать, Тузик. Тузик сидеть. Тузик, голос. Тузик, голос. Сбежавший. Молчать. Тузик, голос, давай, голос. Среди геев, а? Ислам. Молчать. Тузик, молчать. Среди геев. Голос. Ислам, дай я скажу, да, я говорю. Альбурака назову, вот это мой Альбурака. Альбурака, голос. В среду попал, походу. Разговор не ты. Альбурака, голос. Ты разговор не тянешь с нами. Альбурака, Не молчать. выключай. Ответь. Не выключай, бля. Ты что говоришь? Подожди, злой по-братски. Алло, по-братски. петух. Из тебя там петуха сделал. Альбурака, Тузик Альбурака назвал. Тузик, голос. Я поэтому Голос. сбежала. Молодец, молчать теперь, вот так. Голос, Тузик, голос, Так, давай. выходи отсюда. Ой, молодец, Справедливость, брат, справедливость. Молчать. Справедливость, брат, подожди секунду, не отвечай. Подожди, Справедливость, ты что не говори, брат, я за свою подожди. Голос. Он тебя не ответит, Подожди, это что моя такое, собака, злая собака моя, не твоя, она тебя не слушается. Я его как брата Справедливость, прошу, подожди голос, секунду. справедливость, голос. Вот видишь, Подожди. нету никакой брата, молчать, Тузик, Тузик, молчать, ты нету шестерка. никакой справедливости. Нету Лучше, брата, пожалуйста, моя собака, голос, Так, моя. Он шестерка. вот, молодец, Скажи, мой как тебе Тузик. там в своей среде, Давай, голос. среди своих Тузик молчать, Нормально. Тузик сказал молчать, голос, Нормально. Тузик, голос, Тузик, голос, Тузик, голос. Это все, что ты можешь, О, Ислам? молодец. Тузик молчать. Что ты можешь? Тузик молчать. Диалог не Тузик сидеть. Тузик сидеть. Голос. Тузик голос. Какой Девочка. диалог может быть с вами? Тузик голос. Байдарк, Тузик голос. Ты Зачем что? ты- Это у тебя еще у моей собаки собака есть, что ли? У моей собаки. Злой прикинь. Тузик, спустись чуть-чуть. бля, ты кто, чтобы они Прикинь, здесь говорили? он тебе по-братски говорит, он на тебя клал, а теперь говорит, тебе вышел Она тебя отсюда, тоже говорит, клал, прикинь. бля. Я- Он тебе говорит, вышел отсюда, прикинь. Злой Даргинец, а ты где-нибудь учился вообще? Вот судя по разговору, ты вообще даже школу не закончил. Я, бля, окончил 11 классов и учусь на стоматолога. Тузик, дура. поднимись ко мне. Ладно, Куда мой серьезно, Тузик что делся? ли? Конечно, Куда ебать. мой Не, Тузик я бы не делся? Мой хотела Тузик в таком. куда делся? Подождите, Ну, бля, Тузик я мой бы куда тоже делся? хотел, как ты, бля, дурак. Подождите. Ой, слышите? Алло. Не подожду, да, я скажу. Да. Подожди, мой Тузик потерялся. Подождите, мой Тузик потерялся. Нахуй, бля, ты наш пес, бля. Спроси, давай, Леонора, Ты моя спроси. сутулая Скажи, псина. пожалуйста, вот ты ему говоришь, я не знаю, как тебя зовут, но тебя Тузиком называют, поэтому не взыщи. Тузиком это не меня назвал. Это не он, Хорошо, Тузик другой значит. был. Тузик другой, это как не он, тебя... Тузик он злой. Хорошо. Вот вы упрекаете его, что он там среди ЛГБТ уехал, как тебе живется. А как вам живется, сидя на именной бутылке, от Рамзана Кадырова? Как вам там живется?
Расскажите нам. Йо, какая именная бутылка, ты о чем лечишь? Мы здесь Именная мы бутылка, на свободные которую люди. вас Мы никого не боимся, мы живем своей жизнью, радуемся, кайфуем, отдыхаем, молимся. Теперь внимание, теперь внимание. Сейчас, теперь внимание. Леонора, внимание, теперь внимание, теперь внимание. Тузик, ко мне. Смотрите, внимание. Тузик, подожди, ко мне, Тузик. Ко мне. Ой, мой хороший. Тузик, голос. Леонора, как тебе- на как бутылке тебе такие, как именно- ведущие, Не. сидели. Леонора, Тузик, молчать. Нет, Тузик, смотри, молчать. смотри. Как ведущие. Я Тузик, знаю, молчать. Ебать буду, послушай бля. меня, давай нормально разговаривать. Я К ноге, уважение. Тузик, к ноге. Давай. Послушай, Тузик, к ноге. Тихо. Подожди. Смотри, давай по-нормальному. Я же со Зачем мне всем нормально с уважением. вами разговаривать? Ну, Тузик, молчать, тебе, я потому что сказал. я к тебе нормально Тузик, обращаюсь. молчать. У меня Я просто тебе- вопрос. Тузик, Не, молчать. смотри, Как смотри. ведущие. Тузик, Оставь молчать. ведущего. Тузик, Он молчать. живет нормально, Они в условиях. сидят. Он Молчать. соскочил. Тузик, Смотри, гуляй. Тузик, гуляй. Он живет Тузик, в гуляй. нормальных условиях. Он соскочил оттуда, где вы находитесь. Вы завидуете ему, что вы не можете соскочить оттуда. Вас Я посадили отвечу на твой бутылку. вопрос, почему он соскочил. Тузик, ко мне. Какая Тузик, ко мне. разница? Он хорошо живет. Тузик, ко мне. У него все, слава очко богу. поджало, то, что его продырявят там, блядь, за его слова. Где мой Тузик? Где мой Тузик? Важно, Тузик, ко мне. важно. Конечно, он Куда бы... мой То, Тузик что делся? Вы бы вы здесь, у него рабы. душка не хватило бы Факт здесь то, скачать. что вы рабы, а он себе свободно Факт живет. того, что вы наши рабы, может бля. себе позволить. Чечня ебала и говорить будут всё, что- ебать таких, как вы. А ты дагестанец, что ли? Я дагестанец, бля, но мы тоже будем ебать вас. О, а ты скажи, почему это что, вообще какой-то что, тебя больной, нормально что ли? В делают? турбине самолета, что ли, подожди. брат? Подожди, по дагестанец. турбине самолета, А да, почему брат? вы не освободите чеченские дома, которые вы заселились и до сих пор живете? Целый район. Потому а? что нам вполне хватает денег Кремля. бля. Тузик, ко мне. Все бабки Тузик, нам ко в мне. России- все бабки идут на Кавказ, понимаешь? Подождите, тут у Нет, меня собачка вы живете убежала. Видела новый чеченских проспект, домах. Путинский проспект, Почему видела? Проспект вы... Путина Нет, видела, бля? объясни. Видела. Вот В вы Я России была бессердечные. недавно. такого, как в Чечне, У бля. меня Слышишь? собака убежала, им наплевать, короче. Вот вы бессердечные все, Леонора. У меня собака потерялась. Злой. А, ты злой, да? Злой. Ты в свадебном платье, что ли? У тебя аватарка свадебное платье, это ты? Не-не-нет, Ну, он ты там ещё- дальше стоит. Как будто бы на похоронах, блядь. А я думала, это ты в свадебном платье. Ладно, Реально, нет, это самое, блядь, не бать, грусти, а то смешно. уши будет. Смешно, Расти, блядь, не грусти, смешно. не грусти, малыш. Я прям заплакал. Малыш. Бля, как же Блядь, надо смешно. дома оставлять. Блядь, надо дома оставлять. С блядью ходить некрасиво. Плохой тон. Малыш, Леонора. послушай, Да, скажи. да, да. А, Шутить не твое, Мне блядь. сказала Алина, что мы с тобой лучшими подругами стали. Это вообще откуда она это взяла? а кто Тузик вы? ко мне, мой Тузик, где подруги оставьте, Тузик это мне ты? нужен мой. Я не знаю. понимаю, что У него это такие Где мой фантазии. Тузик? Я откуда Я знаю? тоже. Тузик, так где думаю. мой? Зи, вы будете что-то говорить? Вы тут сидите давно вместо, а тут другие Дагестан, хотят подняться. Чечня, Ингушетия номер один. Ебали и будем Да. ебать. Да, А кого? Нет, Вас- нет, вас брат, мы нас Тебя не, на ебали. чеченцев не надо, ингушей не надо, это 100%. приписывать, мы не геи, брат, мы не Россия геи, брат, мощь. не надо. За Слава себя России. отвечай, В и за каком Дагестан не месте надо. Россия Да, мощь? В бля. России бензина нету, алло, 29-й. Россия та страна, бля, которая ебет весь мир, бля. Ни одна страна не может нихуя Нет, сказать. нет, ага, бензин есть у вас, хорошо там все? Бензин. А что с бензином? Конечно есть, блядь, конечно. По талонам, да, по Где талонам, да, есть по бензин? 12 Где? литров по Расскажи талонам. мне. Без Места талонов тоже есть такие. бензин. У нас все есть, понимаешь? А, хорошо, еще сейчас скоро еще дроны полетят, не Россия, переживайте, полностью без останетесь. Россия та страна, которая не проигрывала 500 лет, бля, никому и ебала, и ебет тех. Ага, хорошо, а Дагестан, она тоже же ебет, получается. Ну, с Дагестан Ну, тут не проиграл, а сдался из-за одного А случая. хорошо, сдался. Дагестан А был тогда оккупирован. мусульмане, хорошо, а предки, сподвижники, когда в Дербенте 40, мы чеченцев, мы наши предки раком поставили 40 на высших сподвижников, трупы там лежат. Когда они пришли в Дагестан, изнасиловали ваши, твоих предков, Кого? твоих сделали мамлюками, короче, твоих же братьев и Имам сестер. Шамиль, Как к Имам нему Шамиль. ислам пришел? Ты Китабуль Шамиль Хутух соединил- Аль-Бульдан прочти, Китабуль Хутух Аль-Бульдан Имам Шамиль прочти. соединил Кавказ.
Чечню, Да, Дагестан да, Какой имам соединила. Шамиль? И почти 100 лет он ебал, блядь. Ну потом Правильно, пришлось сдаться. скажи И мне. мы сейчас Он как в Кощей- составе Кощей Российской Бессмертный? Федерации чувствуем Как себя он умер? свободно. Ты знаешь, где Нам он никто не умер? Китабуль мешает хутух молиться. аль-буль, Злой, да. злой, злой, Китабуль злой. хутух Давай аль-буль. вернемся к Бля. истории. 100 Старая лет... Давай, давай, Какая ты тупая Давай, собака, а? попизди мне здесь, пожалуйста. Слушай, слушай, скажи мне, красотка в свадебном платье, слушай, скажи мне, пожалуйста. Эй, бля. О, Я сейчас тебя выкину, дебил. Бля. Алло, тебе алло. кость дали, что ли? Алло, ты что, тебе что, ты что, на священный огурец Мухаммада сел, что ли? Я не понял. Да, по такому впечатлению. Да я хуй клал, выкинь, мне похуй, ты не... Скажи мне, Потом Злой, убедился, что ты подожди, не можно мусульманин. я ему задам вопрос? На Ребят, священный пожалуйста. огурец Мухаммада он Здесь сел. сборище Шамиль? куферов, мушриков, Кафиров. белых, Да, которые кафиров. будут гореть в аду, а Не я кафиров, один, блядь, сусликов. ебу каждого. Какой Не аду? путай. А где я Не тебе путай, сказал? кафир Хорошо, и секунду. Ты, блядь, Миллионера, в аду, сука, гореть будешь. секунду. Я Тебя его тут на поймал. ради- Мухаммад сидел, говорит, нет ни одного Мухаммад человека, не чья душа не была бы Ты говорил, блядь, Мухаммад что нихуя говоришь? не учил. Да давай не пизди, Скажи блядь, мне, таким я как про- ты что-то про говоришь, этого блядь. Шамиля Он хочу сказал, спросить. Мухаммад нихуя ничего не говорил, прикинь. Скажи мне, пожалуйста, про Шамиля. Ты знаешь, как историю Шамиля? Когда он сдался, почему Мюридам он сказал, что они должны Шамиль умереть? ебал твою бабушку, дура, блядь, ты что несешь? Дура твоя мама, что родила тебя, дебила. Ему дали имение, подожди, ему дали имение. У Шамиля было это... Пойми твою семью. пенсия. Да, 2 раза Пенсия, поехал потому что выебал он твою в семью? Мекку. Слушай, дебил, Осуждаю. дебил. Он вас как на Мекки изнасиловал вертел тебя? этот Шамил. Вас Вертел подставил твой хуй? дагестанцев. Послушай, у меня нету его. Ты про свой говори. Да, и Да. Я тебя везде ищу, ты куда пропала снова, а? Да потеряйся Давай, уже, Азимов, блядь, жопу закрой, блядь, Азимов, Хватит. блядь. Она со мной, блядь, разговаривает, если ты чё, блядь, Это подключился. моя блядь. будущая жена, ты кто такой? Да сейчас, Блядь, я мечты, твой мечты, дым, наша блядь. сладость. Я твою жинку поймел, блядь, в тугое очело. Осуждаю, Вот да, так, по так, суре, так, вот. признаёшься По в том, 4 что суре ты 20, гей. по 4:24, Да, подождите да, секунду, да, секунду. Конечно, подсунь, Секунду. блядь, ты чё хочешь? Подожди, да, подождите все, подождите. Бардак не Нахуй, устроил. блядь, не Выключи, подожду, Диана, блядь, этот ты чё, микрофон блядь, дура тоже. ты ебаная, блядь, ты чё пиздишь здесь, Да, блядь? алло, я сейчас блядь, тебя на зачем бутылку, говорить? я сейчас тебя на священный тебя, огурец вы Мухаммада посажу, алло. Я, блядь, проверяю тебе. Вот так вот, блядь. Псины отключились, да? Я говорю тебе, этот шум был, просто поэтому отключил. Я тебя на священный огурец Мухаммада посажу, говорю. Я тебя на священный член Абдул-Насира посажу. А ты что, против сесть на священный огурец Мухаммада? Не сел бы ты, ахи? Сел бы ты на священный огурец Мухаммада, скажи мне, мир ему и все остальное Ты взад. сел бы? Ты сел бы? Я у тебя спросил, ты что вопросами Я вопросы тебе, бля, отвечаешь? на Ты что, не вопрос мужчина? вопросом отвечаю, бля. Ты сел бы, я потом отвечу. Нет, не ответишь ты так. Ты, Я подожди, ты мужчина с ответишь. достоинством, я в такую свою сторону такие вещи не позволяю. блядь. Если Ты чё, Мухаммад подошел бы, тебе сказал бы дать тебе присунутую, дал бы ему себе присунуть? По-любому дал бы. блядь? Иди нахуй, Или не не дал дал бы, бы? конечно. Пророку не блядь. дал бы? Не дал бы пророку? Ты что, дал бы? Ты бы дал бы, наверное, бля, и в рот взял бы, бля, да? Не, ну это же пророк от Аллаха, как ты не дал бы? Бля, это пророк, который пришел распространять религию, а не, блядь, у кого-то, бля, вочело ебать. А зачем он на 9-летнюю Долбоёб, Айшу тогда залез, скажи мне? Ну, потому что он так захотел, блядь. Есть что Ну, сказать? а прикинь, если ему захотелось бы тебе оттолбить 5-ю точку, что, Не, отказался бы? Аллах-то в этой слишком мощный. Ну, Говорит, я бы, должен блядь, быть у него меня бы дочку, никто бы отдал не бы смог бы, свою не или захотел нет? бы, блядь, во-первых. Не волновался. Я Ну бы тогда переебал свою бы того человека, 9-летнюю который дочку, там, да, блядь, правильно 15. говорит сублиминал, свою 9-летнюю дочку отдал бы ему, чтобы он ее отдолбил? Отдал бы ему и пророку? Еще раз повтори. Свою 9-летнюю дочку дал бы пророку 53-летнему, чтобы он Я ее в те отдолбил? времена не жил, я не знаю, как в те времена было. Конечно, бля, дал поэтому, бы. бля, Ну, Да, с будет Коран до судного дня не Наше спослан. время- Для до судного дня не это что, это спослан педофилия, Коран. бля, в наше время я не Нет. поддерживаю это. А так, Нет, а а то так время ты, тоже блядь, считалось, выебанный вот подожди, что, чувак, то время тоже Ты, блядь, считалось. проверяемый, дура. Была женщина с 5 детьми, Ты чё которая отключаешь? писала о похождении педофилии Мухаммада. А эту женщину Мухаммад убил, Тормози, ее да. стихи тоже уничтожил. Тормозил.
Ты Да. вообще не по сути говоришь. Стоматолога Да. учится. Злой, да, на вопрос Я- ответь про дочку. Отдал бы или Ты нет? на стоматолога учишь? Кому? Ты мусульманам зубы выдираешь, чтобы они профессионально меня делали, да? Сублиминал. Сублиминал, что? Вон оно что. Ну, вопрос ответь. Дочку отдал бы коротко, да, нет? Я ответил на этот вопрос. Я в те времена не жил и не живу, что, блядь, Ну, это на все А времена. если Как жил там бы, делается. а если сейчас пришел бы Наше пророк время. Мухаммад, Я бы не это отдал время, бы. наше Вот время. 21 век я бы не отдал бы. Точно уверенно. Все. Ты не муульманин, значит. Подожди, Коран Я не на все мусульманин, времена, бля. если говоришь, А ты в что Аладдина? Коран А почему ты в Аладдина не веришь? Подожди. Смотри. Сейчас. Смотрите, чудо хотите? Чудо хотите, как мусульманин поверит в мультик Аладдин? Хотите чудо? Смотрите, хочешь, я тебя заставлю, злой поверит Аладдин мультик? Персонажа. Заставь. Давай. Давай. Не веришь ты, да? Хочу, чтобы ты прям его Я не уверовал. верю, потому он что был. я никому не предаю товарища, кроме Всевышнего Аллаха Аззаваджаль. Не, я не Просто говорю, не как верю. Аллаха верит в него. Я говорю, я хочу, чтобы ты поверил, что чувак летает на ковре. Вот был, я верю, вот такого пророка. Я верю, что вот такой чувак есть. Ты не веришь? Хочу, чтобы заставить тебя. Аладдин, Ну, я мультик знаю, есть, Аладдин, что- парень есть. Я- Парень, мультик есть, Аладдин есть, конкретно. я не Вот знаю. этого вот. Аладдин Я мультик, не слышал который на мультик. ковре катается. Ну мальчик. скажи, Не видел ёбаный ты? рот, скажи, что ты хочешь сказать, скажи. Ты вот хочу, чтобы ты уверовал в него. Как и, ну, И как что и ты щас своего говоришь, Мухаммада уверовал. Ну, как и Мухаммада щас ведёшь, уверовал, что ли? хочу, чтобы ты уверовал. А я не хочу этого, и что дальше? Не хочешь, заставлю. Заставь, блядь, долбоёб, что ли? Давай 38-ю суру откроем, 35 и 36 прочитаем. Короче, и он, Сулейман, попросил у Аллаха. И он попросил у пророка Аллаха, чтобы дать ему то, что он не даровал никому и не будет даровано после его смерти. И он ему дал и подчинил ветер, который нежно дул по его велению и нес его ковер туда бы, куда он не пожелал. Кому? Как Кого бы, это? так, Сулейман, пророк, на ковре катался. Рядом он останавливал с собой 400 тысяч стульев. На них он сажал предводителей людей. За ними сажал предводителей, обычных людей. А за ними сажал предводителей джиннов, а рядом с ними обычных джиннов. И над ними каждый стул обслуживал. Алейкум, бля. А каждый стул обслуживала птица, как понимаешь, вот Сулейман был. А мультик этот Аладдин взят французским писателем. Подожди, а мультик этот взят французским писателем из Корана, из арабской, короче, и сделал из него мультик, который Аладдин, там фрагмент есть в самом мультике, где джин из кувшина уходит и подтирает 193-м аятом какой-то суры. И что тебе дает? И это Сулейман, этот и есть Аладдин. Вот ты хочешь сказать, что ты не веришь, был пророк Сулейман, который катался на ковре. Пророка Сулеймана, алейхиссалям. Ну, персонажа веришь, который на ковре катался? Я Аладдина рот ебал, я этого Аладдина персонажа, блядь, рот ебал. А ты цветы ему дарил, цветы, брат? Они что-то все куда-то матерей ебут, в рот кого-то ебут. Это короче. же, блин, он своего пророка Сулеймана, Я тебе короче, что в рот говорю? ебал. Дагестан, Чечня, Он своего Ингушетия пророка ебало по Соне в ебут рот таких, ебал. как вы. Да не, пророка своего в рот ебал, прикинь, по Соне. Своего пророка Анора, рот. отсоси моего дедушки. Да, ты это уже сделал? Слушай, Твой дедушка уже в гробу лежит, дебил. Мой дедушка ебет твою мать, бля, дура. Доказательства есть этому? Давай. Походу, Какие сломался. Своего доказательства? дедушку, прикинь, своего дедушку оскорблять. Тут, блин, какой ты конченый. Своего дедушку, что ты тут оскорбляешь, дебил? А он ахишка, Ты, поэтому- сука, блядь, Блядь. субханаллах, ты пророка Мухаммада оскорблял. Ты как можешь... Ты говорить? Я не оскорбляю наш пророк Мухаммад. Наш пророк Мухаммад обслужил племя Аль-Зуд полностью. Ислам, Лучший из отключи, бля, вот людей. эту Анору, Он бля. обслужил, Афишка, обошел, не грусти, а то еще он будет довел расти. всех до оргазма, все племя Аль-Зуд, которых огурцы большие якори стояли и большие, как большие огурцы у них были, в хадисах приводится. И после вынес хадис, если муха залетает в задний проход и улетает оттуда сухой, то омовение не портится, так как у Мухаммада после обслуживания резко залетела муха и вылетела сухой.
Это вы все Ну, списали машаллах. споры, да? И что теперь мне делать теперь, скажи? Нет, машаллах. Это наилучшее, великое чудо нашего пророка, мир ему. Все остальное. Он все это списал Ты из веришь в истории. всякую хуйню, как я понял, какую-то, блядь, чудеса, которые Нет, не было. конечно. Аль-Зуд. Открой Пока хадис ты, блядь, Аль-Зуд. веришь, блядь, Открой в Аль-Зуд. мультики, в Аладдина, которые Посмотри. люди сами, блядь, написали. Ты, друг другу, который ты в это веришь, веришь? дебил. Ну Я ты же верю в веришь в пророка. чувака, который на ковре катался, дебил. Я верю в Сулеймана, ну, блядь, как в пророка, но не Ну, как, блин, блядь, вот его который они катался на назвали ковре. Аладдином в мультике. Я- Персонаж же есть, тот Нет, же персонаж нет. есть, да, Блядь, ты не который на понимаешь. ковре катался. А Да, фишка да, не да, я не нервничай. понимаю, Как это я не пророк, понимаю, который да. Принес ислам. Угу. Я не верю в Ахишка, ислам. скажи мне, Ислам пожалуйста. принес, да. Да, ислам принес. Злая Ахишка, скажи мне, Ислам. пожалуйста. Только не нервничай, ладно? Не Злой говори, мальчик. что ты Народ, будешь власть тапаем, кто не создавать. тапает, тот Мухаммад, кто Не не нервничай. тапает, Бля, тот если Мухаммад, мне- тапаем. Я... Ты такая хорошая. Леонора. Леонора. Леонора, ты еще репродуктивна, ты можешь еще рожать детей. Слушай, отвали, а? Зимут. Да. Старый ты пердун. Леонора, если ты мне вылез мне свои голые фотки, я не буду нервничать. Послушай, Ахишка, послушай меня. Секундочку. Я тебе не Да, отвечу, да, сука, да, ты да. что говоришь, Ты а? кричишь, Ты вот Мухаммада, скотина, Мухаммада. Подожди, ты кричишь Мухаммад. А как мусульмане поняли, что он пророк? Вот объясни На мне, детекторе пожалуйста. лжи. Как вы проверяете это- своих пророков? На полиграфе мы тоже их Не, проверяем. это чудо, но как только он залез на 9-летнюю, они думали, только Аллах может такое Не-не-не. сделать. На детекторе лжи проверяем пророков. Как и Понимаешь, Точно мусульмане так не же, как могут и ты, блядь, объяснить. поверил в своего пророка, блядь. Подожди, а у меня это Объясни, написано. Иисус, его посадили на объясни полиграфе. тебе. Тихо, Этот варака, что ты употреблял, можно сказать? Варака, что употреблял, Объясни тебе. можно спросить? Потому что его жена определила, или ее дядя определил, что он пророк? Или вы определили, Двоюродный как вы брат, определили? двоюродный брат. А, двоюродный брат. Миллиарды. 3 миллиарда. А, ну-ка давай. Какие нахрен 3 миллиарда? Алло, Окей. 3 миллиарда тех, которые ебут вас. Послушай меня, Как вы, малохольные, определили, что он пророк? Я просто задаю простой вопрос. А ну-ка ответь мне. Ну да, я отвечу. Ну ты же у нас- Отключи всех, блядь, Давай. ведущий. Давай, Ведущий, давай, отключи жги. всех, кроме меня и его. Все отключены, все Ахишка, не выключили. это всё. самое. Не, суби меня. Вот Леонору нахуй отключи, она заебала меня уже. Леонора на нахуй, расстоянии заебала. дура Что ебаная. будет потом, Стой, Ахишка? Потом, блядь, я тебе кончу наебала. Давай, жги, давай. Давай, Да, давай, да, я, короче, я хочу ответить на твой вопрос. Леон, включи, блядь, этот свой... Ахишка, И сам только выключи выдохни Леонору. сперва. Ахишка, выдохни сперва. И сам выключи Не бери Леонору. Леонора, голову, дай им бери в рот. поговорить, Ахишка. пожалуйста. Леонора, Ой, дай Леонора, дай им, ответить, пожалуйста, ответить. поговорить. А то сейчас он вас Ленок, перевозбудится. Ой, блин, меня кого попросили выкинуть? Так, злой, короче. Пошел, извиняюсь. Надо тебя 10 минут, подожди, подниму. Ты, короче, за твои слова, короче, тебя Этого спустили. Хосе подними, пишет он давно лохи. Хосе Бош. Вон, ребята, как подняться. там Хосе, лучше. нету тут Хосе, где это? Да, он просит, как сюда подняться, он дорогу ищет. Ну, ажла, осмотр, клон, Аллахта. Полчаса уже. А Сейчас. это? Большое управление гостями, другое. Я сейчас Тору читаю, буду наблюдать. А запись хоть он, если масло, Анаксон, запись трансляции тоже добавил. Ну, хватит, но я тоже, что интересный вариант будет, тоже буду я. А ты этот ролик видел, который последний я закинул вчера? С этим, который в наушниках был, только помнишь, в Бородапе? А, да, о, говори, монтажи на горе. Вар, четкий он получился. В-братски делаем такие монтажи, вариант, ключ. Вот тут записи, очень много моментов тоже таких. Блин, вот я не знаю, с какой программой ты это сделал, блин, ну бомба. Я себе тоже перезалил. А в ТикТоке и сделал, там же есть монтаж прям в ТикТоке. Запись хотя бы, да, запись экрана сделай, скинь мне, есть вариант, как это делается. Чуть научи, а то я уже старый. Покажу, я ТикТоке делаю все. Все, делаю, все. Уже продвинутый. Молодец. А Да, куда? я уже с 2015-16 года, короче, как бы вообще отошел от всего этого. Поэтому А куда малохольный? 10 лет. Поднимите злого. Что, сейчас истину будут рассказывать, истину. Злой.
10 минут надо ждать ему. Мне нельзя пока поднимать, потому что ограничение ТикТок ему дала на 10 минут. Болтает много, злой. Вот и это Вот самое. этот Ризер. Азимут. Ага, включи микрофон. Ну, давай, жених престарелый. Азимут, да, давай микрофон включи. Смотри, крыса сидит, спряталась тут за этими помойками. Ну-ка, давай. Выходи, давай, выключай микрофон. Женишок, давай, мы ты тебя что, видим. контузила тебя, что ли? Не дай бог. Мы тебя видим. Не это самое. Прикинь, когда мусульмане сидели, как сиял, короче, а сейчас один остался, короче, замолкал. А? Давай, Я боюсь, шарманку у него включи. по старости инсульт его разбил. Давай, Тебя не включай. парализовала случайно, женишок? Ну, я вся такая Ай, блин. тут. Ай, блин, Волосы подожди, назад. спускаю, нельзя пока предупреждение, елки-палки. Еще 8 Азимут, минут ты надо где? ждать. Алло, ты на аппарат слуховой одел? Тихо. Самое главное. Слышно тебя? Тихо. Тебе слышно? Я одно место оставил, чтобы если какой-то брат мусульманин будет, чтобы поднялся. Все. Конец. Диана, давай я тебя чуть-чуть спущу, потом подниму, хорошо? Я потом подниму тебя. Сейчас тоже другие просятся. Истинные, где они? Знающие. Вот Азимут, наушник. Это один. Азимут, ты тут? Ты тут, Азимут? Азимут, Можно мной гонят. два слова? Добрый день Чё всем, ты боишься, Элеонора. Добрый Мной день, гонится. шалом. Подождите. Ребята, здравствуйте. Масад за мной гонится, Масад. Масад, Привет. алло, А чё как, когда, у тебя, знаешь, наверное, зад убежал, как только я на тебя внимание. Я одного из них трахнул, они теперь все за мной бегают. Алло, подожди сейчас. Один хадис есть, когда они на безбожных, спящих многобожников, когда Мухаммад напал, короче, с подвижниками, те начали давать отпор. Испугавшись, один сподвижник убежал с поля боя. Он убежал, потом, как они все равно выиграли их, короче, спящих многобожников выиграли, потом пришел тот, и перед пророком другие сподвижники начали над ним, короче, угорать, короче, осуждать его. Ты трус, ты убежал туда-сюда. И этот перед пророком стоит, тоже покраснел, говорит, клянусь Аллахом, это не я убегал, это мой зад убежал, говорит. Вот, у него тоже зад убежал. Смотрите, просто на ровном месте сам убежал. Вот, зад убежал. Чисто по сунне, блин. Совпадение, не думаю, совпадение. Не думаю, да. Нет, как вы после этого не уверуете, короче. Вот там чудо в прямом эфире. Зад убежал мусульманина. Ребята, а что во второй половине дня муслики разбушевались, я смотрю сегодня? Что у Турана психоз начался? Что здесь? Вы что, в себя поверили, что ли? Включился же. Он же кричал, что эти евреи, это не армяне. Да иди посмотри, что он кричит сейчас. Яхуды, вам конец. Да, давайте, не переходите туда не идите, ислам будем обсуждать. Вот, но там то же самое обсуждают. Вот сюда пускай поднимается. Ой, мой жених вот престарелый убежал. Куда убежал, Вот убежал. жених? А Да, я жениться? же говорю, один на один остались, сразу дёру дал. Вот у них, вот я же говорю, у него зад убежал. Я же хадис зачитал ему, он тоже сразу последовал по сунне, короче, убежал. А где зло? Давай. Знаешь, почему убежал? Они же задом и говорят. Если бы ртом говорили бы, не убежал. Халид бен Валид или кто такой. Поднимись, Иван, мы тебя слушаем, говори. Алло. Не ругаться, не ругаться. Уважаемые мусульмане, и когда вы поднимаетесь в эфир, вытаскивайте место изо рта каляки предметы. оставьте, место одно. Одно место каляки Уже оставьте. задохнулся Радмир. Засунул себе... Каляка, прежде поднимайся. чем говорите. А Радмир задохнулся, вы знаете, он засовывал в рот себе большие предметы, и оказался большой предмет усилитель голоса. Теперь он, бедолага, контуженный, ходит и троит его. Что, подожди. Слышишь, Ислам? Меня слышно? Слышно. Да, слышно. Бисмилля. А ты чеченец, Нохчевой? Ну, Нохчевой, да, Нохчевой.
Ну, это каляка, весь твой народ с колена до головы матом Нет. ругает. Ты каляка говоришь? Нет, Что, гонишь, нет, что ли? Неправда, В неправда. смысле? Да, в Какой? смысле, я лично Он своими глазами арабизированных, он всех арабизированных видел. вас Да какая оскорбляет. разница? А у тебя Правильно что, делает. родственников? У тебя Разница родственников? большая. А у тебя родственников мусульман нету, что ли? Нету. Ну, что ты тут рассказываешь? Ты гонишь, что ли? Нету, говорю. Ты с какого тейпа? А тебе какая разница? Ну, мне вот интересно, видишь, ты сидишь тут, короче, вроде ногти, у тебя там целый тейп мусульмане есть 100%. Я... Даже Любопытную сомнений Варвару у меня на нет. базаре нос оторвали. Да Ты что ты слышал тут такое? рассказываешь, Коля тебя чмырит твой народ, короче, твой народ умирает. за свою Какой честь, чмырит достоинство, народ? Ты свободу. что, Ну какой как? честь Подождите, наш ребята, а всё? где Ты Мухаммад у тебя галстук передоз. носил? Подожди. Послушай, ты... А где Алло, Мухаммад ты- носил галстук? подожди, секунду, Галстук где подождите носил секунду. Мухаммад? Если ты мне Секунду, микрофон секунду. закрываешь, то мне не интересно. Подожди, Ты за не религию перебивай там тогда. качаешь. Ты не перебивай, а ты следуешь тем людям и поклоняешься им, я же становишься день 5 раз раком, которые твоих предков Видишь, раком ставили, и маленьких безбородых не мальчиков, и Да, просто девочек женщина 500 не девственниц, Если ты короче, закрываешь мне 500, да. микрофон, ты понимаешь? И они ты их шпилили, дурак. короче, а Да, ты им сейчас шпилить поклоняешься, тебя в а рот ты мне надо, что-то шпилить, хочешь, ты ты раб, ты мне что-то хочешь тут предъявить, что ли, Ты не понял? чмошник, Я чмошник, это твой пророк. Пусть он прочитает, тебя пусть он тебя прочитает в просто Коране, где твой народ Мухаммад шмырят. галстук носил, Слышишь почему меня? он в галстуке на Да нету фотографии? этого, сейчас народ подождите, галстук, твой народ он дебил шмырят. больной, какой ему надо, ему 3 камня надо носить на шее. Да. Надо засунуть. Ой, Ты анекдот. чмошник, ты не Вот, мужчина. как пророк по Соне имеешь в виду, вот ты опять даже свое лицо мужскую не жопу показываешь, как- лезешь. Вот у меня на Ты фотке мужик, стоит если даже мое свое лицо лицо не- обезьяна, вот на фотке мое лицо, Да это не дебил твое ты. лицо, это тот, кто тебя Ты- долбит. Ты у меня в чмошник. у меня зайди в профиле, эфиры есть у меня с Иди моим ты, лицом, слушай. где я сижу с вебкой, дебил Ты ты очко конченый. каляки отлизывай. Слушай, Ты в отличие от Нет, ты тебя, будешь отлизывать. они все Коляка ребята красавчик. прямой эфир, Коляка Коляка, правильно. лицо красавчик. свое открывает, а ты Коляка красавчик. чмошник. все, давай. В галстуке. Коляка красавчик. Давай. Он мне для меня видел профили, зайди, посмотри, он мне какой подарок на днюху сделал. Он сало аж на Коране, короче, резал, знаешь, ух ты, халяльную салу сделал. Первый раз за все человечество, короче, халяльное сало. Поставил свою фото. Вы же арабы. Виделась. Весело было, Коляка. У попрошаек мозги есть. Кто не говорит будете, а сейчас 3 места есть внизу, кто говорить не будет. Я могу если спуститься, мучительно. я все равно, да. Не, я могу нормально, спуститься. нормально, у нас 3 Я места могу есть выйти, внизу. я Кто- могу выйти. Не, 3 места внизу есть. Кто там будет Тоже мне. подниматься? если Обезьяны будет говорить, приходят учить поднимаем. людей. В ислам верить или нет? Вы все бегите уже Да. оттуда, скоро исламу конец. 3 точки, мусульманин. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Его движение учета мусульмане, чё? христиане. Дин чалдук ислам обсуждаем. Короче, не хотят принимать наши мусульмане, что пророк женился в возрасте 53 года на 9-летнюю Айшу. Не хотят принимать никак. Что И с ними то, что делать? розы можно по суне дарить, тоже не могут понимать. Его кырбош, хочу обоишь бек, бля. Прикинь, А я скажу так, 65-я сура. Аллаху боюсь, бою. хуй обоюсь, 65-я сура 4-м аяте Аллах это хуй обоюр делает. Адет ян да лаун бля, его бек. Аллах доллар давай. Ал вместе долливается он, давай. Давай, кого давай. Боже мой. О боже, что с тобой? Алло, конченый ты. Трин, что барахлит у тебя? Что с тобой? Ваша вистхала. А дай Жанна. Они из Сколько дашь турбины мои? говорят, наверное. Вола, нахуй, микрофон даешь, бля. Хочу Аверзаш, ты веришь, что мы на спине кита находимся? По 68 суре, 1 аяту. Земля плоская находится на спине кита. Ты веришь в это? Включи микрофон. Аллах говорит, что он распросрал землю на спине кита.
Сейчас еще выющутся, солнце, Аллаху, а я говорю, какая хуйня в Коране написано? Это, говорит, это очкошники придумали, это, говорит, прикинь, аят Корана, говорит, очкошники придумали. Ты что, угораешь? 68-я сура, 68-я сура, первый аят. Вади Аллах, я на своем Коране открой, не на моем, на своем открой, а верза на я тебе свой не показываю, на своем открой. Возьми Коран свой, открой 68-ю суру, первый аят, прочти мне его. В чем проблема? Прочти мне его. На своем Коране. Хакег ойцадош, хайгар Корана иетсев, диеша суня, ауэллаба. Акой мабайла сон, вала адде койотся будешь, аря лолох, пошел вон отсюда. Вот ты вернулся. Я верю, что земля плоская, на спине лягушки там еще что-то. На спине кита надо, а ты же с какой палаты выпустил На тебя? спине Скажи, твоей что? мамы вся земля на спине твоей мамы. На спине Аллаха, на спине Аллаха катать буду тебя сейчас. Азимут. Ваша мама, ваша мама. Осторожнее. Я сейчас, я Аллаха попрошу, чтобы он Джибрилича, сейчас, подожди. Я сейчас помолюсь у Джибрилича, чтобы Аллаха, чтобы он отправил Джибрилича к тебе, как и Мухаммада отшпилил 5-ю точку. Тебя и твою мать. Ведущий, вот я по голосу слышу, он должен быть уже в доме престарелых, а все кудахкает здесь, я не поняла. Твое место на кресле качалки. Давай туда. Я говорю, инсульт тебя разобьет. Вот сейчас. Алло, Леонора. Ахишка. Ты еще можешь рожать детей, я спрашивал. Ты можешь еще А рожать? подожди, Айша могла рожать? Подожди, стоп, подождите, пожалуйста, подождите все. Азимут, Айша могла в 9 лет рожать, когда Мухаммад ее шпилил в ее доме на ее кровати? Она могла рожать? Включи микрофон, скотина. Могла она. А почему она не родила тогда, если могла? Если Ребекка могла, то и Айша могла, да? Аборт она Почему сделала. она не родила тогда? Боже мой. Почему она не родила тогда, скажи мне? Потому что они не хотели, наверное, пока ребенка заводить. Ты что, дебил, что ли? Нет, я спрашиваю Леонора, ты еще можешь... Чувак, подожди. Чувак, который не знал, извиняюсь за подробности, выключи, Диана, микрофон, эхо идет, елки-палки. Короче, в смысле сбиваете, короче, этим эхом. Сейчас от мысли отводите, короче, вообще куда-то. Кто не говорит, микрофон выключите свой. Да выключи хлеборезку свою на секунду, блин, старый пердун. Хочешь, наверное, на 9-летнюю. Я тебе говорю, Мухаммад даже не знал, что во время секса, когда он кончает, можно вынуть и кончить не внутрь, короче. А сподвижники, когда спросили... А он не знал это, что делать можно. Он Айшу и во всех кончал внутрь, понимаешь? Когда пришли сподвижники и спросили, а мы можем доставать, чтобы они не забеременели? Ну как и твой отец. Мухаммад охренел. Как и я, когда матерью Аллаха, короче, вынимаю, короче, знаешь, чтобы она не забеременела. И чтобы она второго Аллаха не родила мне тут, короче, знаешь. Долбоёб, что ли? Ваша София вам не рассказывала, как он ее имя? Алло, долбоёб, какая София? Алло, долбоёб, это твой же Аллах, алло, не спаслал Тору. Леонора, включи Тору не спаслал Аллах. Алло, Тору не спаслал Аллах, Библию не спаслал Аллах, все пророков не спаслал Аллах. Он что тогда, этот тупой баран Азимут предъявляешь Аллаху ты? Ты, алло, дебил. Аллах любит евреев. Аллах Тора, любит Библия, евреев. Коран, Евангелие, все книги от Аллаха. Яхве дебил говорит, прикинь. Твой папа дебил, который тебя сделал. Ставь. Я свидетельствую. Ну, ты замужем или нет? Что нет Бога, кроме Аллаха. У мамы спроси. Леонора, замужем или Не, нет? мама уже по кругу, наверное, как у Мухаммада. Мухаммад родился, когда... Ты знаешь, как родился? записывайся, старик. А ты знаешь, как Мухаммад... А вы знаете, как Мухаммад родился? Подождите, Леонора. А вы знаете, я вам сейчас расскажу, как Мухаммад родился. я смотрю.
как Мухаммад родился, я тебе хлебаю этот азимут. Подожди, да, не дай это У самое. меня голос измененный. Я сейчас тебя как... Хорошо, заткни хлебоварку измененный. Я тебя... Дай ее твою дивизию, хадис зачитать, блин. Когда Мухаммад, историю, как родился Мухаммад, расскажу, дай. В то время у них было 3 вида брака, под который один из видов попала мать Мухаммада. 10 мужиков заходят и кончают одну бабу. И когда она рожает, приводят старцы, которые определяют по внешности ребенка, чей ребенок, и говорят, это его ребенок, и никто не может это отрицать. И он становится отцом ребенка, которого старцы выбирают. Вот, а этот, который умер 2 года, да, серьезно. А самый прикол, Абдуллах, короче, есть, отец Мухаммада умер, спустя, как он умер, 2 года спустя только рождается Мухаммад, каким-то боком он стал его сыном, я не знаю как. И как это так, не знаю, у вас это, математика, короче, в исламе работает, я не знаю, я до сих пор пытаюсь понять, я никогда не могу. Понял. Этот, мео, у него, блядь, что за хуйня? Что написано, мео? Нет, которая сверху, не ты, Леонора. Ты что хочешь? Ахишка. Я? Малышка Ахишка, да, ты же Ахишка. Ну, говори. Честно ответить? Честно, можешь не отвечать. Это вообще не подразумевается. Это была лошадь или все-таки это... Я уже понял. Ахишка, скажи мне, у меня к тебе такой вопрос. Вот ты там топишь за этого, как его, вашего... Она смотри, что говорит. Простой говорит, мать Аллаха лучше в туалет сходила бы, говорит, чем тебя рожать. Ой, блин. Ну ты анекдот просто. Я понял, ты имеешь в виду, ты это Аллах, что ли? Нет, это он тебе говорит, лучше бы в туалет сходила бы. Это смотри, это ты сказал, что он Аллах твой. Это не мы сказали. Да, это ты только что сказал, что он твой Аллах. Видишь, как ты его воспринимаешь? Ты типа Аллахом себя считаешь? Отец Мухаммада умер, спустя, как он умер, 2 года спустя только рождается Мухаммад каким-то боком. А в тот... Как это так, не знаю, у вас... Я знаю. Покажи, как это. Что? Можешь камеру включить, показать? Я такой хуйней не занимаюсь. Я таким еще не занимаюсь. Забанят. Ну, блин, пророк же сказал этим заниматься. Ну, пророк же сказал. Моя страна и ты бутылку. Я тебе так скажу. Посадит тот не мужчина. Вот я сейчас тебе заявляю. Кто не посадит, тот не мужчина. Кто не посадит, тот мужчина. Все понятно, воздухан. Понятно, воздухан. Понятно, воздухан. Понятно, воздухан. Понятно, воздухан. Как я тебе? Ты думаешь, я за свои слова не могу ответить? Вы все убежали с Российской Федерации, боитесь. Секунду, дайте вот этот... Мы сбежали, вы озверели, в том-то и проблема, что евреи уехали, а вы озверели, в себя поверили. Много пуху на себя накинули слишком. Мы живем в России, мы за свою страну топим. Не переживайте. Мы за свою страну. Злое, секунду. Мы видим, как вы топите. Вы в Европе сидите. Вы все сидите в Европе на пособии. Я в России нахожусь. Как ты, по пальцам можно посчитать. Таких, как ты, по пальцам. Ты сиди в Дербенте, сиди в Чечне. В России что ты делаешь? В Москве, в Питере. Я дагестанец, это не значит, что я нахожусь в Дагестане. Полоумный ты человек. Какая мне разница? Вот сиди в своем Дагестане. Разъехались вы, евреи уехали, вы вообще нюх потеряли. Я из России, нюх потеряли в России, я за Россию, вы нюх я всегда буду за потеряли. Россию. А ну-ка пойди, скажи что-нибудь про евреев. Жопу твою порут тебе. Я ебал в жопу тебя, если ты еврей, твою маму, иди к маме, вы все мамоебы, иди туда. И что? И что, кто мне жопу порвал? В России вас переебут, блядь, потому что в розыске все. Ты же согласен, что ты мамоеб? Вы любите это? Вы не сможете приехать в Россию, вас сразу засадят здесь. Ты что, ебанутый? Ты серьезно? Ты ебанутая. Ты ебанутая. Леонора, он точно с головой дружит? Ебанашечка. Слушай меня внимательно. Не называй меня Ахишкой. Ты, по-моему, чуть более адекватная здесь, блядь. Он с Махи, наверное. С Махи. Ты с Махачкалы, да? Какой Махи? Махачкала это что? Ты с Махачкалы, да? Подожди. Или Сбербаш. что? Или Буйнак. Что за или Дербент.
Или огни? Ты откуда? Город? Какой город? Ты на Носильске, Ишак. Нет, Что? он учится на стоматолога. Учится. Yes. Ой, Дашай, не дай бог на Санкт-Петербург. тебя напасть. Санкт-Петербург, бро. Да хорош гнать. Какой Санкт-Петербург? У тебя откуда деньги на Санкт-Петербург? Сидишь тут гоняешь. Ну ладно, Слушай Москва. Да Этот какая простой, Москва? смотрите, В каком что ты- пишет. Подожди, я сама лгуны. медик. Подождите, В каком ты университете секунду, в Москве пожалуйста. учишься? Ну-ка. Секунду, пожалуйста. Татищевский. Да, не надо эти темы, блин, Нету вот такого. эту, Все, закройте эту тему. Ну, блин, меня Предупреждение посадить хотят, я не насчет знаю, этого. что мне делать, я боюсь. Все нормально, по секунду, дайте ислам скажет. А Висхана ислам, скажи. Да, все, закрыли, кроме ислама, ни другие темы не обсуждаем. Да, кто он матерится, там выкидывает. этому дайте x7,7 сказать что-то. Он поднялся, ждет давно уже. Простой. Почему ты именно говоришь только за Айшу Ислам ТВ? Ты больше ничего не знаешь? Сейчас, подожди секунду. Можешь помолчать? Тора, простой, это то, что пишет Тора, это туда-сюда. А кто не спасал Тору, дебил? Можешь объяснить? Я? Нет. Смотри, что Чат он говорит, пишет. чат. Он, наверное, не знает. Смотри, что он Короче, пишет. я, наверное, пойду сейчас дальше по делам. Давай, брат, удачи. Счастливо тебе. А так, напоследок, вам что хочу сказать. фишки дали? Подпишись, загаживай на эфир. Ислам ТВ. Подписывайся, последнее заходи, скажу, когда что его время будет, будешь заходить. Ахишка, подписывайся на меня. Хорошо. Заходи, подписывайся на... Хорошо. Будем Можно я рад тебе, последнюю? иншаллах. Давай. Сильно не кричи. Покажи, что ты Не воспитанный. предавайтесь товарища Аллаху. Первое. Идите за Родину, за Россию вперед, и все у вас будет хорошо. Осуждаю Аллах, Всем мой ассаламу брат, алейкум. иншаллах. Ва алейкум салам, Аллах, мой брат. Нет, Россия номер один, мой брадер. Подпишись, давай. Брадер, да. Конечно, на Аллах, вас мой брадер. наткнула. Давайте Чего не будет номер один. выскочу. А ты куда? Подожди, ахи. Я за ним заходил, брат. А, ну Что поговори ты тоже. поговорить что не ты? хочешь? Давай, да, что ты, а? Да не, у меня знания небольшие, брат. А ты веришь, что мы на спине кита находимся? А вона по-братски. Ну, Поговорим, почему? давай. Подожди, по-братски, скажи, веришь ты мы? Простой, блин, поднимись сегодня наверх, жестко. поднимись, простой, Хавала, поднимись. Если Тору не Аллах написал, то Эпштейн Мабаха, поднимись наверх. Ребята, ну как так получается, что 70% такие необразованные? Вообще ничего там Машу, мужской. спасибо, Живут в благодарю. своей Спасибо. среде, в своей действительности. Куда они могут деться? У них необходимость так себя вести. Им больше ничего не осталось. Когда они выезжают, там совсем другая риторика. Пока они находятся там, они находятся в той действительности, которая вокруг них творится. Попробуй они скажи что-то против. Ты же понимаешь за это последствия? В лучшем случае СВО, а в худшем случае бутылка Кадырова, именная Рамзана. Давайте без политики, мне это предупреждение Ну было да, за эту да, политику. согласен. Все четко шли, ноль вообще без ничего. Как только вы начали это говорить, сходу 3 предупреждения. Не надо их так сильно провоцировать, чтобы они матерились, ругаются, потом пролетает все это. Да, не, это Ну, мы там же ограничили, нет, ну кавказский нет, вот теперь ограничили. Мы горячие. В некоторых странах видимость ограничили. Ну я тоже с Кавказа горячий, что я буду сидеть, не, вообще ограничат, заблокируют и все, поэтому нельзя. Одна Ладно, я тема, выйду, ислам ребята, и чтоб все. шума не было. Ислам, только ислам, да. Ислам и его проявление. Разборки, там, политики, молитики, это вообще тут неинтересно. Alhamdulillah. Ахлян васахлян, брат, ахлян васахлян. Аллаху Акбар. Здорово, ребята, вы что, меня не узнали, да? Что узнали, брат, узнали вас я. Мы сразу хадис Всем привет, брат. О, Сауда. Всем привет, всем привет. Ну что, эти терпели приходят и почты их, да? Раз, благодарю.
Да, имя видишь, Аллаха. сегодня наплыв хороший был. Вижу. Молодцы, ребята, молодцы. Ладно, извините, ребята, за шум, гам. Хорошего дня. Спасибо, спасибо. Раз. Спасибо большое тоже. Ни у одного проблемы обеспечивал, а у вас духа даже на встречу приехать нет. Номер даже скинуть. Мусульмане угорают с вас. Чего? Что мы осуждаем на педофилию? Я понимаю, вы же больные. Дураку палец покажи, он будет смеяться. Да, это книга, которую Аллах не спаслал. Простой. Молодец. В Коране ни в одном месте не сказано, что она опровергнута. Она вообще действующая для тех, для евреев, для которых она была ниспослана. Полоумный, блин. Дикий тоже, блин, вообще полоумный. Полоумные существа. На 9-летнюю захотел, тоже дикий, да? Ну чё ты не принимаешь, убежал сразу. Внизу сидеть, гавкать только можешь, да? Ну ладно. Угу. Чё, на 9-летнюю захотел жениться? Рассказали все, да, тишина, все. На 9-летнюю хочешь жениться, что ли? Чё ты истеришь, плачешь? Мечта отдаляется, да? А, Дикий, микрофон включи свой. Мечта отдаляется, наверное, да? Пидорази, бля, все пидорази, я вашу маму ебал, евреи, бля. Твой новый тусик, да? О, да, Или да, Бобик? новая Признаетесь? Да, Нет, это тоже давай мой его туз ко Бобиком мне. назови, а то Вы перепутаем же все согласны, тусики. что вы пидорази? Это Пумба, Пумбой назову его. Не, он Пумба. свою наколку А это читал. вы, бля, Пумбы? Давай, давай, Да, брат. Пумба. я Ты вашу будешь нормально ебал. говорить? Пумба? Или дрессировку Пидорази, ну с начинать? пидоразами как общаться? Пумба, адекватно говори, или как с тобой? Дрессировку начинать. Все, чего сказать, есть чего общаться. Ну, что сказал вам? Давай Вы нормально унижены. поговорим. Вы унижены Ладно? люди. Унижены Брат, ты люди. веришь, что мы, брат, ты веришь, что мы на спине кита находимся? Все, хуйню не неси. Ты веришь, что мы на спине кита находимся или хуйню нет? неси, бля. Это хуйня, по-твоему? А я откровенно хуйня, да? Блядь, чеченцы поймают твою маму, выебут, бля, ты гандон, бля. Причем тут моя мама, долбоеб? Бля, вы пидорази, бля, вы все, ну реально, бля. У нас мамы все правоверные. Альхамдулилля. Да. Шлюхи, Да, я отвечаю, Хадиджа вы наша купите. мама, Осуждаю. Аиша. Сами вы все, вы Подожди, бля. Дикий, а если его мама мусульманка, тогда что? Вот это бабуса зашел. Он что, ЛГБТ тоже поддерживает? Ну вы, бля, мужики или не мужики, сука, вы пидорази, бля. Что? Бабуза тебе тоже дал. Бабуза Ислам, тебе послушай, тоже оскорбил. Ислам тебе, Ну, ты вы его отвечаете, тузиком назвал, почему? он обиделся. Его надо назвать, знаешь, кем? Барсиком Да, надо назвать. Может, я он не будет говорю правду, материться. вы, бля, сука. Не, Пумба, Давай, знаешь, скажи Тимон ему, и что Пумба. молчит. Тимон и Пумба, знаешь, Тимон и Пумба. Свинья есть там, жирная такая. Вы Вот, же это все Пумба. пидорази, бля, ЛГБТшники, ёб твою мать, бля. Пумба сидеть, молчать, Пумба молчать. Да Спокойно, какой спокойно. Пумба, я твою весь рот ебал. Пумба, Пумба, Пумба Пумба. молчать. Пумба, хорошенький песик, хорошенький песик. Все, я вашу маму ебал, все, я выхожу. Водичку Пунжик, выпей, пошел водичку вон, выпей, иди Пумба. гуляй. Пумба Быстро вышел. пошел. Вот. Какой он у тебя послушный. Да, вот. Дрессировку, видите, если у кого-то есть там пес, короче, будалаковский, приводите, я буду дрессировать. Я сегодня, знаешь, в шоке у тебя в эфире, какие у тебя тут тузики, бузики, пумбочки. Ой, блин, какие они хорошие, слушай. Да, я тут ночной охотой занялся, поднабрал себе будалаков подписки, короче. И вообще не скучно Жанна, тебе, я благодарю. смотрю. Да, никто не может ни один аргумент привести. Блин, какие ты все видишь? Ой, 95, 25.
истинные мусульмане. Не, есть такие Она еще мусульмане, папу которые с моего высшим трогают. образованием. Причем тут мой папа вообще? Алло, 29-й. Да, Пумба, Став, не Пумба. обращай внимания, он специально Они по делает. папам все, у них чисто Пумба. цель папы. Они по мамам в Пумба за... основном. Ну вот он Пумба, понимаешь, он у него через ИИ даже аватарка сделана. Привет. Валайкум, привет. Валейкум ассалям. Приветствую. Это правда, что в Израиле гей-парады сейчас? Нет, неправда. Подожди, сейчас не получится у тебя. Гей-парады. Басков, Да, который Израиль прилетал. не придется. А правда, что Мухаммад на 9-летнюю залез? Не, в России нету гей-парадов. Респект Путину. А правда, что 53 года Мухаммад на 9-летнюю залез? А Киркоров не гей, Киркоров, который приезжал в Кремль? Я такое не читал. Киркоров болгарин. Не читал. А правда, что Мухаммад обслужил племя Альзут всех мужиков? 7 дал за одним ночью зад. Месси самый лучший, Месси лучший. Месси тоже там был, да, в племени Альзут Месси был? самый лучший, вы знаете. Он тоже забивал, да? Месси тоже забивал Мухаммаду, да? Месси чемпион. Аргентина. Вива Аргентина. О, священный огурец забил, да, Мухаммаду Месси? Что? Священный огурец, да, это Месси забил, да, машаллах. Подожди, Мухаммад, Месси, ЛГБТ, ты что пишешь, Дикий? Поднимайся. Саудовский Аравии футбольный этот кубок, он в виде такого огурца большого. Ну, смотри, 95-й, наш пророк, мир ему, все остальное взад. Святой огурец ему, когда этот Месси взад ставил, да? Все остальное взад? Нет, все остальное ему сказал. Я бы сказал взад, да? Какой Послышался, взад? послышался. У тебя пошлости в голове, что ли? Ты что, сейчас специально это делаешь, материшься? У него, наверное, джинны, его надо почитать. Прочитайте его. Может, джинны выйдут. Что сейчас оскорбляешь? Начнешь, Это специально, давай. ты исламофоб, наверное, да? А? 100%. Он враг Аллаха. А ты не веришь, да, что наш пророк мир ему, все остальное ему в руки флаг? Это самое, священный огурец тоже, короче, что он наилучший толкователь Корана. Ну, это написано, как бы, самый текст про рыбу Нун, как бы, что там на нем находится, это получается не из Корана, это как бы, типа толкование получается, правильно? Ну, в Коране, да, ну, есть Нун, это разъясняющее, что это рыба, 21 сура 87 аят есть там, где Нун, этот, вода о Нуне говорится, помяни также человека в рыбе. Это про Юнуса говорится, там, который его Нун проглотил тоже. Там говорится, Абу Адель, открываешь ты толкование, Асаади точнее. Там говорится, слово Зу означает повелитель, а Нун означает кит. От этого следует, что Аллах нарек Сулеймана повелителем кита. Зун-Нун. Зун-Нун его звали, повелитель кита. Потому что один раз разъяснено было, что такое рыба, а другой раз самые дебилы были, которые это дано понять только Аллаху, что означает. Как дано, это же кит, которого Сулеймана проглотил. Там же это конкретно говорится. Он потом выплюнул, да, его, получается, если не ошибаюсь? А? Он потом выплюнул его, да, или нет? Как? Я не понял. Он потом, это кит его выплюнул или нет? Да. А самый прикол, знаешь, самого большого кита на земле, глотка, да, дырка, которая изо рта идет в горло, глотку, до живота, которая идет, кишка, она максимум 20 сантиметров только может быть. Самый максимум. У самого большого кита на земле, у самой большой даже возьмем. Человек ни в какую не мог в животе оказаться этого кита. Это вообще абсурд полнейший, полный бред. Может, тогда другие киты были, может, немножко другие киты были. Да нет, а какие время же, это ничего такого, из таких изменений у нас того времени не было, таких колоссальных, нет. Да, в принципе, да. Это же не миллионы лет там назад. Да. Это не столь большой срок, чтобы что-то изменения были. Про 1000 лет назад, что еще Аллах не знает про 1000 лет назад, что ты мне говоришь, ересь несешь, про 1000 лет назад, это
Что 1400 лет только знает Аллах. Это, а до нашего эры что было, знает твой Аллах? Ты аллаховскую свою анусовскую систему заткнешь, и вот так будешь сидеть. Захочешь подняться, поднимешься. Больше тут свое это. Скала, брат, ты мусульманин? Альхамдулилля. А брат, ты веришь, что мы на спине кита находимся? Нет. Нет? А 68-й суру первый отрекаешься ты, да? Толкование Ибн Касира от Ибн Аббаса до Ибн Джарира, двоюродного брата Мухаммада, наилучшего толкователя, которого Аллах одарил. Наилучшее толкование. Понимание ислама и имана. Лучше его нету, кроме, после Мухаммада. Алло, слышно? Да. Говорю, какая сура 68? 68-я сура, первый аят. Толкование Ибн Касира. Сейчас, секунду. Угу. Ну вот, нормальный брат, мусульманин, красавчик. Тихо, спокойно, все смотрит. Респект. Да, вот с такими нормально хочется поговорить, а не которые там мама, папа, мама. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мархаба, хабиби. Алхамдулилля. Мархаба, хабиби. Я не понимаю, брат. Альхамдулилля, надо говорить. Ну, я сказал альхамдулилля. В любом положении, альхамдулилля. Брат, ты кто? Этот, ну, суннит? Я, да, ахлю сунна валь джамаа. А какой? Я салафит, я. Акида? В смысле какой? Да. В смысле какой? Это я ж тебе ну, сказал. Ну, матуридистская или аши? Что? Повтори? Ну, в Ахлю Сунна валь Джамаат есть две акиды, матуридистская и этот, ашаритская. И? А я не разделяю и то, и то. Я не разделяю ни то, ни то. Понял. Ну, да, короче, за две, да. Да, можно сказать. А масхаб у тебя какой? Шафи. Шафи. Машаллах. А ты чтец, да? Да. Прочитай что-то. Как тебе относится Ибн Таймия? Что, еще раз? Как тебе относится Ибн Таймия? Ну, не знаю. Ничего не буду говорить. Думаешь, что он кафир? Ты думаешь, что он кафир? Астахфирулlah. Как ты можешь выносить таквир? Ты муштехид или говорит, кто-то? что пророк, что Аллах сидит на троне и перемещается куда-то. Так ты же салафит. Салафиты тоже так говорят. Ну, значит, да, салафиты. Я же говорю, что... Братья, плохо слышно. Очень плохо слышно, да, сублиминал. Сейчас лучше? Да, вот четко. Ну, да, рука. Но Ибн Таймия мы тоже его не принимаем как за нашего ученого. То есть мы не слушаем его мнение. Поэтому, чтобы таких моментов не было, Аш-Шафии берешь, и очень четко все идет. Да, Шафи. Нормально маскап. Кайфовый. Красавчик. Нам даже дозволяет, если мы в никяхе, короче. Не в никяхе, если я там на какой-то Наташке пойду, короче, с ней. Зина сделаю, и дочка родится, я могу на ней жениться. На дочке? Да. Она мне не дочь по исламу. Она же не в никяхе рождена.
Ну, это плюс, знаешь, в чем это, ну, как бы ты не пойдешь на молодую, не завляешь, ты, если взрослая женщина, которая внешне сохранилась красивая, ты можешь от нее родить девочку, ну, она же будет похожа на нее, если она тебе внешне нравится прям сильно, и с 9 лет взять ее замуж и как бы воспитывать ее для себя. Понял. Вот. Чем она за кого-то куда-то выйдет замуж, чем кого-то замуж выйдет, короче, за каким-то, короче, хрен пойми, что она же не мусульманка, получается, ее мать. Ну, ты же не кяхи, получается, Наташка. И чем она его за какого-то Васю выдаст, ты можешь просто как бы за себя его взять. Тем более, если за Васю выйдет, она тебя забудет. Не знаю, у нас в ханафийском вроде так не разрешено. Точно не знаю. Разрешено шафи. Есть, для нас есть один сподвижник, тоже мир ему делал такое. Был женат. На дочери, ну, у него была рабыня, от которой у него дочь. Он женился на ней, на дочери, ну, на девушке, которую ему рабыня родила. А кто здесь это? Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Кейфа халюка, я ахи. Ладно. Вот. Кто здесь сидел? Салафит. Это скала есть, скала свернул что-то. Кита нашел, ахи. А ты веришь, Элли, что мы на спине кита находимся? Нет. Как не веришь? Смысл? Веришь? Мне послышалось, видишь? Я ничего не Веришь, понял. я спрашиваю, что мы на спине кита находимся. 68-я сура, 1 аят. Они там за границей сидят, поставляют, практику получают. Менты работу делают. Прям салам, на русском синий против, я не тех, последнего весь, хочу прям салам. Одно дерьмете уже. Ну что, дуа делает там, что ли? Я не понял, что с тобой? Алло. Он отключил. Ну, а я его отключил, он там дуа делает, сидит, короче, наверное. Может, намаз читает. Менты, не менты, дербент, не дербент, не знаю, что у него там. Шафи, а как ты относишься к аятам, например, Аллах на троне сидит? Ну, как ты их толкуешь? Да, Аллах на троне сидит. Аллах вознесся над своим троном. Ну, это, да, ну как ты толкуешь этот аят? Ну, вознесся над своим троном. А где говорится, что он сидит? Не, я не говорю, что он сидит, я сам против Ну, этого. ты сказал, что он сидит на троне. Не сидит. Я просто некоторые переводы... Он там, вознесся, потому что он летает над троном, он вознесся над троном. Вот. Ну, вознесся это понимание, этот, правит, да? Ну, как хочешь, там несколько смыслов есть этого слова. И править, ну, взлетел над троном, и все. Ну, вознесение это когда что-то вверх идет, знаешь. Смотри, судный день, Коран куда будет? Вознесен куда? Что? Судный день что будет с Кораном? Свидетельствовать будут? Нет, Коран будет вознесен на небо обратно, в рай. Вознесен. Ну, понимаешь, вот опять же видишь, он будет поднят, вознесен, понимаешь? Ну, то же самое, Аллах вознесся над своим троном. Понял. Ладно, брат, я полетел, мне надо пойти там по делам. Все, хорошо. Раяна, валайкум ассалам. Раяна, поднимись. Раяна, что там, запрос кинул? Айса, алейхиссалам, поднимись. Абакар, мусульмане. Нурды Махмудов, иншаллах, поднимись. Мы вместе с тобой, брат, поднимись, ахи. Поднимись.
Смело. Скала, ты почему вышел? Давай заходи, эфир обратно, сворачивай, ТикТок заходи. Ну что там, говорит там? Есть? Я говорю, есть? сейчас еще чуть больше информации найду. Давай, я тебе еще аяты готов дать, если надо. Больше я могу давай, помочь, если надо. 21 суру, 87 аят прочти. Какой? 21 сура, 87 аят. Сейчас. Там поймешь, что означает нун, все это, там асады, открой толкование, там 5-6 строчек прочти. 21.87. Некоторые переводят как нун, что это рыба, некоторые говорят, что только Аллах знает перевод. А как Аллах знает только перевод? Нун это вода, а нуни помяни также человека в рыбе. 21 сура, 87 аят, где Сулеймана проглотил кит. Прочти этот аят. Толкование Асаади прочти, пожалуйста. Толкование Асад. 21.87. Чего толкование? Ас-Саади там будет, ибо там заходишь, в Google пишешь 21.87 пробел Коран. Первый Коран онлайн.ру сайт будет. РУ, не знаю, что там, где зависимо находишься. Заходишь, второй, третий толкователь. Эмиль Кулиев есть, там Ас-Саади идет, Абу Адель Ас-Саади идет. Ас-Саади зайди, толкователь там есть. И 5-6 строчек прочти первых, и этого тебе хватит, чтобы понять, что такое нун. Как это только Аллах знает. Это заблудшие, которые говорят только Аллах знает. Это глупо было бы не посылать то, что только ему знать. Истинный последователь. Иншаллах. Незабываемый. Ну как, ко мне? София, ухтишка. Ассаламу алейкум, ухтишка. Салвардин, я вот сейчас один хадис читаю, такое чувство, как будто футбол и все остальное в исламе запрещено. Запрещено, конечно, футбол. Всякое развлечение сына Адама пустое. Знаешь, это что? Почему? Я тебе могу объяснить другой хадис, чтобы ты пожестче нашел. Короче, как я слова вы поймете, это самое, чтобы это не это ТикТок, короче, не это самое. Короче, некого пророка или сына пророка, я не помню, короче, секир башка сделали, кафиры, и начали футбол играть, короче. Это раньше было. Из-за этого футбол запрещен. Да, головой секир башка. А вот там, еще смотри, мяч, вот хадис. Всякое развлечение сына Адама пустое, кроме тех, стрельба из лука, обучение коня и развлечение, в скобках, игры, ласк со своей женой. Воистину они относятся к истине. Да, куклы играть. Да, поистине Аллах ведет в рай одним выстрелом из лука троих, изготовившего стрельбу, а стрелу ради блага, стреляющего из падающей ему стрелы. Так стреляйте и катайтесь верхом. А если вы будете стрелять, это любимое для меня. Если вы будете только ездить верхом. Короче, нельзя ничего кроме. Верхом можно кататься, стрелять из лука и играть с женой. И борьбу тоже можно. Это сунна. Скала, а ты знаешь, ну прочел ты там, что такое? Ну, так понятно, 7 или только как 21 это? суре 80-м. 87 аяте, 8-7. Толкование Ас-Саади. А ты читал хадис, где пророка назвали ухом? Ухом нет. Нет, это аят. Коран 9.61, сура Ат-Тауба. В одном из, вот пишется, среди них есть такие, которые обижают пророка и говорят, он ухо. Скажи, он слушает то, что лучше для вас. Он верует в Аллаха, доверяет верующим и является милостью для тех из вас, которые уверовали. А тех, которых обижают посланника Аллаха, уготовлено мучительное наказание. Астагфируллах. А без угроз нельзя было. Сура 9, аят 61.
А что всегда угрожает он, милосердующий? Я не могу понять. Почему каждый конец суры угроза идет? Смысловой перевод. Какой у тебя перевод смысловой? Ты что? Смысл донесли. Какая разница, какой там перевод? Ты понял, что там? Понял. КБВО. Алло. 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 Давай, чего? Amit чувствую, КБВО, алла микрофон, летел, алла, что? Алло, 29-й. Молчу тогда. Как это, какая перевод такой? На английском у вас вообще там в многих местах террор написано. Террористы написано. Что ты хочешь? Какой тебе перевод? Карабулак. Яшчич, бля, маш вол, я вашчич бываш, вай, азер. Хачуал. Хачуал будкач. Спасибо, Лилит. Маш вол, маш. Брат, как дела? Нормально. Как у тебя? Альхамдулиллах, тоже хорошо. Брат, мусульманин же ты, да? Да, брат, мусульманин. Мусульман, ну ты же веришь, брат, что мы на спине кита находимся, да, брат? Конечно, брат. Земля плоская, мы на спине. Машаллах. Да, машаллах. Что солнце ложится в земной мутный источник, тоже же веришь, брат? Конечно, брат, это же Зулькарнейн такой увидел. Да, нас с тобой, понял, все, мы с тобой одной акиде, все, понял. С тобой спорить не о чем. Акида у нас в войнах. Что я не расслышал? В войнах. Война, все, да, понял. Ну, мы в одной акиде войнах, да. Скала, ну что там, прочитал? Есть там кит? Синий кит есть? Да. Вот. Так как те врут, говорят, что только Аллах знает его, что означает смысл. Это же видишь, как ложь некоторых мы раскрыли. Или заблуждение их не раскрыли. Видишь? Да, но я еще прочитал, что это как может означать, что просто... Как ты сомневался, как ты мог усомниться в том, что наилучший толкователь Корана, за которого сам Мухаммад помолился, двоюродный брат его Ибн Аббас, мог ошибиться? Нет, он в тебе сомневался, а не в нем. Он подумал, что ты, может, ему неправду сказал. Нет, я же его источник привел ему, его толкование я зачитал. Как ты мог усомниться в этом? И вот теперь-то хоть веришь, что мы на спине кита находимся? На спине кита? Да, нунна, это кит, большая рыба. А, брат, веришь теперь? Нужно будет еще посмотреть. Ну, посмотри, я себе наилучшего толкователя во все времен привел Ибн Аббаса. Если лучше его найдешь, приведи, я приму. Но лучше нету. Потому что Мухаммад сам помолился Аллаху сделать его наилучшим толкователем Корана. И Аллах даровал ему это. И он толкует это, свое толкование это толкует. И 21 сура, 87 аят доказывает, что это огромная рыба. Это кит, который проглотил этого пророка Сулеймана тоже. Юнуса, точнее, Сулейман говорит, понимаешь? Брат, Ибн Аббасу тогда 12 лет всего было. Ну, он же учил его, он с молодости учил, нет? Он еще, к его смерти уже взрослым был.
у него в молодости, знаешь, он помолился за него и начал его учить. Сам пророк учил его толкованию. Аллах дал ему наилучшее понимание. Да, да, саллаллаху алейхи вассалям. Сказала, теперь, не знаю, поищи еще, если хочешь, но лучше его толковать ты не найдешь. Не будет до судного дня. Если ты не знал, мы на спине кита находимся. Кит это ерунда, брат. Вот 3 камня, вот это сильно. Это вообще самое. У меня дома, знаешь, этот мешочек лежит, я оттуда с Мекки заказал, и 3 камня я туда, короче, лежат тоже. Я когда ухожу, нет, он знаешь как сделан, он из кожи сделан ремешочек, его можно на ремень насадить, знаешь. Я его, короче, знаешь, я его с собой всегда ношу, где бы я ни был. И еще, с другой стороны, бурдюк воду ношу, как я, знаешь, если нужду справляю, я нужду справляю, подтираю с 3 камнями, потом мою эти камни, и потом обратно мешочек. Слышишь, ислам? Слышу. Твою маму ебали эти мусульмане, что ли? Алло, нет, иди отсюда, пес. Пумба. Кто это? Пумба, иди. Моя мать, это Аллах. Это я случайно намордник снял, он гавкать начал. Да, намордник снимает и гавкает. По аяту Коран долбоеб думает, что-то умное сказал. Я по аяту Корану, Аллах является моим родителем и матерью и отцом. А ты только что Аллаху что ты сделал, а? Вот дебил, сам что-то тупое сказал и сам смеется. Не понял даже, что сказал, блин. Ты Аллаху что сделал? Скажи еще раз. Баран ты. Не надоело воздух гонять целыми днями? Что ты надоело? Ахпа, что с тобой? Да, слушай, йоу. Йоу будешь своему отцу говорить. Я тебе буду говорить йоу, понял? Отцу своему будешь говорить йоу. Тебе не надоело вот так? Так, сюда зашел наш пророк. У нас свой пророк, короче говоря. К ногам. У нас свой. Очкошники. Сидите тут. Извиняюсь. Мухаммед жив, Мухаммед будет жив. Иншаллах. Аллаху акбар, товарищи. Аллаху велик, машаллах. Себастьян Вахарева Муде. Личку номера это с геолокацией Хосун. А я это алдала. Личку номера это обращаться. А я это бас. А собой. Номер а это геолокация Хосун. Маяет, смотрите, он шпалил. Номер дает. Особо, хазбусал диндуч, Что избусал диндуч, да? Избусал мушрик, что они? Ты постоянно лечка, мушрик, шук, короче, да? А я не, да, мушрик, он. Дерхай, сонам, хайок мушрик, масала шейха, делуай бин ашук, шейх нача. Адел минута. Садел шадовым кальна гук. Ва. Allah dinde side. Tapayt borçlanıyorlar, taviz toluyor. Tapayt borçlanıyorlar, taviz toluyor. Hocmayıra. Te uma doja kjörča, bidig, git, yani yumşutek. Opa, duyuçu gint. Sabagar hazioni doş. Vaya bu bildi harçtırıyoruz da valla. Аверда, шуцани, вообще бусов дин хакну, бис хакну. Он чула дик дойсу, а има мой аюрта, ол чула вела дик дойсаксон бусов дин, и укамялду. Бусов дин дикта дойзарон, он дойзмерч. Волу хавалюта, има, разгойсон, вел дикам дойсон и по-любому. Аверда, Açur əriyə çəyəşol qutam ho elğəş. Tapayt borçumştalıyorlar, taviz çalışıyor hayırlara söylüyor. Olça, ola, sağır olsa o bu.
Одега конспаница, тикток чугая. Хыла та вису цала дава. Осанелчен, я квартба ешку. حاول حيبارش ولا بخنتا ويلو وقر بخانه بطه بخنا انشالله تقر شيخان يون هور حبيتو شي تسا دي اشاتيم هور هومان شيخان يون ها И Франция очень рекорд дехна. Герой уйха. Он герой уйха. Дал декал ойли. حبيلا هو حاكانا تقو تجون. لوان دقة زوج بيتوشني يمروش. أصلاً شو سنة توت مين تقصي إكشون. هو ويلو ساعة وصل لبويشون تيه دادة لوكسا ولا شيء بورشويك. شابك وصل. يكتيك تيانا كوتن. Дидос. Клянусь Аллахом, не я убегал, мой зад убежал. Остана хома диду цабону, ша диду бог, ша боршвек, хауалиш. Омичая алата котам. Вильнюся у коди шоган майоса, Вильнюся у бо. Вильнюся адрес хуя. Вокзале, а встретить вируха. От вокзаля, те вот рука. Пидор, йо. Давай, да, особенно за общество приятно. Разве пидори бог, там ешь мои. Was da gehen weiter, Rondik, du? Он дика, noch чему-то. Ты гаш на Ажник, баца. Альзут племени рвагу, атлацу. Я на бьёнал дошу мясо. Ты гаш на идею избавил швар давала. Да. То есть два кацагач, короче, хабер швати бош, да, ты озойтер бош, гаш на. Асу шамель мушлик ши санкаряха, ты озери пошу. Багитани. У мира бол. Багитани. А я знаю, адмяхтариотсом. Хаяз ма, хамичо. Я ЛГБТшный теме, окша хошина кот места. Аук ЛГБТшный теме, ты озируй, да озируй бол. А я знаю, интем. Чугая, нокчугая, дина, кстати, хуй бой, что? А юга го, рашил перечи, короче. Да, бусалтин, дуй. Бусалтин дита, асхаба. Салата висел бусалтин защищать дашь, чуя лацакус. Аса бусалтин защищать дидон. Да, сахаз уяз ди, иш бит ажо. Чугая, ди, дэм дин харцу он кула. Бухарцу. Учугая, дин асаз кутам сан иекш. Бух байта, харцу я, бух байта. Байт боч камамади. Лата висел хаз адамсон. Шутани лата диско, да. Шутани бо куду. Иншалла, тахан шехан юшон. Пока ешон. Давайте, мудаки. Мудака, йо, апаямар. Астагфируллах. Очередной тузик, Дон, инсажлан. Очередной. Он сейчас мечеть один ушушку ходит. Петушки, вот, я же говорю, одну палату открыл я еще одну. Давай. Тузик, говори. Мудак, юк. Мудак. Ую. Халал? Убо, Оставь, Лилит, оставь. Будулак, вы Адлан. Хунду, what's there? Хундуак, хаде Будулак, Адлан, Будулак вас. What? Хунду, Будулак. Остаточно бусолтак, Будулак вош. Адлан, Будулак вош, бусолтак. Поймар. Деца бог, мичметка ялас. Бог, хайдет. Шуё, агайтан. Агайтан. لا هون عدوك رولك شو اي هو يلتقى اي هو يلتقى لا هو حبايب مر حيدك يا عشوا شو الاريا التي يعطيني يا نقطي باتم سمعت دايلا حيولا ميت نومل سوازي يلا حيولا حيسا سيدي تيجو عدلان شيء голубой от замшук мора хуй я бусодна шабеш будулаш бос это яла хай и это аваланцега короче да хай он дочка хуй это зауш Салам алейкум. Алейкум ассалам, брат. Ахлем васахлем. Ислам, почему мне после эфира с тобой, короче, пришло 17 УСД? Это что?
Да я не знаю. УСД, Короче, тебя просто Я посадили, могу брат. сказать ему, монетизация почему. 17 УСД. Ну, деньги тебе пришли. Я могу подарки отправлять, получается, знаешь? Да, да, да. Да, начнешь Смело, как брат, раз смело. это с командного Машаллах. сердечка. Уровень Командная поднимешь. эта идея. Это вот Обменять смотри. можешь эти монеты. Сердечки же есть вот здесь. Это где Ислам ТВ написано, сердце стоит, видишь? На это Ежедневный нажимаешь, рейтинг. на это нажимаешь и отправляешь. А, вот эту штуку отправить. 5 Всех приветствую, всем привет. Угу. 5 монет. Здрасте, как вы Машу, примете? Понял. Шалом, шалом, всем шалом. Шалом алейхум. Шалом алейхум. Шалом алейхим. Ислам, а ты вообще что, не спишь, не кушаешь, да? Ты что-то, по-моему, с утра уже в эфире сидишь. Вот кушаю, сижу. А, А не, слово Аллаха надо без остановки распространять. базара нет. Артем поднялся. Мусульманин, Артем? Иля-ля. Артем, ты выпил, что ли? Не, вы не шарите? Да, это каляка. Да, наконец-то. Не, это же не каляка. Не, это говорил эти слова. Не, а то, что каляка говорил, да, но голос не каляки. Формат вопрос тебе такой есть. Не, это не он, да. Слышишь? Это не он, да. К формату вопрос. Слышу. Слушай, Бхармат, а вот хотел у тебя спросить, вот без какого-либо вот подъеба, а ты случайно, у тебя нету монгольских корней у тебя? Насколько известно, нет. Я понял, ну просто визуально так слегка немного похож. Ну, у меня этот хронический гайморит, поэтому кажется, что глаза опухшие бывают. Кажется, что эпикантус. Без меня. Но на самом деле у меня нет эпикантус. Просто подглазные вот эти яблочки, они опухают и свисают иногда. Так что не думаю. Что там, кого-то монголы этот плохо сделали. Монголы никого плохо не делают. Они насиловали в свое время всех, бля. Монголы красавчики же, они Багдад они разрушили, исламский халифат разрушили. Я горжусь, Да давай, что монголы... Нет, это нехорошо, бля. Единственное Слушай, место, Формат. которое Чингисхан не смог завоевать, это был Кавказ. Ну, я не говорю про Кавказ, я говорю сейчас про халифат, про Багдад. Причем здесь Кавказ вообще? Ну, халифат, исламская религия. Ты против что-то имеешь, да? Кавказ же не халифат же. Я говорю про Багдад. Я говорю про Да я Багдад. понял, хорошо, бля, но ты возвеличиваешь, говоришь так, как будто бы он весь мир захватил, выиграл Багдад. Ну, халифат это был... Так он создал самую большую империю, с ним никто не сравнится, братан. Формат, слушай, А почему он не смог тогда Кавказ в реальной захватить? жизни Почему Дагестан, Чечня не была захвачена? Угрожали? Потому что Чечня, Дагестан — это горы, где в горах кто был, он остался в живых. Равнина вся была завоевана. А Зачем Багдад ему где горы? находится? Что? Багдад где находится? Багдад. Средний, на востоке ближнем. Там Ирак. что, гор нету? Ирак это. Там А что, там помимо нету гор гор? есть еще места. А. Там есть знак, там есть как бы правительство, государство. А у тебя что было? У нас был имамат, Кавказ. Имам В Шамиль. каком году у тебя был имамат? Я не знаю, вот.
Ну, в 19 веке, монгол в каком веке? Нет, 13 век это вроде был, да? 12, 11 или 9. Мамат, да? Не Мамат, Чингисхан на вот время. Да, 13 век. 13 вот. Когда вот Османская империя была, тогда. А кто его завалил-то? Он сам умер. Своей смерти, по-моему. И чё его могилы нет у него, да? Или его как животное похоронили без могилы? Почему как животное? Ну, место, да, могила, что-нибудь должно же быть. Ну, его там по священным чем-то там, короче, они куда-то спрятали его, короче, после... А чё, кого он вообще верил, в какого бога? В Тенгри. Тейнер, вот этот, который, бля, любил жесть. Резню. Какой жесть? Он любил резню, бля, кровь. Тенгри? Тенгри, да. Ты просто болтаешь, что не знаешь. Всегда болтаешь? А ты кто, пользователь? Прометей. Я говорю, ты всегда болтаешь то, о чем ничего не знаешь? Ну, я люблю рассказывать сказки людям. Понятно. На голову садиться им. Заебывать конкретно. Ну, ты максимум можешь на кое-что другое сесть. Как ты на бутылку рычался? Нет? Какой у него ник, блядь? У меня? Злой Даг. Давай, иди отсюда. Что такое? Абу Ахмед. Салам алейкум. Алейкум салам. Мусульманин, брат? Буса, алхамдулилlah. Алхамдулилlah, веришь же, да, что мы на спине кита двигаемся? Веришь, что мы на спине кита двигаемся? Мы? Да. Ну, наша земля. А у тебя против этого довода есть? Нет, я верю, что мы на спине кита находимся. Машаллах. Чего? Я верю, что наша земля находится на спине кита. А что такое Нун, знаешь? Нун большой кит, да, который проглотил еще Сулеймана, пророка. Ты ошибаешься. Нун это... Нет, точнее Юнуса, извиняюсь, Юнуса пророка. Какой Сулейман? Нун это перо, братуха, это не кит. Красавчик, перо проглотило у нас, получается, Юнуса, да? Нет. Что, ну вода о Нуне говорится там. Помяни также человека в рыбе. Прочитай шахаду. Правильно. Кто? Кому это? Ты. Ты, вот этот Абу Ахмед. Это, давай, делать, Абу Салатунца, кефиру, ты чем не хочешь? Я ж не понимаю чеченский, что ты переходишь? Ну тогда потому что тебе зачем, ты что мне хочешь тут заставить читать что-то или что, я не понял? Ну так ты... Я тебе ничего не Ты же обязан мусульманин, читать. ты знаешь шахаду правильно? Я кефиру доказывать что-то буду или что, я не понял? Иля. А тебе стыдно шахаду? А тебе стыдно перед кафиром? Ну так не стыдись своей религии, давай бисмилляхи. А кто стыдится? Ашхаду аля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммаду абду ва расулюху. Неправильно вообще. Ты чё, кому неправильно? Чё несешь, баран? Правильно. Ты слышал, я тебе как говорил, только что как правильно читать? Ты вообще не понимаешь, братан? Давай, да, побить, иди отсюда. Боже, вахтунхо. Так вахтунхо, да. Смотрите, поэтому, смотрите, так убивайте. Чалуш бля. А так вот, что, хаиш, хая это солнце, что это дом, что так вот, куда вало?
Ну, Абу Ахмад, кто смысл? Так нельзя говорить. Подожди, мне тут кафир хочет заставление делать или что? Я доказывать ему что-то должен. Хозяин. Конечно. Оставление Он, да? Ты знаешь, что Ну, чтобы он принял ислам. Ты знаешь, что твоему пророку наставления делали иудеи? И отсюда выводится хукам. Даже иудеи, даже многобожник может иногда дать совет, хорошее, благое указать мусульманину. Даже если он это сделал с целью упрекнуть. Или еще что-то. Аллаху алям. Меги, верайте. Асана. Ну, Ахмад, слушай, а ну ответь мне на вопрос. Если бы 54-летний мужик подошел бы к твоей дочке в 6 лет, которой было, предложил бы замуж выйти, ты бы отдал ее, да? Я эти хадисы... Астагфируллах. Ты хочешь меня сейчас привести под, получается, бракосочетание с Айшей? Таких знаешь сколько хадисов, чувак? Я тебе не чувак. Братан, ты мне чувак, понял? Извини, брат. Нет, не понял. А то что будет, если я тебя не понял? Ты даже не знаешь свою религию, чувак, блядь. Да, ладно, да. То скажи, что не выводишь. У тебя тут вот Мадла уверенных халифит, у тебя тут твои кенты сидят, с ними общаются, со мной не надо, я тут зашел чисто своим гражданам. Айша, которая дырявая, прикинь, как в нее смог влезть такой большой, типа, как так получилось, да? Спасибо. Что? Спасибо. Что ты говоришь? Я такие, тебя не слышал я. Смотри, как в 9-летнюю девочку мог поместиться член 54-летнего мужика? Сложная математика. Чё, я не понимаю, то есть откармливали ее, блядь, чтобы этот старик пришел и вот этот никак сделал, блядь. С длинными огурцами и финиками, да, брат? Братан, на Кавказе нам об этом не спасибо большое. Спасибо. Фантазия, ахи, мусульманин? Я на 50% мусульманин. Арман, ты здесь? Да, здесь. Да. Армат, у тебя осталась привычка здороваться, типа, ассаламу алейкум? Нет. А? Не осталось. Тут чеченцы с этими гадские сидят, гадские там какие-то переговоры, а? Или что? Все сидят, Чабеш, Букучо, все сидят тут. А робота, в чем тут дело, о чем тут речь идет? Ну вот, они не верят, что мы на спине кита находимся, вот проблема. В чем мы доказываем, что мы на спине кита находимся. И говорим, что нормально 53 года жениться на 9. Твою религию ты знаешь, даже намазы читают, зачем вы доказывать, что нужно? В смысле религию не знаешь? Ты хочешь сказать, что мы не на спине кита находимся? Нет, я это не говорю. Я говорю, Артем сам свою религию не знает, зачем вы доказываете ему свою? Подожди, попробуй подойти к он думает, что наша земля... Нет, Артем думает, что наша земля круглая. А я говорю, нет, она плоская, и под ней находится кит. Ислам ТВ, слушай. Пусть подойдет вот этот Абу Ахмад и скажет чеченцу, чтобы... Типа, это нормально жениться на 9-летней девочке, настоящему чеченцу. Он ему, блядь, ебало так разобьет. Я извиняюсь. Ну, без мата. Мне ничего не сделает он. Ты понял меня, Артем? Без мата, пожалуйста, без мата. Он выдаст замуж, как пророк выдавал замуж, он выдаст замуж по сунне. Я тебе сам сломаю, если надо будет. Хоть тебе там 30 лет, я тебе что пока буду. Красавчик Абу Ахмад. Осуждаю, красавчик. Тормози, да. Да, мы мусульмане, то, что делал пророк Мухаммад, это для нас благое.
как бы вы Меня, там не послушайте пытались меня, выпрыгнуть. Добрый, скажи подожди, ему. Ислам, ты. Скажи Теперь ему. послушай меня ты внимательно. Сейчас твои яски в твоем русском мире 18 лет нормально, вот там жениться, Слышишь, 19, дурачок, у нас я чеченцы и вообще 17 в Украине лет. живу, что, слышишь? Дурачок ты, давай, побить, закрой свой рот. Да, да. Не перебивай, когда говорю, Ты я же даже понял, не ты? знаешь, откуда я. А что ты это Да, несешь? откуда чушь? ты? Дай Мне ему разницы сказать, нет, Артем, откуда дай ты. он скажет сперва. Хорошо, Мне всё. разницы нет, откуда ты. Хоть ты от Америки, Африки, мне разницы нету. Вот 15 лет. Чеченцев и 16 лет могут жениться, и 18, и там в 16 захотят жениться, понял? У нас тоже это нормально. В то время, у нас... Вот зачем ты меня перебиваешь? Зачем? Давай, Делда, закрой свой рот уже. Тут у тебя воспитания Давай, нету. говори, Абу. Вот, Ахмад. когда нам по исламу приказано, как хоронят людей быстро, так жениться, чтобы избегать прелюбодеяния, все подобное к этому, чтобы нам не получать грехи. Потому что после 18 лет ты от наступления человека, когда человек наступает в зрелости, за грехи, которые делает сын, отец отвечает за эти грехи. У нас это так. Это я тебе раз говорю. Во-вторых, вот сейчас норма в Российской Федерации, да ё-моё, подожди, не перебивай меня. Норма Российской Федерации это жениться вот 18-20 лет. В то время в Саудовской Аравии, Аравийском полуострове, там половая зрелость начинается раньше, то есть. И, соответственно, когда человеку есть половая зрелость, ему можно жениться. И пророк Мухаммад женился, саллаллаху. Ему было дозволено больше, чем 4 жены. Почему? Потому что он был духовный лидер религии Аллаха. Ему было не способ. Подожди, я не хочу тебя полчаса слушать. Ты реально вот смотри. Ты хочешь сказать, Ислам, при тех условиях, главное, он да сказал. при тех условиях, что ты в пустыне находишься, ты хочешь сказать, ты сможешь рано созревать, да? Дикон, красавчик, Абу Ахмад. Четко, Элрон, четко. Там от девочки натуре- как арбузы, да, начинают на солнышке вырастать. Артем, в натуре ты так тупой, работает. тупица. А закрой рот, это ты, бля, осел. Ты, тагальский, вонючий, ютика, замолчите вообще, вы тут не давай. влезайте. Когда мужчины общаются, Да, когда мужчины, слышишь, давай, обезьяна, Делда, когда мужчины успокойся. общаются, свой рот закройте. У вас уже нечего делать. Сестра, Абу, Красавчик. сестра, как тебя зовут? Вот наш волк растет. Лев Что? Аллаха растет. Лев, говорю, растет поколение. Львы Аллаха растут, говорю. Вот так дерзкие. Вот красавчик, говорю. Если вот, Артем, ты там сидишь, там, не знаю, качаешь со своего телефона, что-то говоришь мне, ну, ты просто телефонный интернет-герой. Расстояние чувствуете и свой рот открываете. Вы тут собрались всякие кеферы и качать будете мусульманам. Валлах, Давай. Придет религия. Дистанцию Аллаха, почувствовали. Да, как пророк наш просто сказал, вы религия, ясно- ислам будет между Меккой и Мединой, иншаллах, как змея зашла в свою нору, иншаллах. Вот так наш ислам распространяется. Как бы вам не хотелось, да, брат Ахмад? Я же прав? Как бы они не хотели. Я не услышал тебя. Я говорю, как пророк наш сказал, короче, он распространяется, да, брат? Она пришла Ислам, чувствовать. Ислам, да, распространяется, как пророк сказал, да, брат? Вот я им это говорю, цитирую сейчас. Зачем тебе им говорить? Они просто, заводчики. Ну, чтобы они факты видели, чтобы они видели факты, доказательства, они словам там видят. Сколько у нас уже 3... Вама абуду, вот абуду, да. Да, вот, это про сура. Можешь прочитать, пожалуйста, пошли им, чтобы они все услышали. Да я болею, брат, и говорить сложно бывает, а еще суры читать. Ради Аллаха можешь один раз. Брат, я тебя не понял. Они хотят, мусульмане, они хотят подключить свет Аллаха, у них этого не получится, брат. Аят прочти им, брат, один раз прочти им аят на арабском, кафиру, по-братски. Сейчас он зачитает, сейчас он вспомнит один момент, там резкий придет, сейчас прочитает, иншаллах. Кого прочитать, брат?
Суру Аль-Кафирун прочти. Да не, зачем он читать? Они являются... Прочти, пускай знают, кем они являются. Да, пускай они знают, кем они. Прочти, пожалуйста, чтобы они знали, кем они являются. То, что они хотели забрать нашу республику, когда мы хотели отделиться, потому что мы знали, на что мы идем. У нас самая лучшая нефть считается Российской Федерации, то, что у нас сравнивают ее с саудовской нефтью. У нас все было устроено. Аллах нам все лучшее дали, да. Аллах нам все лучшее дал. Вот. А вы хотели просто свое незаконно получить, мы свое оставим. И больше вот эти Артемки, Иванушки, Кати, Ванечки нам не интересны. Ну, у нас законный момент. Все равно ислам приводить надо. Их тоже надо ислам приводить, брат. Да, слово Аллаха надо распространять. Чтобы они как бы тоже, как сказать, не перестали с нами воевать и отдали нам наши земли. Их надо в ислам привести. Тут у тебя анушки сидят, всякие фигнюшки. Пишут, типа, кефиры твои, субханаллах, в натуре лайкеры. Прикинь, брат, если русские сейчас примут ислам, реально, прикинь, картина. Мы же не будем на нации разделяться, там, русские, не русские. У нас же одна умма будет, если мусульманская. Вот. Даже. А иншаллах так и будет это. Иншаллах. Сами Советский Союз придумал. А ты тупица. Советский шариат будет тогда, иншаллах. Да, никакой советский шариат. Ну, новый, наш будет. Наш советский, это старый означает. Старый, ну, это то время, когда... Не, у нас будет, брат, шариат, януру. Все остальное, да. У нас будет Куран и Сунна. Да, Куран и Сунна, это есть шариат, брат. У нас будет свой шариат, иншаллах, шариат нам нужен. Как это будет, наш православный шариат будет у нас. Ставит Ичкерия флаг свободы или смерти, еще ставит украинский флаг. Ты в натуре, не знаю, какой-то непонятный тип сам. Шариатский... Не определившийся, да? Да. Флаг Ичкерии ставишь, типа, находится Украины. Вот. Субханаллах. Не, он хочет Украину сделать Ичкерии, брат. Ладно, чтобы мы больше стали. Иншаллах. Иншаллах, он там шариат установит нам тоже, брат. Везде работает. Везде работает. А чему? Во всем мире должен быть шариат. Смешно. Чтоб таких не было, чтобы не осуждали там брак с маленькими, там все такое, чтобы таких моментов не было, надо распространить наш ислам, брат. Понял. Дигдо. Короче, тут всякие Артемки покинули. Аллах, альхамдулиллах, аль-бизниллах, аль-атукулиллах, аль-хаки дина ислами. Пусть Аллах ведет их только прямым путем. Ничего. Аллах велик, иншаллах. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Ислам, ведущий, салам алейкум. Валейкум ассалам. Ислам, можно вопрос? А что у тебя здесь в эфире делать, этот Парметей? Ислам принял тоже. Да. Какой ислам? Он же петух армянский, дырявый петух. Его армяне же жопу ебут. Намаз сделал на днях. Он чеченец, он наш брат. Он ошибся, бывает теперь, что он ислам принял обратно. Он дырявый. Ислам. Кто? Про кого он? Я тебя сейчас выкину, если хлеб... Иди вон отсюда, скотина. Это дырявая сука. Это дырявая... Про кого он говорит? Он про кого говорит? Про своих родителей там что-то говорил, не помню. Про папу он говорил. Зачем тут про своих родителей вы рассказываете? Я не могу понять. У себя оставьте. Что тут говорите такие вещи? Аллах же вам в Коране сказал, чтобы вы не оскорбляли. Нарвен, поднимись. Прикинь,
они еще, знаешь, это что, брат Абу Ахмад, они не верят, что солнце ложится в земной источник, прикинь, они не верят в это. Понял. Прикинь, какие глупцы, да? А наш пророк это видел, саллаху алейхи вассалям, когда на Бураке полетел, он видел, куда солнце садится? Это не, он македонский видел. Македонский видел, да. А наш пророк, получается, не видел? Ну, Аллах сказал, что македонский видел. Зулькарнайн видел, Аллах говорит, что Зулькарнайн видел, так Аллаху не поверим, что ли? Еще стенку он построил. Да, этот Гог и Магог, Аджудж Маджудж, этот народ наш. Аджудж Маджудж. Говорят, знаешь, все из этого железа, которое это собирают на земле, стихарят там, они удваивают, утраивают эту стену, чтобы они не выбрались, и прячут все это на людей, короче. Субханаллах. Это кто? Те уже Арабы несколько сейчас? стен прошли, да, они настолько размножаются, быстро, говорят, уже одну стену за другой, короче, они откапывают, короче, проходят, а те строят, короче, это если так продлится, скоро может до нас дойти, мы уже эту стену можем видеть на дистанции. Видел Антарктиду, никого не пускают, там все полностью там закрыто. Я вот сам это подозревал, что оттуда. Да, прикинь. Выдавка сюда, это высоко. Убежал он, короче. Я не понял, а это Бхармат на 2 телефона разговаривает? В смысле, нет? Я не Бхармат. А чё у вас голос похожий? Ну? Чеченцы, они все братья. У братьев спрашиваешь, почему вы похожи? А вы братья? У всех нахал, гайморит. Да, у всех нахал гайморит. Барсик, пошел вон отсюда, Тузик. Будалаковцы, поднимайте своими. Ладно. Даудов. О, дедела, Даудов. Ну-ка, Даудова. Фли полисрина. Это полностью. Айша, мать правоверных, наша мать правоверных, всем полностью сама говорит, что она вот так и так была полностью. И еще 33 сахих хадисов есть у нас, где Айша играла в куклу с изображенным животным. Но в исламе подобное запрещено. Но так как Айша была девочкой, не достигшего полового возраста, созревания, ей это дозволялось. Это то время, когда она находилась уже с Мухаммадом. К ней приходили девушки играть с ними в куклы. Но когда приходил Мухаммад, от стеснения девушки прятались, а Мухаммад их отправлял к ней обратно. И еще один день Мухаммад пришел домой, подул ветер, занавес отошла и увидел лошадь с крыльями. Маленький, еще несовершеннолетний. И Мухаммад спрашивает, что это. Так говорит, это лошадь того какого-то такого-то посланника, пророка. Разве ты не знаешь это? Потом тот выходит на ослика, короче, покатался, пришел, сказал, я тоже, у меня есть аль-бурака. Вот. 9 лет. Ты написал там внизу, как заходишь в эфир, там написано, что ты являешься хафизом Корана и так далее. Ты для чего его изучил? Чтобы понять, что это за книга. Чтобы понять, истина или нет. Чтобы что? Чтобы понять, что это? Чтобы понять, истина или нет. Да. И как для тебя это стало истиной? Или нет? Это сумасшедший дом. Ну, а хафиз это на каком языке переводится? На арабском. Хафиз. На арабском. На арабском. Я не русская, мне можно неправильно произносить. Да, нам можно, если осторожно.
Да, можно. А почему, если не знаешь, флаг поставила палестинский, если их язык не знаешь? Палестинский? Ну, этот, Ну, так... не палестинский, а этот как их, будалаевский, как его там. Почему? Ты правильно сказал, это палестинский флаг, все верно. Ну, будалаевский, нет, будалаевский флаг. Я ошибся просто. Кстати, его нарисовали. Кяферы нарисовали. Почему? Ну, что сказал, поверил, что мы на спине кита находимся, ахи? Ну, смотри, ну, ты можешь сестре один аят хадис привести, что женщина что-то ждет в раю или какое-то что-то хорошее для них? Подожди, можешь ты же сказал вообще про права в исламе, причем почему ты про рай сейчас говоришь? Мы же совсем про другое. Права в исламе нету у тебя, нету никаких прав. Если муж тебе скажет, чтобы ты просто так вышла, взяла 2 ведра, забила камнями и ходила по кругу дому, ты это должна делать. 5 секунд. 95-25 я себя не выдавала за войнашку, я не заходила, не говорила, кто я по нации, поэтому не задевай, пожалуйста, меня. Я тебя знать не знаю, ты меня тоже не знаешь. Поэтому, нет, вообще, просто я почему говорю, если ты, как сказать, изучил Коран наизусть, Коран написан у нас на арабском языке, но ты при этом отрицаешь, что это истина, что это все неправда, почему тогда ты не поставил какое-то другое слово, которое, не знаю... Ну, чтобы вы иначе не заходите, боитесь мусульман заходить. То есть ты подписал так, чтобы не, вы, ну смотри, мусульмане, Аллах пришли говорит, к тебе они сами. хитрили, не, Аллах не бросил вызов в Коране. Аллах говорит, они хитрили, и я хитрил, говорит, ибо я являюсь наилучшим из хитрецов. Я решил проверить, короче, мусульмане хитрее меня, Аллах хитрее меня или нет. Вот, получается, они хитрее, я хитрее. Короче, получается у меня поднимает мусульман. Ты нас, типа, как заманиваешь к себе приманку. Да, как сделать. Аллах, ваш Аллах пытается заманить, я вот так заманиваю тоже, да? Ай, Аллах, смотри, да? Умно. Да, видишь, очень умно. В тебе, случайно, армянской крови нету? Ты очень хитрый, я смотрю. Нет, чеченская только, чеченская. Хайес Ахперес. Хайес Ахперес. Я не понимаю, что ты говоришь. Сават она. То есть ты сейчас перешел на другой язык, значит, да? Армянский, чуть-чуть пару слов знаю, там просто тебе сказал хайес, ахперес. Это не знаю, девушка можно такое говорить, ну это говоришь, ты армянин говорится, или не знаю, ты армянка так спрашивается или нет. Вот. Ну вот, Джей, у тебя прав нету, а ты знаешь, твой муж может в исламе просто взять тебе 2-ю, 3-ю, 4-ю жену, даже тебе ничего не сказав. Нет, я по-любому об этом узнаю. Ну и что ты сделаешь, если ты с ним разведешься, вечно будешь в аду гореть. Ты не имеешь права из-за этого развестись. То, что ему Аллах дозволил, как ты можешь ему запрещать? Ничего, найду причину тогда. Нет, это уже Аллах знает, что у тебя в сердце. Так что за эту какую бы причину не находила от тебя, Аллах... Слушай, по счету этого, если говорить серьезно, по счету этого, то... дозволенность иметь несколько жен имелась не для того, что я так хочу, я мужчина, а потому что ты этой женщине, к примеру, там, как говорится, если она сирота, если она там разведенная, инвалид и так далее. Нет, мужчина, но если у него либидо повышенное, он может взять все 4 один день. Либидо это у женщин? Ну, мужская либидо. Тестостерон, может? Да, ну пускай будет, не знаю, какая тебе разница, вот. Большая разница. Я не русский, я же говорю, я не русский, я же, извините. Так я тоже не русская. Ну вот, то некоторые слова я не знаю, может некоторые ты не знаешь, может я просто сказал быстро, чтобы сказать. Либидо у мужчин тоже есть, если на то пошло. Ну, в это ты же не эту тему здесь углубляешь. Ну, ты углубляю, я же тебя спрашиваю. Если, я тебе говорю, твой муж может, короче, если он захочет, он будет возбуждаться, по улице ходить, а других он может себя спокойно 2-ю, 3-ю, 4-ю взять. Ну, даже если просто ему по кайфу он может это сделать, и все. По сути... Ему так захотелось, он может это сделать. Аллах ему дозволил. По сути, как сказать, даже если они не берут, мы все это прекрасно знаем, и, возможно, это любая женщина знает, я знаю, к примеру, что если мусульманин, там, неважно, мусульманин или христианин, вообще, что я несу, неважно, там, если мужчина женился, и, к примеру, как ты говоришь, он ходит, и у него вот это вот, как его,
возбуждение идет и так далее на других женщин. Либидо повышенное, да. Что? Либидо повышенное, ага. Ну, да, пусть так. То ему не обязательно жениться на ней. Как мы знаем, у нас мужской пол сильно такой... Не, он не обязательно, если, я же говорю, если ему по кайфу, он может 4 жен взять. Он может, ты знаешь еще, как он, перед тем, как, смотри, выйти замуж, ты с ним согласуешься, он тебе Аллахом поклясться, что он не возьмет остальных жен, да? И тут он может взять себе жену. 66-я сура с 1 по 4 аят. Аллах дозволяет, нарушит клятву, данную Аллахом, если ты нашел себе другую выгоду или там передумал. Никаких проблем. И просто ты должен 3 дня попаститься или выйти одного бомжа накормить, там, купить ему одну шаурму, там, и все, без проблем. Еще, грех от тебя, типа, не считается эта клятва, отменяется. Мухаммад так часто делал. А ты прям стоял рядом, да, в этот момент? Нет, есть. А ты стояла рядом, когда ему Коран не спосылался? Конечно, нет. Ну вот, конечно, не стоял. Тоже хадисы. Нет, ты же утверждаешь, я же ничего не утверждаю. Ну я же по источникам утверждаю все. А по каким источникам ты это все ты же говоришь? утверждаешь, что был пророк Мухаммад и Аллаха. Ты же утверждаешь это? Ну так, как ты что, была там, что ли? Ты видела Аллаха и Мухаммада, что ли? Я не могу понять. Но я это говорю по тем источникам, которые верят миллионы людей. А ты говоришь чисто свою точку зрения. Нет, я говорю по этим же источникам. Ни в коем случае не от себя. Конечно, по этим источникам я говорю все. Ну, видишь, это твое мнение. Ты можешь... Это не мое мнение, это мнение 1,5-2 миллиарда мусульман. Ты типа обобщаешь? Ну, как мнение мужчин. Все, да, это ислам, это ваше, это исламское, ваше сахих хадисы. А твоя вера какова? Аяты Корана. Какова твоя вера? Моя вера не быть, короче, сделан у нас из этих лохов. У нас столько, мировых религий. Какую из них ты предпочитаешь? Никакую. Почему? Почему я должен, кто-то какую-то сказку написал, я должен ее предпочитать? Тогда ты неверующий считаешь себя? Ты неверующий? Нет, я верю в Творца. Но я не верю в Творца в какого? В какого? Который нас сотворил. Угу. Чтобы в него верить мне, чтобы в него верить мне какая-то сказка нужна, кем-то написана. А как ты молишься ему? Ты поклоняешься своему Господу? Нет, моему Творцу не нужны никакие поклоны. Он не настолько низок, чтобы я ему поклонялся. Чтобы он нуждался в моих поклонах. Низок не он. Да. Мы перед своим Создателем всегда будем рабами. Мы поэтому мы не здесь рабами. есть. Нет, подожди, когда я родился, я в чьей-то рабстве родился, что ли? Я не понял. Или свободным родился? Тебя Творец свободным сотворил? Ты родился там, где пожелал он. Нет, ты сейчас себя сама загоняешь арабское рабство, ихнюю сказку. Почему в арабское рабство? Я не живу с арабами. Ну, ислам же арабская сказка. Ну, ихнее рабство ты зашла. Мусульманка означает рабыня просто. И вообще никакой связи с Господом. Можно один вопрос? Да. Всегда интересно, когда у человека палестинский флаг. Была такая территория, которую Аллах даровал народу Израиля, которого вывел Моисей из Египта. Аллах в Коране говорит, вот войдите в эту землю Израиля, я ее вам даю, это будет земля Израиля. В Коране, Сунне много есть слово Израиль, сыны Израиля. Но в Коране в одном месте нету слова Палестина. Когда римляне в 3 веке захватили, не в 3 веке, а до нашей эры, захватили эту территорию, что звалось Израиль, потом после царя Давида, то ли Соломона, она разделилась на 2 царства, Иудея и Израиль. То есть, в общем, потом римляне полностью захватили эту территорию и назвали эту территорией Палестина. В арабском арабском языке даже буквы П нету вообще. То есть и флаг этот, он придуман англичанами.
В чем прикол ставить палестинский флаг, идя против Аллаха, в то время как Аллах говорит, что эту землю он даровал сынам Израиля? Просто интересно. Палестинцы это арабы, которые пришли и завоевали в 7 веке эту территорию и осели там. Я поставила этот флаг не потому, что я являюсь человеком из этой национальности или живя на этой территории, а в поддержку этой страны. Я поддерживаю эту страну, и то, что с ними случилось, для меня это очень обидно, и мне их жаль. Поэтому я его и поставила. Был бы здесь флаг моей страны, я бы его поставила, но, к сожалению, такого здесь нет. Подождите, я не понял, вы поддерживаете Палестину? Что? Поддерживаю Палестину? Спасибо, Не то, что поддерживаю, мне жаль. А что она сделала, чтобы ее поддерживать? Она что, там войну объявила? 7 октября что-нибудь слышали вообще? Что? 7 октября. 7 октября слышали что-нибудь? 7 октября? Да, да, ничего, это дата. Можно, пожалуйста, не вмешиваться. И что это за дата, 7 октября? День рождения Путина, я знаю. Все. К сожалению. Что? Что было? 7 вам ничего не говорит, как я понял, эта дата. 7 октября так называемые палестинцы прорвали границу, вошли в Израиль в прошлом году, или уже 2 года прошло. В общем, 7 октября это случилось. И захватили, насиловали. Если хотите, я могу вам показать видео, как они сломали ноги. Там же женщины бывают армейские, израильские. Вы видели, пограничники там в формах военных. Женщины бывают, в основном служат у них. Сломали ей ноги, там, плевались в нее, забирали тела, забирали людей, сожгли детей, сажали в клетки детей, в пещерах этих. Они вошли сначала, расстреливали кого смогли, кого успели, около 1500 где-то людей там расстреляли, убили, в деревню зашли через границу. Там просто тогда свободно можно было переходить. Евреи давали им там все свои права, там учиться, работу и так далее. То есть они приезжали к ним через границу, спокойно у них было. Воспользовавшись этой спокойствием, они 7 октября собрались все, вышли из пещеры всякие эти хамасовцы, террористы, перешли на территорию Израиля, напали на деревни, вырезая, убивая, сами на свои камеры это снимая. Я не знаю, почему вы этого не знаете, не видите. А потом и заложники захватили с собой израильтян, детей, женщин и вернулись обратно к себе на Палестину, в пещеры и так далее. Именно поэтому, потому что они заложников захватили, не возвращали их, и была начата операция, которая против них и начата. Как вы можете поддерживать такие действия? Если вы действительно... Я еще раз говорю, я поддерживаю то, что случилось с этими людьми. То есть я еще раз повторюсь, я просто вижу, что там происходило, я видела, точнее, что там происходило, и, естественно, мне неприятно, что происходило в этой стране, что происходило с детьми. Мне жаль именно этого. Я не поддержу, если Палестина начнет убивать Израиль, если я это, конечно, увижу. Она начала убивать, не просто убивать. Началась защита. Палестина первая никогда не нападала. Я никогда в жизни этому не поверю и никогда этого не слышала. Не нападала. 7 октября, сектор Газа, Палестина вообще причем нету такого государства. Израиль это не было такого государства, когда евреев отовсюду выгнали, они приплыли к Палестине и просили, чтобы те их приняли к себе. Алло, Заканюр, у тебя в Коране прямо сказано, что эта земля дана сынам Израиля. Что ты несешь? Что ты городишь? А то, что этот народ проклят, никто не увидел? 7 раз отказаться от ислама. Что произойдет с этими людьми? Ты можешь в Коране или в Сунне где-нибудь показать слово Палестина? Еще раз говорю. Как я тебе могу это показать? Эту территорию Скажи, ты что, рядом со мной живешь?
Эту территорию мои братья-язычники, римляне, назвали эту территорию, когда отвоевали, идя против вашего Бога. Мои языческие братья, римляне, когда ну если ты Израиль... язычник, о чем нам с тобой разговаривать, скажи, пожалуйста. В смысле, о чем нам с тобой разговаривать? У одного Господь, которого нет имени, которого никак Сейчас нельзя не об назвать. этом говорим. Ты Вы не язычник, понимаете как моего это? вопроса или прикидываетесь? Смотрите внимательно, слушайте. Был Бог у вас, да? Который у иудеев был, у христиан был, у вас, у мусульман, у вас один же Бог, правильно? Который пророков послал и так далее. Правильно? Угу. Вот этот Бог у вас в Коране говорит, что Он эту землю дал сынам Израиля. То есть Израилю Он дал сынам Израиля. Но до нашей эры, вот когда Иисус примерно рождается в эти времена, приходят туда мои язычники, братья, многобожники, римляне. И чтобы вам насолить вашему Богу единому, мои братья-многобожники завоевывают этот Израиль у вашего Аллаха, а потом называют эту Израиль Палестина. Это символ борьбы с вашим Богом. Название Палестина – это символ борьбы с вашим Богом. Вы можете мне где-нибудь, но вы почему-то мусульмане выбрали именно наш языческий символ. А если вы можете показать где-то в Коране или в Сунне слово Палестина вообще? И какой языческий символ? Уточни, пожалуйста. Палестина это языческий символ? Да, конечно. Это название Палестина, символ войны против вашего Бога единого. Мои римляне, братья. Ну, смотри, хорошо, твои язычники делают назло, как ты говоришь, моему Богу. Ну и как получается? Конечно, ваш Бог, да? Конечно, ваш Бог назвал эту территорию Израиль, то есть Аллах назвал эту территорию Израиль, а мой римский брат, многобожник, назвал ее Палестина, специально, чтобы воевать с вашим Богом. Угу. Как вам? И назвал это Палестина, и Палестина, поэтому мусульмане. Блин, я не могу состыковать твои слова, как-то в пазл их сложить немного. Еще раз, смотрите внимательно. Смотрите. Ага. У вас был единый Бог Аллах. Правильно? Был, есть там. Он не был, он есть. И будет. Да, он выводит еврейский народ из Египта и заселяет их в Израиле. Правильно? Называет эту территорию, эту землю и заселяет эту землю евреями. Правильно? И называет эту территорию Израиль, сыны Израиля, земля сынов Израиля, правильно? Сынов Израиля. Я, если не ошибаюсь, по истории, что евреи, что арабы, это два братских народа вообще по истории. Они пошли по двум племенам, Нет, я не знаю. об этом говорим. Я не знаю, почему. Ты подожди, ты говоришь, что отдали одному землю другому. Вы понимали, вы знаете, кого зовут Израиль в вашей религии? Какого пророка называют Израиль, знаете? Что? Какого называют Израилем? Да, можно ей подсказать? Я знаю, что от него идет название их, Израиль. Ваши из пророков в Израиль был послан Иса. Знаете или не знаете? Нет, Исаака не Иса был послан евреям, я это знаю. Кто? Иса. Иса? Или Исаак? Иса. Какой Исаак? Исаак? Какой Исаак? Нет, она Иса говорит, наверное. Иса. Иса Иисус он переводит. Ты знала об этом? Да подожди, Лили. Я тебя спрашиваю, Израиль, кого называют пророка? Кого назвали Израиль пророком? Знаете, нет? Иисус? Иса? Нет, Иисус это не Почему? Не Израиль. Подожди, по истории ислама, по истории в исламе... Был пророк Иисус, с именем своим. Взял Аллах, Иисус был послан в Израиль. Ты что орешь? Сыны Израиля называются. Израиль. Знаете, кто такой Израиль? Зачем ты кричишь? Зачем ты кричишь? Ты знаешь, кто такой Израиль или нет? Я тебе уже 10 раз его имя назвала. Ты что кричишь? Знаешь, кто такой Израиль или нет? Слушай, если тебя мой ответ не устраивает, скажи уже свой, я тебя умоляю. Только не ори. Какой ответ? У тебя ответ знаю или не знаю. Израиль, я пророком. Сказала Кого тебе назвали? имя Знаешь этого или пророка? не знаешь? Алло, знаешь или не знаешь? Я тебе уже сказала. Ты чё кричишь? Ты из-за своего крика, ты даже мои ответы не слышишь, ты понимаешь? Я жду. Вместо ответа что-то другое слышу.
Знаю, не знаю. Хорошо, я тебе отвечаю, знаю. Ты потребуешь Давай, имя, я тебе уже назвала. Как звали этого пророка до того, как его назвал Израиль? Поменяли его имя. Как его звали? Какое поменяли имя? У них у всех имя от рождения было. Короче, понятно. Когда ты что-то не знаешь, лучше молчи, не позорься. А ты, когда я с тобой разговариваю, ты по-братски не ори. Рот закрой, пожалуйста. Зачем ты кричишь? Можно закрыть? Когда не знаешь, рот надо закрывать, а не навет возводить на религию Аллаха. Ты со мной так разговариваешь, потому что я девушка? Слушай, рот закрой и слушай. Был такой пророк... Я не буду тебя слушать, я лучше выйду отсюда и с тобой... Да мне вообще похер, можешь делать ноги, курица. Был такой пророк... Да что ты, а ты петух? Рот закрой, рот закрой. Был Не такой буду пророк Дауд, Давид. Его Аллах назвал потом Израиль. Его имя поменяли на Исраиль. У него до этого имя было Дауд. 12... Не Дауд, а Яков, точнее. Вот у него было 12 сыновей. Вот эти 12 колен, которые от него идут, и называются у тебя курица в Коране. Сыны Израиля. Элементарные вещи не знаешь. Палестинский флаг она налепила. Я поддерживаю то, что с ними произошло. Про 7 октября нет, я ничего не слышала. Всем здравствуйте. Кумасалям. Да, привет. Привет, дорогая. Она просто находится в большом неведении и заблуждении, да. Ну, ты был прав, что лучше вообще ничего не говорить, если знаний нет. Лучше молчать, потому что даже у меня за нее был испанский стыд. Несчастная. Привет, мать, привет, дорогая. Ислам. Салам алейкум. Привет всем. Сейчас. Привет. Мусульманин, брат? Вика, я тебе ее подниму. Да, подними. Если вы не против, я с ней быстренько поговорю 2 минуты, пока на работу еду. Давай, бисмилля. Поднимайся. Да, спасибо. Если вы не против, конечно, я не хочу забирать ваше время. Зачем ты меня поднимаешь сюда? Подожди. Девушка, добрый день. Здравствуй. Здравствуйте. Меня зовут Вика. Как зовут вас? Лина. Лина, очень приятно. Лина, смотрите. Во-первых, то, что сказал Пармат, 2 вещи, где он на 100% прав, что если у вас нет знаний, то лучше не дискуссировать, лучше поинтересоваться, как есть на самом деле. Вот. И второе, то, что он сказал про историю еврейского народа, тоже является правдой. Это исторические данные, с которыми спорить невозможно. Теперь смотрите, я вам хочу задать такой вопрос. Если вы поддерживаете так называемую Палестину, можете и называете это страной, можете мне, пожалуйста, назвать дату создания этого государства, столицу этого государства, правителя этого государства и как называется их монета? Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Я уже отвечала на такие вопросы, ну не прям на конкретно такие. Можешь мне а на сейчас такой, ответить? Слушай, я живу в другом государстве. Все мусульмане поддерживают своих братьев в Палестину. Мы не обязаны знать, какая у них валюта и кто у них там сидит. Скажи, не евреям со мной разговаривать. Ты подожди, пожалуйста, не надо. Послушай. Не говори со мной в параллель, пожалуйста, имей культуру. Я задала тебе вопросы. Ты образованный человек, ты училась в школе, и наверняка в школе тебе преподавали географию и историю. Так назови мне, пожалуйста, дату, когда это государство было образовано. Если ты не знаешь дату, ничего страшного, назови столицу. Не знаешь столицу, хотя бы монету назови. Хоть что-то назови, что связано с государством, в кавычках, которое называется Палестина. Ты так яро аргументируешь по этому поводу и так яро защищаешь то, чего не существует. У тебя нет никаких фактов, но ты ходишь с этим флагом. Послушай, меня сюда подняли первый раз, я сюда не стремилась, чтобы меня поднимали. Я высказала то, что я
что именно мое мнение, вот и все. Ты сейчас что хочешь от меня? Один на меня наорал, вторая сидит, пытается мне что-то внедрять про Послушай меня, государство. пожалуйста. Никто тебе... Ой, как вас много, гиены, потише, тише. Не надо так много. Закрой, пожалуйста. Короче, ее мнение основанное ни на чем. Просто вот геи, трансы, всякие левые коммунисты антиизраильскую пропаганду ведут. Она наслушалась это, посмотрела пару фейковых видео, где там якобы дети голодают, как израильтяне, ягуды, враги Аллаха убивают детей. И все, короче. Никаких данных, никаких фактов. И она еще высказывает в интернете политическую, гражданскую позицию, блин. Поддерживаю изнасилование еврейских детей, убийство евреев поддерживаю, блин. Да. Да, теперь смотри, 7 октября 23 года, да, это было 3 года назад. То, что сказал Прометей тебе сейчас, про то, как твои называемые палестинцы, то бишь арабы, да, ворвались на территорию Израиля и вырезали 1500 человек за один день, израильтян. Убивали детей, женщин. А ты как женщина, знаешь, что я сейчас сделаю? Я тебе сейчас открою глаза. Я тебе сейчас пришлю видео, то есть ссылку на фильм, да, который был создан и склеен из тех видео, которые твои же арабы, палестинцы так называемые, снимали на камеру GoPro, которую они прикрепили себе на голове и снимали все те зверства, которые они делали с израильским народом. Окей, они очень графичные. Я надеюсь, у тебя очень сильная психика, и ты выдержишь этот фильм, и ты увидишь все то, что они делали с моим народом. Израиль на них не нападал, послушай. Израиль не будет. Да, она просто один кадр откроет и закроет, потому что ее психика не выдержит этого. Моя психика не выдерживает это. Я не могу смотреть это. Но я хочу, чтобы она это увидела. Увидела, что делали ее братья-мусульмане, которых она так яро защищает. Арабы, которых она называет палестинцами. Осуждаем. Она бьет себя в грудь. Мои братья-мусульмане. Это ты орешь, я спокойно сижу. Это ты кричишь. Ты какая-то неадекватная. Я очень адекватная. А что ты кричишь? Я ж не глухая. Послушай меня, пожалуйста. Ты глухая, да. Ты глухая. И мало того, ты слепая. Тебе влили в голову мочу верблюжью, и ты ее приняла, ты ее всосала, как губка, да. И ходишь и распространяешь то, о чем понятия не имеешь. Я хочу, чтобы ты посмотрела этот фильм. Маленькая глупая девочка. А что ты так на личности переходишь? Я не пойму. Какие личности? Я что ты меня оскорбляешь? Факты. Это факт. Это не оскорбление, это факт. Ты глупа. Это оскорбление. Я ж тебя никак не оскорбляю. Я говорю, что ты орешь? Это факт. Я тебе рекомендую набраться знаний, почитать, посмотреть, да, пообщаться с чат-GPT, наконец-то, да, мы живем в современном мире. Окей? А потом подниматься, я не буду с ним общаться. А потом не будешь. Ну, слушай, у меня есть хотя люди, бы. зачем мне общаться с роботами? Ну, конечно, у меня есть люди, которые мне говно в голову вливают. Общайся, давай. Кому нужны факты? Никому. Я лучше говно буду в себя впитывать, да? Молодец. Поддерживаю. Ты можешь говорить все, что послушай меня, хочешь. Пожалуйста. Прислушайся к совету взрослой женщины, окей? Моя маленькая девочка, окей? Иди, я не твоя. Получи образование, да, поучись, почитай, открой книжки, открой интернет на худой конец, да? Она ничего, плачет, ничего страшного. А потом поднимайся уже сознаниями, хоть какими-то минимальными. Минимальный. Посмотри, кто жил на территории Древней Иудеи, когда она раскололась, какие там были завоевания, кто пришел туда, кто завоевал, когда, зачем, почему, в каком веке приперлись туда арабы, как они завоевали эту территорию, как туда возвращались евреи, почему они туда вернулись, чья это земля, исторически, по-религиозному, по-всякому, географически, как хочешь. Вот иди получи эти знания. А просто так, голословно, пукать в воздух не нужно.
Ты Поняла так прям меня? размотала. Кто там сказал, что я плакала? Я поняла никогда не меня? плачу насчет такого, поверьте. Никогда не заплачу от таких слов. А то она Меня не повесила довести возле таким образом. себя выдуманную тряпку и ходит с ней. Что вы там? А можно с ней поговорить тоже? Да, я замолкаю. Не, а можно Всем спросить, привет. кто мне это сказал? Что вам Кто сказали? сказал? Я хотела с вами поговорить, если вы не против. Я говорю, кто мне Я сказал, что я ничего не тут плачу, говорил. еще что-то. Я ничего. Вот это я ты сказал. же Знаю. сказала, что ты никогда не плачешь. Настоящий мужчина же. У меня это... Как к тебе можно обратиться, девушка? Чтобы это как бы не задеть твое достоинство или гордость. Можешь по фамилии. Ты замужем? У меня просто вопрос. Нет. Детей нет, да, пока у тебя? Но у тебя есть родные Нет. братья и сестры, правильно? Есть. Вот если в твою страну, да, вот где ты живешь, какие-то там люди придут, да, одетые боевики, убьют там твоих сестер или там, я не знаю, все это, и очень страшно убьют, засунут, тебя изнасилуют, будут расчленять и все дела. Ты вот этот народ сможешь, вот который с вами, ну, с тобой так поступили, с твоей семьей или с твоим народом, ты сможешь этих людей когда-нибудь простить? У меня просто вопрос есть. С моим народом, Если, да, и с твоим так народом вот так поступили. Да. Поступили. А ты их простила? Поступили. Нет, Ты их конечно. простила? А ты можешь простить и понять их? Нет. Я никогда им этого не прощу. Смотри, Все, что они они вот сделали, своим это народом, будет, они это будут тоже, отвечать за это. ну, иншаллах, скажем так. А Смотри, что ты арабам простила? Арабы Да, моей да, семье ничего не сделали. Твоим предкам Всему сделали. Кавказу сделали. Ты историю не читаешь, да, наверное, свою, поэтому ты вот так разговариваешь. Смотри. Я знаю, кто что сделал для моей республики, плохого, хорошего. Мы этого не забудем никогда. Мы нашим предкам, когда арабы пришли, короче, всех насиловали, убивали. Ты это не знаешь, как ислам пришел на Кавказ? Не знаешь? Она не знает, конечно. Расскажи. В смысле, Ну, поведай пришли, мне. завоевали там. Армат, расскажи по-братски, адекватно. Послушай, когда у нас происходит вот рождение детей в какой-то семье, у нас нет такого, что вот дети, а вы знаете, вот это появилось. Мы рождены в этой смотри, семье, сейчас мы послушаем. Послушай, ты еще молодая девушка, послушай, Хармат, пускай, что мне договорил. Да. Ой, нет, пожалуйста, я вас умоляю, только не он, пускай не просто послушай, Он не будет да? кричать, он не будет только кричать, не- он кричать не будет, он кричать не будет. Хватит на себя одеяло тянуть, а потом будете... Забери это дело, забери себе, забери ради бога. Шакалы, говорит, к вам никто не обращается, молчите, Ты из пожалуйста. Дагестана, да, Даудова? Вот, есть очень Нет, хорошая... я не из Дагестана. Есть очень хорошая серия лекций от двоих мусульман. Это мусульманские апологеты, сподвижники в Дагестане. Вот они проводят целую лекцию, только они рассказывают: «Маша Аллах, вот пришли арабы, изнасиловали, пускали по кругу наших аварских, даргинских, лезгинских, наших прабабушек, и через пёзда наших прабабушек мы стали мусульманами. Маша Аллах», вот их послушать. А так, если самому хочется как-то разузнать, есть книга хорошего очень арабского историка 9 века при дворе аббасидского халифа, который был Аль-Балазури. У него есть книга такая очень хорошая, Китаб аль-Футух аль-Булдан, книга завоевания стран, где он описывает все завоевания мусульман от халифа Абу Бакра до его современника халифа. Вот по этой книге они ведут лекции. А вот Целая это серия. то, что ты сказал, наших братьев, там, аварцев, даргинцев и так далее. Это ваша история. А сам-то ты кто? Не, он Аварец сам или тоже даргинец? чеченец. Может быть, ты приедешь к нам в гости в свою родную республику и поговорим? Задала вопрос, слушай ответ. Да, конечно, ты не приедешь. Адель, да, не знаю, я Давай, не надо, хотя бы девушка, не говори такие вещи. Ее одну мне тяжело останавливать. Что вы вмешиваетесь? Я передаю слово этих двух мусульманских блогеров-лекторов, которые проводят по этой книге лекцию. В отличие от них,
Я не говорю, маша Аллах, пускали по кругу наших аварских, даргинских, лезгинских, табасаранских бабушек, арабы. Благодаря этому мы мусульмане. В отличие от них, я не говорю. В отличие от них, для меня это является преступлением. И я это осуждаю. Теперь послушай, Давудова, вот то, что Да ты не нет у меня принимаешь по отношению... Подожди, оставь это сейчас. Послушай, вот то, что я тебе сказала, то, что ты не примешь по отношению к своему народу и никогда не простишь своим врагам. Вот евреи также относятся к палестинцам. 7 октября палестинцы, знаешь, ворвались и сделали все, что вот с твоим народом кто-то делал, другие страны, да? Вот с ними то же самое сделали твои братья-палестинцы. За что они с ними так поступили? Послушай, это их дело, во-первых. Ну Во-вторых, как, пусть, ты их не пусть не осуждаешь, прощают, да? евреи пусть не прощают, Не, и подожди. Палестина пусть не А прощает. как ты не осуждаешь своих братьев-убийц, которые убивают, вот так режут детей, женщин, невинных людей, мирных людей? Ты не Свою защиту? осуждаешь? Свою Нет, защиту? смотри, я вышедшая из ислама. Я это осудила, я вышла из этого. Я обучалась, я учила свою историю, учила все, что мне понадобилось. Я давно все поняла про ислам. А тебе просто, девочка, я тебе хочу сказать, начни учить свою историю, начни учить Палестина, вот именно еврейскую, вот это, если тебе так интересно, раз ты болеешь, просто болеть надо по совести. Я извиняюсь, Локи, рубани вот это Адриана Челентано, пожалуйста, просто заблокируй раз и навсегда этого, извините меня, гандона. Какого-то? Где? Вот, видишь, Адриана Челентано, видишь, пишет внизу. А, вот. Да, вот просто раз и навсегда. Спасибо большое, я извиняюсь. А что он написал? Да, неважно, что написал уже. Разоблачение. Ну да ладно. Поэтому... Он тебя оскорблял, какое разоблачение? Он не меня оскорбил. Поэтому, знаешь, я тебе что советую, Давыдова, хотя бы хоть раз открой свою историю, да, и когда ты будешь кого-то судить или кого-то жалеть там, сделай это справедливо просто. Пожалей всех детей, которые вот взяли, знаешь, невинной смертью, вот на самом деле. Начни с этого. Ты говоришь мне почитать историю, Да? ты говоришь мне почитать Да, историю, я а тебе сама даже советую. неправильно читаешь мою фамилию. Я не могу так. Даудова я говорю, а как я правильно Ты называть? про Давуда, у меня нет В в начале, у меня В в Даудова, конце. говорю, Даудова, ты слышишь меня? Даудова. В у тебя есть вон в конце, Давудова ты, нет? Даудова. Даудова, я читаю. А ты читаешь Давуд. У меня нет Давуд, у меня Дауд. Дауд, окей. Вот, Даудова. Хорошо. Прочитай свою историю Даудова. Хорошо? Тебе вот начать с самого начала, вот это, и создал Да, Бог начни ты с самого землю, и начала пришел для сюда себя. первый человек. Герой. С чего это вы, еврейский герой и пророк? Царь, точнее. С чего это вдруг у тебя еврейская фамилия? Я не понял. Еврейская фамилия? Да, Вообще это хорошо. еврей. Так у меня не Так у меня не Давид. Просто еврейский пророк. оно становится Была бы я Дауд. Давида. Так у меня не О, Заканюр. Вот Через тебе даже араби- пишут, она через же не арабский язык Давидова. у Видишь, тебя тебе уже имя... люди об этом говорят. Алло, Да не кричи Заканюр. ты. Алло, Заканюр, Не у тебя... кричи. Не надо мне это повторять постоянно в унисон. Алло, Что ты не слышишь? Заканюр. Смотри, Давид – это имя еврейского царя. Арабы, когда говорят Давид, они говорят по-своему это имя, Дауд. Но от этого же оно не становится арабским именем. Оно остается именем еврейского царя. Зачем у тебя фамилия в честь еврейского царя? Не понял. Не понял, может быть, ты приедешь сюда, где я сейчас нахожусь, и мы с тобой поговорим? А где ты? Не-не-не, я не Я встречаюсь. нахожусь в Мы городе с тобой Грозном. поговорим, Приедешь? Тавадел, да. Не приедешь? А что так? Мы к тебе Что Я так не слабо? встречаюсь с мусульманками. А почему ты не хочешь? Лично от Кадырова сбежал, да?
в другую Да, страну. да, приезжал. Да, беги. Беги. А ты какой по счету ты готовишься стать женой, скажи? По счету какой женой готовишься стать? Третья или четвертая? Конечно, вышла бы, алейхиссалям. 10-й женой бы она стала Кадырова? Вот мне интересно. Ахмад, Даудова, Ахмад? 10-й женой бы ты стала? Даудова, Ахмад? Что вы все кричите? Успокойтесь. Я говорю, замуж вышла бы за этого Кадырова? Не, сейчас посмотрим. За которого я бы сейчас, замуж не вышла, они не мои ровесники. Подожди, хорошо, ответь тогда на вопрос. Ахмад? Твой ровесник. По-братски вот этого тоже удали, да, смотри, что он про Аллаха говорит. Ахмад? Ведущий, удали там. Сила. Как ты ждешь Чай. Он должен быть старше нее. Так, сколько это будет лет? Ты так говоришь, нас священный герой. потому что ты далеко. Старше тебя он должен быть твой жених, по сунне. Насколько? Ты... Что? На 44. Мухаммед был на 44 лет старше Айши. Хорошо, а Хадиджа тоже была старше Мухаммада. Нет, Хадиджа это была старше. А почему? Вот видишь, ты говоришь то, что выгодно тебе. Все, мы на этом остановимся с тобой. Все, я тебя услышала. Сейчас могу. Дело в том, что когда он за Хадиджу выходил, он был бедным бомжом. И Хадиджа сама взяла его замуж. И он вышел замуж за старуху Хадиджу, то есть, как ее Айша называет в Сахихе Бухари, за беззубую старуху с красными деснами. Он вышел замуж за старуху и за ее богатство. Не вышел, а женился. Послушай. Вы можете это считать так, а для меня он вышел замуж из-за богатства. Ну и засватали, да, а Хадиджа отправила же людей, чтобы засватать. А потом был ее шестеркой там, караваны возил, продавал и так далее, короче. И она, на минуточку, не позволила ему больше жениться. Он до ее смерти обязан был с ней одной оставаться. Как только она умерла, пошел во все тяжкие. Попробовал маленького ребенка, попробовал двоюродную сестру, которая была до этого замужем за его сыном, попробовал старушку еще одну, попробовал женатую, бывшую замужем, наложницу, иудейку, египтянку Марию Коб. Хотят сами. Как ты думаешь? Это у тебя хадисы, Сахих Бухари. Подожди, я тебе говорю, что именно люди любят так делать. В чем тут история? Я тебе рассказываю про ислам. А почему ты говоришь про ту религию, которую ты не любишь? Говори тогда про свою, которая для тебя считается хорошей. Я ей 30 лет своей жизни отдал. Хорошо, скажи тогда, раз наша религия такая вот плохая и так далее, расскажи тогда про свою истину расскажи мне. Поведай мне. Если я говорю, что педофилия это плохо, что я тебе должен? Я тебе говорю, расскажи про свою истину. Какую истину? В которую веришь ты. Вера и истина это разные вещи. Вера и истина это разные вещи. Что такое истина, знаешь? Я извиняюсь, но видно, что она тупая, как пробка. С ней общаться смысла нету. Давайте без оскорблений. Знаешь, почему вот так говорят? Я вижу, что меня большинство оскорбляют мужчины. Это потому, что я девушка. Вот в натуре, знаешь, какие мужчины оскорбили бы мужчину, честное слово. Каждый день оскорбляют там маму мою, отца моего, со мной. Пусть каждому отвечать по заслугам, пусть. Что хотят, пусть говорят, я не обращаю внимания. Что такое истина? Пусть гавкают сколько по кайфу. Я тебе говорю, истина это то, что считается правдой. Это то, что есть на самом деле. Ну? То, что есть на самом деле. А вера что такое? Скажи, пожалуйста. Бездоказательная информация, в которую верят. Принятая на веру, не имеющая достаточно доказательств. Религия является верой бездоказательной, фанатической. О, ну началось. Послушай. Подождите, ангел, вы имеете особенность вмешиваться постоянно. Ты про свою истину, в которую веришь. Ну, это же открытый стрим вроде бы. Ну, я только вдвоем. Нет, они только со мной. Они всю, походу, толпу собрали, и вот это комментаторы такие толпой накинулись, прям. Звери.
Даудова, смотри ты мне говоришь веру, которую ты, истину, которую ты веришь. Истину не верят. Истина – это знание, это то, что есть. Вера – это как раз тогда у тебя нету доказательств. Например, ты веришь, что завтра у тебя там, я не знаю, на работе будет там какой-то премия или еще что-то. У тебя нету доказательств. Ты примерно предполагаешь. А истина – это то, что сегодня ты встала и видишь солнце, и оно светит. Вот это истина. Правда, то, что соответствует действительности. А вера – это то, что, о чем нету стопроцентных фактов, на что надеются. Смотри, я тебе так скажу, по счету вот истины и религии, вот то, что ты их разделяешь, я тебе так скажу. Есть семьи, которые очень религиозны, и они с самого рождения детям начинают это все прививать. То есть, что такое ислам, как он появился, и все то, что вы мне вот это вот сейчас рассказали. То же самое, я родилась в такой семье, где две разные нации живут. Две разные национальности, при этом я была воспитана вот как меня воспитали. Как воспитали, так я и выросла. На тех знаниях. Я живу прекрасно, мне хватает того, что я знаю. Мне это хватает. Я не знала, что мне в жизни придется слушать, как на меня нападают люди. Вы о себе рассказываете, но то дело в том, что люди здесь не о себе рассказывают, а обсуждают какие-то идеи абстрактные, какие-то политические моменты, может быть, какие-то религии, а не о себе лично. Ну, раз вы уже высказали свою позицию, я скажу относительно. Это очень сильно деградантская позиция, потому что есть такое правило в природе: кто не развивается, тот деградирует. Видишь, это в твоем понимании. Что мне достаточно того, что я знаю, и все, но это деградантская позиция. Но это для тебя так считается. Пусть это будет твоим мнением. Природы. Что? Закон природы. Закон природы? Да. Если бы так утверждали бы люди, то мы до сих пор голыми, с копьями ходили бы охотиться на мамонтов. Люди, видишь, каждый считает по-своему. Я живу спокойно, мне ничего не угрожает, и все. С краю ничего не знаю, как бы, да? Что? Моя хата с краю чисто для моды, для вида. Знаю то, что мне для жизни необходимо. Ты углубляешь меня в то, что было когда-то. Ты хочешь углубить меня в свои знания. Может быть, откуда я знаю? Может быть, они тоже неправдивы. Какие? Это не мои знания. Все, что я вам рассказал про Мухаммеда, это ваша мифология. Сахих Бухари и Коран. Если вам что-то непонятно, если вы хотите... Хорошо, то есть ты считаешь, что язычество это лучше? Нет, смотрите, то, что Почему лучше нет? для себя, вы можете выбирать сами. Если вам интересно про Софию или про Марию, что я рассказал, вы можете мне сказать в любой момент, который вам непонятен. Я вам назову источник. Прямо номер сейчас открою вам. Сахих Бухари. Любая религия лучше, чем ислам. Это не мои знания истории. Зачем мне микрофон выключать? Я же и так молчу вроде. Я выключил, эхо было непонятно у кого, не знал у кого эхо. Прометей, можно вопрос? Можно. А ты кто по нации? Чеченец. Ты смотри, Сейчас, подожди минуточку, братский. Ты в Аллаха веруешь даже? Не понял. Ты же в ислам веруешь даже? Ну, в Аллаха. Нет. Я в Аллаха верю на арабском, если как Бог. Мы говорим Аллах. А так, интерпретации исламских книг, интерпретации пониманий Мухаммеда не верю. В такого Бога, который дозволил педофилию, насилие над пленницами на войне, гражданскими, рабовладение, порабощение, снимать трусы с детей, смотреть, у кого выросли волосы на половом органе, а у кого не выросли. И те, у кого выросли, с остальными взрослыми казнить, а у кого не выросли, тех делать рабами.
это дозволяющего Бога, которого придумал Мухаммед. В него я не верю. Ну, твое решение. Я, конечно, не видел еще чеченцев, которые не веруют. Прометей. Да, слышно? Ты говорил, что 30 лет был мусульманином, верно? Ну да, около. Да. А почему оставил религию? Какие причины? Ну, потому что, в первую очередь, эта религия ложная. А почему выступил против нее? Потому что она античеловеческая. Антицивилизационный проект, варварский проект. Против цивилизации бороться. А чему ты раньше придерживался, когда был мусульманином? Чему придерживался? Когда был мусульманином, чему придерживался? Да. Там. Исламу? Чему я могу придерживаться? Ну, исламу, да. У тебя какой масхаб был? У меня разные были. При рождении был суфизм. Потом ваххабизм стал мусульманом. Стал ваххабитом, салафитом. Ахлю сунна валь джамаа. Потом коранитом стал. А ты сейчас где? А можешь подробнее про тот переломный момент рассказать, когда ты вот осознал вот этот грань? Переломный момент. Что решил стать язычником? Я всех приветствую. Я бы хотела задать вопрос. Переломный момент. 18 сура. Можно все заново, а то там шумели, я не услышал. Переломный момент это на 18 суре, когда я критической точки зрения, скажем так, обдумывая и размышляя над этой сурой, прочитал ее. История об Аль-Хадире, которого Аллах отправил к Моисею, чтобы обучить Моисея мудрости. И он совершает 3 поступка, делает дырку в корабле, выравнивает стену и убивает маленького мальчика. А потом Муса, когда каждый раз у него терпения не хватает, он говорит: подожди, я тебе разъясню. И когда они заканчивают свой путь, Аль-Хадир ему разъясняет: все, что я делал, я не делал от себя. То есть Аллах мне это все внушал. Разъясняет мудрости того, что он сделал. Насчет корабля он говорит: я сделал дырку, потому что перед ними был царь, тиран, который отбирал цельные корабли. А у этих людей ничего больше не было зарабатывать себе на пищу. Они на этом корабле ловили рыбу. Поэтому я сделал в нем пробоину, чтобы найти корабль. Что насчет стены, он говорит, под ним был клад. Его оставил, умер вот этот человек, и оставил детям, чтобы они нашли, я выровнял стену. Что насчет мальчика, которого я убил, он говорит, то мы боялись. Хашина на арабском там написано. Все переводы этого слова. Я это все досконально изучил. Испытывать страх, опасаться, бояться. Хашина, мы хашина, говорит. То есть я и Аллах, мы боялись, что этот мальчик вырастет и будет склонять своих родителей к неверию. То есть у этого мальчика еще даже мысли преступления не было. Он убивает его, чтобы вот, как тебе объяснить, центральное ядро ислама это что мы здесь, чтобы пройти испытание. Так получается тут несколько комбо по центральному ядру ислама бьет эта история. Во-первых, этот мальчик является испытанием для родителей. Если бы он вырос бы, то получается его родители не прошли бы испытания. Есть такая прекрасная узбекская пословица: хороший по неволе. То есть он делает их обитателями рая по неволе, хотя у них сущность была адская. Да, я тебя понял. То есть греховная. Он наоборот... Да, этот мальчик мог вырасти грешником и за собой родителей втянуть в ад. Да. То есть они могли испытания не пройти. Аллах лишает их испытания. То есть Аллах бьет по центральному ядру.
Короче, как этот Йормунга, мировой змей. Повтори еще раз, кто убил мальчика? Аль-Хидир. Да, он это оправдал тем, что... Объясняется, посланник Аллаха говорит, что он подошел, когда тот игрался с другими мальчиками, оторвал ему голову. Включайте микрофоны, если тем более не говорите, я не могу понять, Господи Боже. В Сунане Абу Дауда он разъясняет, что он играл с другими мальчиками, подошел, оторвал ему голову. И более того, в следующем там же хадисе говорится, его имя было Хайсур, и он был сотворен неверующим. Этот мальчик был сотворен неверующим. Аллах его сотворил сам неверующим. Предопределил ему все это, а потом и, его и убил. То есть лишил родителей испытания. Это, опять же, повторюсь, самоотстрел. Есть у викингов там верований, Асатру, есть такой змей мировой, который кусает себя сам за хвост. Мировой змей. Он точно так же, этот ислам, свое центральное ядро бьет по нему, атомной бомбой. И более того, там следующее, мы боялись говорить. То есть Аллах еще и не был уверен, вырастет ли этот мальчик грешником и будет ли он склонять. То есть там даже уверенности нет. А это бьет уже по всезнанию того же самого Аллаха. И предопределение. Но это будет длинная тема, поэтому тут ограничимся на это. Там несколько... Вопрос тебя маленький. Ночью мусор выкинуть можно? Спрашивает. Стал этот момент, уже там комбо по центральному ядру. И я, в общем, окончательно решился. Все это чушь собачья, она не может быть от Бога. Я нашел в себе смелость полностью выйти из нее. А почему я вышел против, я уже сказал. Потому что оно распространяет педофилию, насилие, унижение женщин, оскорбление женщин. Деградантские эти варварские, бедуинские понятия 7 века, которые зафиксировали как религию и подносят, что люди должны следовать ей, то есть жить по понятиям бедуинов, варваров 7 века всю историю, пока мир будет стоять. Это бред собачий. И оно является религией для стран третьего мира, для людей, которые ни писать, ни читать не умеют. А в язычестве ты что нашел? В язычестве нашел, свои корни, прежде всего, уважение рода, почитание рода. Оно мне помогает не забывать, кто я, откуда я, где моя земля, где мой род, какова моя культура, какие у меня традиции. То есть, кто я, это язычество помогает мне не забыть. Кто я, откуда я и так далее. Решил взять предков, да? Веру предков. Не веру предков. Я не верую так, как верили предки. Опять же, я получаюсь тем же самым. Чем глубже мы уходим, тем примитивнее будет и вера предков. То, чего они не знали, они превращали в веру. Но много чего из того, чего они не знали 1000 лет, 2000 лет назад, сегодня открыто и объяснено. Так что тут уже веры быть не может. Мы сегодня знаем, что такое молния. Они этого не знали. И, следовательно, они его персонифицировали как божественную ипостась, как сущность божественную. То, чего они не понимали. Сегодня мы знаем, что это разряд воздуха и так далее. С помощью воздуха нагревания, разрежения, заряжения, все эти дела. Что такое облака, солнце и так далее. И у нас не может быть веры в это. Это уже у нас знание сегодня. Вера остается дальше там, где уже знаний нет. А где нет знаний? Знаний нет о Боге. Мы не знаем, есть ли Бог или нет его. Он себя не показывал. Мы не можем это доказать эмпирически, через опыт, есть ли Бог или нет. Поэтому тут у нас остается вера. Поэтому да, я язычник.
Даудова, не подскажете, пожалуйста, а какого вы мазхаба? Даудова намасте делает, наверное. Время намасте, да? Благодарю. Ассаламу алейкум всем. Алейкум ассаламу. Как вы, ребята? Брат. Ахлан, сахлан. Как вы, как настроение? Мусульманин? Все хорошо, благодаря практике. Все Аллаху. хорошо. Ты мусульманин, брат? А ты на мои флаги посмотри, на профиль написано. Да, мусульманин. А где написано, что я мусульманин? Не знаю, что мусульманин. Лезгин, это лезгинская песня. Вот. Я лезгин. Моя вера тоже, моя стратегия тоже создания Лезгистана. И больше мне ничего не интересно. Красавчик. Ребят, самый интересный момент был вот в исламе, когда... Это тут девушка хотела, сейчас, секунду, дайте, сейчас девушка, вот это Жики, не знаю, хотела вопрос задать, давно уже сидит. Пусть задает. Да, я хотела задать вопрос Бхармату насчет того, у меня сама бабушка чеченка, мы проживаем на территории Дагестана. Она мне рассказывала о том, что люди, парни во время Чеченской войны, русско-чеченской войны, Кавказской войны точнее, люди сами с Чечни приезжали в Дагестан, а чеченцы, которые проживали в Дагестане, они шли туда воевать, и большинство помогали именно с Дагестана. И много таких слышала от более старших людей. Но в открытом доступе в интернете я это не нашла. Секундочку, я вам отвечу. Именно не все народы Дагестана помогали чеченцам на войне. Лезгинский батальон был около 700 человек. Секундочку, сестренка, я вам отвечу. Во главе под командой Джахара Дудаева... Я вас не спрашивал Лезгинстан. Она меня спрашивает. Я могу ей ответить. Если хотите, я отвечу вместо вас. Не надо, я сам отвечу. Спасибо. 776. Скажите, не совсем понятен ваш вопрос. Сформулируйте его, пожалуйста, чуть-чуть яснее. Смотрите, я говорю именно про чеченскую нацию, про войнах, да, грубо говоря. Мне более старшие люди, в том числе и моя бабушка, она тоже чеченка, она приехала из Чечни и проживает в Дагестане, с малых лет, да. Она мне рассказывала то, что чеченцы, которые проживали в самом Дагестане, они оказывали больше помощь во время этой войны, чем чеченцы, которые проживали в Чечне в самой. И, грубо говоря, отвиливали от этого. Много я слышала, но в открытом доступе не нашла об этом. Да, она не жила в Дагестане, да, у нее и времени не было, кто там больше куда ездить, смотреть. Она, наверное, была занята семьей, там стирка, уборка, готовит еду. И она абсолютно не имеет понятия, кто что в Чечне делал и кто там воевал. Это абсолютное незнание. Никакие дагестанские чеченцы туда не приезжали. И в Дагестане единственное, есть чеченцы, которые там оказались в Ауховском районе. Оттуда, наверное, кто-то приезжал, а кто-то не приезжал. Так там все чеченцы были. Нет, пожалуйста, минуту, я ей отвечу. Секундочку, сестренка. Во-первых, в Дагестане не оказались чеченцы. Это исторические земли чеченского народа, когда во время Сталина массово начало чеченцев депортировать, и в домах сжигали чеченцев, женщин, детей и стариков, не щадя. Чеченский народ был депортирован, и как и лезгинский народ тоже. Почему именно лезгинский народ тоже был депортирован? Потому что нам сказали, что мы должны были заселиться на чеченских землях. Мы сказали, на братьях домах мы не будем заселяться. Но, к сожалению, аварские некоторые племена заселились в данный момент на территории чеченцев. У чеченцев был выход тоже на Каспийское море в истории, если вы это хотите знать. По сути, так скажем. Чеченцы, которые проживают именно на территории нынешнего Дагестана, они проживают на своих исконных землях. К
сожалению, многие чеченские земли было как разделено между аварцами и другими народами. Некоторые ушли, оставили дома как было, а некоторые присвоили себе, и эта территория вошла в состав Дагестана. Если народы Дагестана умные и грамотные, если они хотят на Кавказе, чтобы был мир, они должны вернуть то, что принадлежит чеченскому народу, эти земли. Это первый момент. Второй момент, во главе под командованием Джахара Дудаева и Шамиля Масхадова и других чеченских сыновей, не только чеченских, и сыновей, они считаются кавказского народа. Они часть Кавказа, они часть и гордость Кавказа. Если кто-то их называет террористами, они, во-первых, сами являются террористами. Они гордость Кавказа, они защищали честь войнахского народа. И тем не менее под командованием Джахара Дудаева 700 лезгинов из южного части Дагестана, из северной части Азербайджана, нынешней Азербайджана, так скажем, воевали на стороне Джахара Дудаева за Ичкерию. А те люди, когда хотели создания исламского, допустим, государства, когда они хотели войти в Дагестан, чтобы в Дагестане тоже было создание типа ислама, по сути, то же самое дагестанцы, которые вы говорите, что типа они защищали интерес чеченцев, они воевали против же чеченцев. Вспомним, так скажем, историю, когда во время чеченских имамов, во время имама Шамиля что было? Они массово разгромляли чеченские аулы, которые не подчинялись Шамилю. Кто предал Байсангура Биновицкого, великого полководца чеченского народа? Ребят, вы когда говорите... я извиняюсь, Прошу прощения, когда вы говорите, что кто-то помогал, надо сперва узнать историю великого войнахского народа, по сути, так скажем. Не зря называют на Кавказе волками чеченцев, орлами, по сути, так скажем, лезгин. Мы всегда были братскими народами и останемся братскими народами. Спасибо всем. Лезгистан, можно, да я скажу? Ты говоришь то, что типа дагестанцы перешли черту и живут на территории Чечни даже. Есть, она и так есть. Сейчас я нахожусь в Дагестане, я, в данное время в Хасавюрте. И тут, в Хасавюрте, клянусь Аллахом, тут чеченцев 3 раза больше, чем у других наций. Я тебе говорю, любой человек, кто находится в Хасавюрте, любой подтвердит, то, что в Хасавюрте при чем тут подтвердить, родной? Секундочку, при чем тут подтвердить? Это войнахские земли. Я приду к твой дом, допустим, всех твоих этих собратьев выгоню и буду заселяться в твой дом, потом буду говорить, что это моя земля. Так что ли, бывает, что ли? Если дагестанские народы считают себя гордыми, по сути, так скажем, это относительно северной части Дагестана, не в общем Дагестане. Если вы хотите реально мира с войнахским народом, вы должны освободить территорию войнахов. Если вы этого не хотите, как говорится, всегда останется на Кавказе война. Вот и все. Ты то есть вы считаете, сейчас, что люди, которые проживают на Дагестане, одним моментом должны просто взять и переселиться на другую территорию? Они должны переселиться. Смотрите, ты, извини за выражение, ты чеченка, допустим, ты пришла на Лезгинский район, ты заселилась. Допустим, коммунисты, коммуняги, которые истребили чеченский народ, которые заново сжигали дочерей, жен, стариков, несмотря всех, они их заселили туда. Потом пришло, так сказать, распалась эта гнилушая империя, и потом, если вы, кто-то, допустим, считает себя цивилизованным человеком и грамотным человеком, они должны освободить эти земли, вот и все. Смотри, куда тогда другим нациям, кроме войнахским, переселяться? А пусть куда хотят переселяться, пусть свои аулы переселяются. Пусть Махачкалу переселяется, пусть Махачкалу в Каспийск переселяется, им какая разница? Если вы говорите про Дагестан, Махачкала это не Дагестан? Район есть, алло, там небольшой район, он об этом говорит, не весь Дагестан. Когда я не весь Дагестан говорю, про несколько районов там идет речь.
Когда, допустим, если, и прошу прощения, если кто-то считает, что дагестанские многих мусульман, и прошу, почему тогда мечеть старинного чеченского народа разрушили и камни обратно бросили в чеченскую сторону? А где это, допустим, ислам или где-то? Ну, ребят, ну реально это очень смешно. Что, чеченцы пришли и разрушили мечеть, которая находится старинная? Это же то самое дагестанцы, если по национальности взять, именно аварские племена, как говорится, разрушили это все. Смотри, брат, ты хочешь сказать, ну сейчас между Дагестаном и Чечней есть война или нет? Ну скажи. Конечно будет, она рано или поздно будет. Никто не будет сейчас ее оставлять... нет, сейчас все. Сейчас почему нету? Потому что Чечня и Дагестан входят в состав Российской Федерации. Вот из-за этого нету. Если она не будет входить в состав, конечно, будет. Я как представитель лезгинского народа, мы всегда поддерживаем своих братьев-чеченцев. Хотите вы, не имеет значения, мы что в Дагестане в одном, так скажем, республике живем. Это не имеет значения, мы всегда будем поддерживать войнахов. Ну, конечно, аварцы тоже их поддерживают. Я никак не оскорбляю чеченцев, они, да, мужчины. Но ты говоришь, что среди них война, среди них война. Нет, аварцы поддерживают чеченцев? Я поддерживаю чеченцев, да, но другие не знаю. Причем тут я в общем плане говорю. Я тебе в общем плане говорю, аварцы поддерживают чеченцев? Почему тогда аварцы заселились на чеченские земли? Почему они не хотят освободить? Ни кумыки, ни лезгины, ни кто-то, либо именно аварцы заселились там. Скажи своим аварцам, пусть освобождают. В Хасавюрте, ты хочешь сказать, нету лезгинов, нету кумыков? Тут лезгины, лезгины как китайцы во всем мире они. Какая разница, где они находятся? Ты же сказал, что на этих землях нету лезгин и кумыков. В Чечне тоже живут лезгины. Смотри, в Чечне тоже живут лезгины. Лезгины, которые живут на территории Чечни, они не говорят, что Чечня это лезгины. Да, вы не слышите меня. Завязывайтесь с этой политической темой. Хидира кто скинул? У меня к нему был вопрос. Хидир, а где были чеченцы, когда наши лезгинские земли отдавали Азербайджану, а? Где тогда они были? Они были в Казахстане. Где? Да? В Казахстане. Да, половину народа. Хидир, я тебе кое-что скажу, Хидир. Алло. Где были чеченцы, вы спрашивали? Отвечаю. Были в пути на поезде, с голода умирая. Да, этот момент помню. Бхармат, я еще хотела задать вопрос. Мне было интересно, откуда пошло с самого ислама, либо же с язычества у чеченцев зикр. Ну, языческая практика, которая просто исламизирована. Из-за чего его практиковали? Что давал этот обряд? Для чего его делали? Ну, по разным причинам он бывает. Можно по-разному интерпретировать это. У всех народов он есть. Там кто-то огонь зажигает, вокруг бегает. Хоровод как бы. По-разному. Боевой танец. Синхронизироваться, чтобы по-разному. Плюс перед битвой, когда какая-то битва происходила, перед ней тоже, они перед битвой тоже они делали этот зикр. А вот арабы, когда недавно я посмотрел видео, как обезьяне, возьмет меч и оу, говорит, короче. Тоже, оказывается, тоже свое этого, как называется, какой-то дух, или не знаю, может, из того веков еще остался. Мяч возьмет, танцует туда-сюда. Можно мне пару слов сказать? Всех приветствую. Маршал Душук Масерга. Тут девушка 776, да, у меня спрашивала, а куда им уехать, тем, кто заселился в чеченские дома и по сей день живут. У этих людей по сей день есть свои села. Недалеко, максимум 10 километров даже нету между этими селами, где они сейчас живут и откуда они приехали.
Они сейчас владеют и своими старыми селами, и нашими землями тоже они владеют. Пускай они возвращаются к себе домой. Это недалеко надо ехать. Там максимум 5-10 километров. Вот куда они поедут. У них есть свои села. От ислама очень далеко уходим. Тему ислам у нас по-братски. Давайте эти земли. И мы подохнем, если и те, земли останутся для других все равно. Зачем сейчас? Давайте про другое, про ислам поговорим. Сейчас еще последний вопрос задам. А как насчет того, что если бы там, например, те же аварцы признали то, что это чеченские земли и просто проживали вместе? Там же по-любому, там очень много чеченцев тоже проживают вместе с аварцами, там кумыками. Да, на да, чеченских. вот я это и говорю он тому. Просто надо жить мирно, дружно, и все, тут ничего не надо же, я думаю. Давайте закроем тему насчет наций. И Маршал Душев, Пармат, один момент, вот можно, пока тема еще не закрылась, обратите внимание. Вот девушка, вот, у которой бабушка была чеченкой когда-то, переселившаяся из Чечни во время войны, как она вот рассказывает. И вот в ее вопросе вообще, вот я не знаю, вот вы почему не заметили, там же провокация полнейшая, налицо провокация. Она, смысл провокации стравить чеченцев в Аухе и из Чечни, территориальной Чечни. Вы же слышали, как она ставила вопрос? Неправда. Я уважаю как чеченцев, так и на Чечне, так и в Дагестане. Мне просто самой было интересно. Ты сказала, мы услышали, я скажу свое мнение, ты потом опровергай, если у тебя получится. Она сказала, что ее бабушка, которая переселилась во время войны из Чечни в Дагестан, рассказывала, что... Она была маленькая. Какая разница, когда... Но она из Чечни переселилась, она не местная чеченка, получается, по твоим словам. Да. Она рассказывала, что чеченцы, которые живут в Чечне, они не так сильно способствовали, воевали или участие принимали, а большую часть принимали участие, которые в Дагестане. Это и тут же сразу же вопрос такой, это как сталкивание, именно между собой чеченцев. Провокация налицо. Я не знаю, почему вы этот момент не заметили. Я от себя скажу, что этого вообще и близко нету. Я не знаю, откуда она какие фантазии у нее в голове, где это она взяла. Никогда в жизни чеченцы, которые в Дагестане, не оспаривали то, что сделали именно чеченцы, которые в территориальной Чечне живут и которые принимали участие в этих боях. Никогда их роль никто никогда не оспаривал. Просто каждый на своей территории может проявлять себя. Наши тоже туда ездили, у кого была возможность. Но большей частью, конечно, вся не заслуга, а вся тяжесть этой войны, она легла именно на чеченцев, которые проживали на территории Чеченской Республики, на тот момент Ичкерии. Так что не надо врать и что-то придумывать от себя. И эти провокационные выпады тоже не надо делать. Если у тебя когда-то бабушка была чеченкой, ты уже, как по твоим словам, ты не чеченка. И эти сбросы делать тоже не надо. И от себя придумывать тоже ничего не надо. Задавай нормальные вопросы. Что ты хочешь от маленькой девочки? Что она хочет сделать? Объясни мне, не хотела как-то спровоцировать. Это щепетильная тема. Я знаю, это щепетильная тема, я неправильно задала вопрос, я извиняюсь. Тема нормальная, она для всех ясна, это не щепетильная тема, там яснее ясного. Она тебя выслушала, выслушай ее теперь, она же выслушала тебя. Да, я неправильно задала вопрос, я извиняюсь, я никак не хотела спровоцировать, просто мне реально было интересно, потому что не только у этой бабушки, я еще и у других спрашивала, мне просто было интересно, я никак не хотела спровоцировать, я извиняюсь. Кто тебе такую глупость не мог сказать из чеченцев, не надо выдумывать. Ну ладно. Вы, наверное, лучше знаете, тогда ладно.
Не знаю, я потому что проживаю на этой территории. Ну, вы проживаете в Чечне? Нет, я проживаю именно на территории Дагестана нынешнего. Территория, которая была прежде Терской областью до 21 года, была передана присоединена к Горному Дагестану в 21 году. А в 1944 году чеченцев выслали и ликвидировали Ауховский район. Ныне там Новолакский и два села Казбековского района, они как бы спорные. Тут про Хасавюрт парень спрашивал, про Хасавюрт там разговора не идет. Разговор идет два села Казбековского района и Новолакский район, спорные. Я высказался, все. Все принадлежит Аллаху, Фред, все Аллаху принадлежит. А Несомненно. вы сами мусульманин? А вы мусульманин? Я чеченец. Я чеченец в первую очередь. Чеченец. Ну вы не мусульманин, да? Это он сначала чеченец. Я веру дела. Да, я родновер. Я чеченец. Тожик, Тожик, салам алейкум, ахи, Тожик. Извините, просто с такими соседями, которые там в Дагестане, в одной вере с ними быть невозможно. Вот именно вот это главная причина, почему, потому что, почему чеченцы в Дагестане не могут быть с ними одной верой. То есть, подожди, ты говоришь, что типа, вам неприятно жить с дагестанцами, да? Я так понял. Не с дагестанцами, я же тебе сказал именно с кем. Те, кто до сих пор в наших домах, некоторые, кто-то переделал, перестроил, что-то, может, там залепил, именно вот эти два села и Новолакский район полностью, целиком. Именно с ними, да, неприятно, и они не стоят этого. Я не знаю, почему вы их поддерживаете до сих пор, если вы считаете себя порядочными. Добрый день. Про эту ситуацию я даже не понял. Валайкум день. Этот Зегот мусульманин, ахи? Нет, я из Армении, мне просто нравится. Все, понял. Тожик, ахи, мусульманин же до сих пор, да, брат? Я говорю, Да. Ну, я мусульманин. Не укачивает, на ките не укачивает. Я мусульманин, брат, алхамдулилля, я мусульманин. Не укачивает на спине, нудно. Добрый день. Вот насчет Чечни, что говорили, есть в Армении библиотека Матена Дара называется. Я сейчас точно не помню. Я видел карту, там большая Чечня, там у него выход был к Каспийскому морю, и несколько территорий там было, которые сейчас... Да, и островов было, несколько островов даже было. Не, серьезно, на этой карте несколько островов ходит чеченской территории. На Кавказе есть острова? Есть, которые на море уходят. Да, на Каспийском море я видел, там территория была, и чуть-чуть там Грузия была, насколько я знаю, тогда население Чечни было намного больше, чем сейчас, судя по карте и по землям. То есть насчет эту курицу она не пробивает. На море. Тетин остров есть. То есть я думаю, насчет этого спорить тоже бесполезно, потому что эта карта была составлена этими армянскими учеными, даже не чеченскими. То есть это факт, что тогда Чечня была большая. Да, изнутри. Секундочку, подожди, брат. Подожди на секунду, вот здесь пишет безбожник. Брат, я мусульманин, у меня есть Бог. Кому говоришь безбожник, блин?
Оскар, ты мусульманин, брат? Я мусульманин, а здесь мне пишет безбожник, блин. Не укачивает, брат, тоже на спине нунна не укачивает, брат. Тоджик, ты на таком стриме, тут это неудивительно, что тебе такое пишут. Привыкай. Тут безразборно такфир раздают, не переживай. Ну и что, я сижу, просто мне интересно слышать, я не говорю же, что я не мусульманин. Тут раздача бесплатная идет, такфир раздача бесплатная на этом эфире, понимаешь? Оскар, вот меня говорят, ты сидишь, а здесь сам сидит, уже полчаса слушает, такой долбен, блядь. Здесь сидит, слушает, без мата, без мата, давай. И еще меня говорит, ты сидишь с ними. А ты что тогда делаешь, если здесь ты такой умный, блядь? Ладно, все. Да не обращай внимания. Оскар, ты мусульманин? Меня тоже спросили, что ли? Ты мусульманка? Да. Прицелился. Оскар, мусульманин ты? Туда без этого вопроса нельзя заходить, да? Не, исламский. А ты мусульманка? А ты мусульманка? Крым наш? Крым Аллаха. Слушайте, у меня вопрос. Этот стрим тут в основном докажи, что не Аллаха. Тут чеченцы находятся? Я это где-то слышал, ислам. Нохче дойшу? Ду, нохчу. Равновер Богу, куда? Можете мне объяснить? Вай даешь, Ислам ТВ, а как твое настоящее имя? Можно, пожалуйста? Можно. Бразер Абд Аллах. Пармат, а как ты к этому пришел? Вроде ты ты как бы коронист, я не знаю, Бусулбдин Долш, Адамдарха. Как ты к этому пришел вообще? Что тебя заставило? Все, это шах и мат. Нисник цаяхнона, мимо. Я опоздала. Аллах тоже промахивается, ничего про это. Арях бая, Жаль, что Фред ушел. У меня был вопрос к нему. يدير الحمد لله. أصحاب плюс саят хадис далир дарья хайн Аллаху айн сат плюс. Ой, а вы знаете, как ее свои вот эти закидоны. Да, я тут не на допросе. Я сама такая могу допросить вас на любые темы. Так что давай без вопросов. Нет, тут ислам, тема ислам. Нет, тут была тема ауха. Нет, сейчас уже, прикинь, вы вернулись обратно на ту тему, которая тут да, идет. ну сейчас же в моде у вас, в тренде вот это как ЛА-13, да. 53 года за 9-летний жениться нормально религию, считаешь? Слушай, и религию, да, грязью поливать. У вас же сейчас это какой? Ажа 53 шокач, Андар, Шенеру, Ишокач, Бердаль, нормально. 3 годика. Аллах это сподвижник Бог и Тору Аллах не спаслал. В чем проблема? Какая Ребекка? Где вы взяли эту информацию? Ребекке было 3 года, когда... А где вы взяли эту информацию? Я взяла, почитайте ваши книги. Давайте не будем... Я читала, вы нигде не найдете информацию о том, что ей было 3 года. Найду, и вы найдете. Покажите мне, можете привести? Я вам не чат GPT, чтобы
находить что-то. Это где написано? Где вы это нашли? В Библии, что ли? Погуглите и Нет, вы это в почитайте Библии умные нашли? книжки. Вы же говорите, в что библиотеке. Вы читали это где-то. в Вы Библии вообще нашли? книги читаете, скажите? Или в Торе Книги, нашли? а не вот эти вот сайты, там, Вы в Торе либо в Википедия. Библии это нашли? Ответьте на вопрос. Почитайте книги И исторические. еще раз Зачем говорю, ходить? вы это Вы нашли можете в просто какой-то ответить на вопрос? книге, либо где Да вы это пошли нашли? вы к черту со своими Все всякими ясно. этими. Я скажу Нормально вопросом. нормально общайтесь. Ну, Вам все человек ясно, зашел аргументы с приводишь, не вопросом про отвечают, АУ. сразу сливаются. У нас Про два АУ. новых гостя, вот Вулф и ГГ. Может, Что? Что? Алло. Машул, Машул. Машгул, Масана, Машгул. Вот вопрос, дальше Тема, интересно. салам алейкум. Это лакарчу 53 шодега Бейрда Линбокш. Ассаламу алейкум. Источник Ешвую, источник Слышно Алло. меня? Алло. Источник. Сейчас, секунду. Меня слышно? Тарих Ар-Русур, Аль-Мулук, том 1, страница 163 от Табарани. Сказала Айша, пророк пришел в наш дом, и собрались мужчины и женщины из числа ансаров. Моя мать пришла за мной, когда я раскачивалась на качелях между двух столов, деревьев. Она спустила меня, вытерла мое лицо водой и привела к дверям. И подождала, пока я успокоюсь. А я испугалась, да так, что часть моей души ушла в пятки. Затем, когда я успокоилась, она завела меня и посадила на колени пророка, который сидел в нашем доме на нашей кровати. Затем она сказала: «О, пророк, это твоя семья, да дарует тебе в них благодать, а им тебе». Затем мужчины и женщины стали и вышли. И возлег со мной пророк в нашем доме, на нашем кровати. То и он не закалывал животное в честь этого праздника. В тот день я была 9-летней девочкой. Локи, а у меня вопрос, это же не минимальный возраст? Сейчас, секунду. Тарих Ар-Русур, дуа дали дешах. Тарих Ар-Русур ва Аль-Мулук, том 1, страница 163 от Табарани. Апармат. Аллах. It's going. It's 33 достоверный. 33 достоверный хадис, да. Примерно могли эту историю переписать по-своему, именно... А 65-4 годуат, 65-4 аят мадо. Самый авторитетный. So знаток ват, доца сен хабу вардат стангалечна, но тем не менее сунцаумха дукуза переписанную историю, дукуз переписанную, дукуза шайгар вообще бо шайгар тибячницен хумниш дукду богдуса. Ислам дин иш строится дяшдат. Ислам дин он хаден хо пайгамбар Мухаммад хилла тиешуй Muhammad khilla boch mettjad ayazin dusoy ishado shu ayalina ya har ishado shalna goin khasta hiyata dadwa qoy Muhammad qobal way del el qobal way bosh gut buyunch biat lil yatto tsahulway way Muhammad tiloch walach shemalo nexstan lotste tsala tsa вообще tsalots история из muhaddis إسناد حديث الدنيا أولش محدث أولش يبقى علمنا إيمنا أتمنى تياشير كواليفيتير واتسدياش مصو بصل بتشعقش كات عيسى قيسان بولش تعمو فلسفيتير واتديشي مصو متعدو حديث بريبيس ودولتات تي مصير إجماع يولش إمام شافعي إمام أبو حنيف إمام أحمد ابن حنبل إمام Malik i mazhab tešvolš, imam Malik, prema Medini tiru, Mek Medina tiruiz, dukan jali hillawiz, Muhammad villa bošel, zajmančar. Tunder, et masu vi imamu qobal dešduiz. Tu savna, lokis maalara, orančo ayet du imagdeš. Quzd ay dio surančo Dio prio yao chai cha magdiash duci dola долаздо киги берш мали делта. Тунде признанный, достоверный исламский ученый, алим, масса обал диашту. Единственный обал цадиаш берша и обал цада и сомнение диалога берша
русскоязычный пространстве, бусал бубошса, келбойль, модернистский, секулярный, бусал набу. Иш буй аспарит будет тагешты. Цайза ди ба бусал дин хаквал дельчок. Цайза ди ба шараха цайлам так цавялват и хумши кони дульш. Цахла царайш. Массар обал деш хадош дуйцу займанчур дюнста. Цундери хити да хити ишат. Массар поддерживает тебя, что иджмаются тебя. Единогласное мнение. Особо, и хазар шдат, чуешь, что хешту из тяхаршхена сих. Халга сун хеза дейна гина хум шдатиш. Вообще дюйцеш даже. Особо. Дюйч вообще суннат олш, дуаш олш, хазирион, хал. Суннат хазаде. Хал суннат дуаш олш хазирион, хазирита. Ай ича шоуз шахал. إيش هم ديش سنة دو هرديش سنة دو إيش سن بيجنا عليه سن بس بسوني ولا تخزا ديرسون. هين خزا هوني هيت شوط عم بيرجو تاع شدة شتول حال هون خزا دات سنة دوش خزا. شو عم خزا بس لبيرو وين بس لبيرو فترة وين نيسبا. إيه بوس ويتوينا إسبويدو تياج دليل شيء صوفيزمير. إذا ترك شاش كونستانتينوبل عايا كنتنا اسطنبوليش. Макмедна хаях чмухердар христианч. Иштер Макмедан яри православный христианчи Константинополь тан Стамбул бошо. И бусабна шаш хаях туркш. Цубула дол христианство ти ислам дилан. Иисус Христос варвай дайшан хавиен Мухаммаду бош пич. Шадек дикнак дугонак мадия дикнак дия тагмавия япшмабит хум малачия бош. И суфизм основан на христианском учении, на учении Иисуса Христа, на его философии. А и что там бялуэн бакул Мухаммад хавиен, цун хадиш хадиен, цун суннат хадиен, Коран хадиен. А дайцар халца усташ бубош сагенч бар, бюбельяш Коран чуа ялла бош, шен лупак дацу Коран чуа ялла бюш. Цахом цай Коран чуа ялла бош сун цайда мел хездолум, аз Коран хадилан дяш цахом цай дицан чу даца кот Коран чуа. Шен лупакич уэдэш ига бяш дали ялла ина. А инц Коран хадиен, цун меан хадиен, нинц доступ юк информации. Шиншара уйцана вахца виез яцани гладуяш апца виез. Ша яц милха тептер. Эц арбо мата дала китайский мата дала эц искусственный интеллект чумакуяц 106 секунд полный перевод йо. Цана адмодажи ирьочо точности цани. Цунде та ништ дойлöш, вайн хангуч дойлöш. Цунде рониш дюч хез яршайна. Оле, бадеге, досунч о неприятном дуиз хаза ладуга даже эцуман. Братья, можно да, пожалуйста, не понимаем просто. Есть кто не Некоторые понимает. вещи нам проще на своем языке говорить, которые не сможем высказать, как говорится. Тут немногие понимают русский язык. Все, я понял, все хорошо. Да. Ислам ТВ. Так, Бусал. Что? Я этим Да, бисмилля. Ислам да, ТВ. Бисмилля. Клянусь, Бисмилля. вот у тебя на эфире я столько всего узнал в натуре. Его не знал. За всю жизнь в мечети он то, что он не узнал. Да. Мне про вот это все в мечети даже половина не Подожди, говорили. на секунду. Да, вот вопрос задам. Так, сам Алла, дуатах. Так, дугубуй так инс эшбох чун, это ина эшбох шлег бакдина листин. Бу. Пока дукбат. Ты албук. Да. Пришел, хыльчон гаш дукбу. Хыл биешчон гаш дукбат. А милшпуеш, да, милшпуеш, бусол бош, полнохче бош, вицеш, салам алейкум. Алейкум ассалам. Бусол бош, полнохче, алчи, нохче бубюч, бусол хыльч нохче, хылуш ват. Бусол бола, бусол умматау.
حقام хорошо. Дик до хахудин дота. Цаадин дат. Цаадин дат. Руководство он Куран гадилен дашая. Даша дерсон. Куран это хорошо. Хюга динал, цатяна хюга бершел, цатяна Куран ну мабохар далил. Имухл да. Куран бершел بدأت سيجا. نجحسن بيرش دات اشتيق درهم برشل خيطاس يوجع. Хорошо, дик додала. Батсацилуасавалот, батсацайналадуа. Цацацяс био аэротерот, 10 километров. Марябол зудрит антякар бяхч اشتيق бара бяхбоч. Марябол гражданский бац мирный. Зудри хакар бях тяхтия ба мекшту бош. Мухаммаду дицнак дио суран чуат дио аятя туи. Ибн Касири табари любой элам так башуляц Ибн Аббас тир. Пайамар шичу Ибн Аббас. Ибн Аббас цабием моча сахабуиза Пайамар ва лично Аллахи дуадина акуна угар дик талкавани тафсир луа Кур'ания. Вот Ибн Касир тия давор вела цун племянник кукай цун вешикант тушичканту короче. Цун тия давор вела Ибн Касир тия хакачал хавара даже Ибн Касир тия вел и 14 век ту Ас-Саади 20 век толкователь и короче от 7 век век антират век и качал хайн виз муфассир и тафсир цун ахади Аллах تشوح صحيح مسلمي حديث تو حدا يلدي أشياء مش مهتاد بس. أوتاسي تلش مهتاد تيجا مايروي كروتشي شابك فيتسويش تعتدين بيسان إجدين بيسان يا الله. بيامر صحاب شو تماري عبو زدرش تلي أصغيتان. تاخ بيامر خاخ ديزوي هرماري عبو زدرش ميجي وين يا. تنتبه كانوا شوكم آية تحاولي أحكانتا. ماري عبلا ميكش بوشن كروتشي شو إشكربي أحكام بلا شي سري ليات بلا. От آية تاني أو تاني مارع بوزدر تيابا مقدر با صحاب صحيح مسلم حديث يا تفسير عدا لوشتو أت مسو مفسر. نجحسن يهو برشا ليلا نجحسن صبر سوال بطرق دايو صبر ديتا جوابتو دون سجوابتو الوارد وجوتا برش جمع نيري وتنده حيمتش تا جم приземлиться ага мегарошта гуацо. Вот и боршал где-то сюда и боршал яцон. Спасибо большое. Магасан шиекант я хелил зудят шиекант ворк Мухаммад Зейд Бош. Хадиджат ва шилай вари Хадиджат лай вари Мухаммад велири Мухаммад ва мерша вяқан مكي أروعكن كعب الله كيك حقلات مسو مكان شيك محتوان هرهين شوط يحشيكان توشون مسارة تويشل ديال الله يتدوي بين شيكان توينيتنا زيدا تونك شيشيج زينا بيليتو ماري شيكان تيح شادوي بين الله يتدوي بين شيكان توينو تاو مسلا ويلوق تاوش بيرتاهول شم بروبليم هلچا وش واحد دوزل هو لوق شي وشي دوزل هو خرون أولي مثلا إذا بصل دنيا مكشتات إيش ينكن تنير محمد وتسونغ زينا بيليه شيء ماري يو تخان زعما يالنا شيء تجار شيء يلو شيء كان تجماري حق شيء ماري يالنتو زينب شيء ماري يالنتو شيء كان تعماري آخره نجح صار هون يبورش اللي سيجا يوم شليدر سيجا يبورش اللي هاتون دارتا يبورش هون يتروي نجح صار أهود لامبولشات وامبولشينا خالد بن والد كنت تيوشينا محمد وصحيح بوهار جا يلدو دشنشتات يجوخي سانچن أس يلسمان خرمايوس دوتا خرماوي يلسمان جا بوشة تحت أروولشة ليش ورخ أروالتا سو إكتوسان لاش محمد و кто откинет их от нас, тому будет рай Божий. Сададин, Кирвил, Кэлцо, короче, что уже конничен, ты кочка, эти садайотарио, положение, ты ватыч, это куч делаться, мадар дол киратик, да и жух квасанчен, что не пастор мау елсман чва, елсман и хаш хермау, елсман и хермаются. Та эрвел вилла,
يو إز ورحيشت أروال تن إيش يخ قيسانشن يوسما هرمايبو ورحي ويل ويسان وشيني ده حاج الله أقوى بقول كروتشي ظلم ما ديوي أتانيا سمعت ده هيت يوسما نبايتان شو ظلم ديتsa نكسان إيهم بورشل يلا إي بورشل سيقايات نكسان إبو لتر دا ديسان إتوان باتستي غوشخته إتوان دعبال بيسان عكش برش قريشي شتولن بيحقق تجاه أهوديا أبو سفيان حلوة كلا تصير أبو سفيان حلوة لامتي شتيسان بيسان عكش برش بات محمد سان أورشوش الله سبيتالنا ديحقن دو قر مشيكشن ديحقن دو أورشو شاتشوش الله محمد تا اشتغا بيسان بي أني لازني عكش بول نيانش دا محتوى أبو سفيان محمد ويشن يوقع دين بيسان جاي محمد وشي صعب شغال ما أغلشتم صدينو نكسان يحون بارشل يلا سويقع يبارشل ياتون دوات إيش كده تشق توال صحشكا عندي يحون بارشل يلا ها سويقع يبارشل حين يطلع هاي قراني تسان سويقع داتون بقولنيس بونها أتقران وبوغ ليل دا دوينا سويقع داتون هاي قاعدلها ولو بيرن تيق شيشان تيق مارع بولعول كافر شي زودرش تيق لياق قدع كروتشي لينش بيه قدع ديقل دي داولو هاي قاعد بيرشل الله Wolf, begachter doe Сахатер дац. А готишь, Wolf, ты готишь, на спине кита находимся, бахчу, а если он хотишь? На спине кита находимся, что? Аллах распростер землю на спине кита. 68 сура, 1 аят. Ибн Аббас, двоюродный брат Мухаммада, наилучший толкователь Корана, сурас толкователь Муадила. На спине кита. Сказка Бадуиз. Варанчо, я зиндук, первое, что сотворил Аллах, он письменная трость. И он приказали записать все, что будет происходить до судного дня, предопределение всему. Затем он создал нун, большую рыбу, кит, и уложил на воду, а на ее спину простер землю. Кит, когда начал колебаться, начала дрожать земля. Затем Аллах посредством гор, остановил ее колебания. С тех пор горы похваляются этим перед землей. Ты еще веришь в такое? Коран تعدق 68 сур, 1 аят толкование Ибн Касира, Хаил Чучадук. Пожалуйста, обязательно. Ну, это Коран 65 сур, 4 аят. Жембер сани вещь развод мой есть, ваш объяснить Аллаху. И дойдем. Сразу илершик со специалист ватсу на месячный ждул далаш дау шаздаца мемдау шаздаца месячный ждул далаш должен бердуй цунцани идал да наксан хай идал один хацун звижня хайн цун разводу дагдиня кобут идда ханён ба Аллаху представь да с понятишка далеко за пределы понятия до бейранте дюш хаздаца вообще мухи даже. Это Мухаммаду 53 шакач, а из шакач верс вижнака. Сон чуах сон мангида. Еще во притчу качи году сон вер. Я говорю, что мухи дойдет. Абу Бакр был шоши, юхи двахта, ульди двахта. Я обшел шена. Моя лит, магертни, яля. Но и до живел дес, а это я Абу Бакр, да це чув. Те дуй он деш, Айша то. Печ хадис я плахцо. Ша пемарик, да елли откармливати нир. Юсти нир шаба. Цаумно, гоца дворши нано финик ши, якки нерши я юлелоц.
Ach, Justin tarayat isan gılarşa. Justin tar san gılarşa. Ach, dayalarşa ton Justina yolş. Bak iş yok kaç. Şeyh haveri. Они же от Bluetooth работают, да? Чаюхи, доктор, даян микрофон. Да. Она решила параллельно. Wolf, hast du خاطر دلوقتي ميكروفون ده شو خلت شو متصدق وكذا شو عطيتك. Совестительно мать вообще, что гладуш. Не, let you have микрофон, خش هو شو عطيتك. Не, согума дюч вац баз, дица. Совачу не дюч. Доброе утро. Здорово, Маршал. Ассаламу алейкум, братья кафери. Маршал. Сейчас, секунду. Короче, еще как-то, Юсти, на царе, так, Шинану, тяен, качел, я хах душил, чуй горба, чуй чемета, чуй ашварба, Мухаммад. Нанс, булки, вахай, да, борта, больше, туда-сюда, Хумдир ба шавек халагахтан, авелар ба чуах, чемета. Вижар шиети, оздинаши, еще качел, еще даршиба. Ни верблюда не зарезал, ни барашку, ничего не зарезал в честь этого праздника Бах. И табаранис, язинак ишти, то саляч, так, хухулцонухи. Бог палху. Зато караванщиков зарезал. Из-за этого? Да. Понятно. Кенте, бехцы была сохчур эрверу. Цацана, хожу русу, чё, юешерю. Да, алетел. Давай. Так, Резванов, что там еще, ахи? Что говоришь? Что говоришь, ахи, ислам крепнет? Что, подожди, я не услышал. Ислам всегда крепнет, иншаллах. Ислам крепнет, иман крепнет? Да, потихоньку. Иман крепчает. Да. Альхамдулиллах. Рязанов, скажи, что бы вы ни делали, ислам будет вечен, как Ленин. А, Рязанов? Что сказать, подожди? Ассаламу алейкум, Рязанов, брат, ты что, меня не узнаешь своего брата мусульманина? Узнаю, конечно. Альхамдулиллах. У меня тут крики просто дома, подождите. Ах, крики. Кто там? Женщины? Сковородка, ёбни. Что? Сковородкой ударить. Это сестры мои. Тем более, полное право имеешь. Что сделать? Ударить, побить, все, что продать, не знаю, все, что хочешь. Типа ударить, что ли? Ладно, я шучу, это харам. Да, подождите. Ну, в натуре сейчас, чтобы не пошел, не ударил. Он же истинный мусульманин, иншаллах. Здорово, Сулейман. Добрый вечер. Добрый вечер. А сколько твоим сестрам лет? Что-то ты меня заинтересовал. В детский сад уже ходят? Резванов, вопрос тебе задали. Подожди. Альхамдулилля. А сколько сестер, уточни только, пожалуйста. Сколько Я тоже заинтересовал. В детском саду уже были или пока нет? Взрослые уже? Ты мне говорил, сколько сестер? Да, брат. Сейчас. Подожди. Ну, сестрам сколько лет, он спрашивает. Мы спрашиваем. Самая старшая 15. Взрослая. А самая младшая? А самой младшей? А самой младшей
11. О, машалла, тоже. Тоже. Она уже должна быть как 2 года замужем. Почему? А? У нее уже должны быть как минимум 14 молочных братьев, как минимум в 11 лет. Ты что, брат, вы что там опаздываете? Типа должно быть 14 братьев? Молочных. Она уже должна была накормить своей грудью как минимум 14, там, 30-летних, 40-летних мужчин с бородами. Зачем? Потому что наша мама, правоверная Аиша, в мире и все остальное зад это делала. Что значит зачем? Ла-13, слышишь? А почему нужны вообще молочные братья, если могут быть молочные сестры? Там же где-то было сказано, что пророк кормил грудью пророка Мухаммеда. Не пророк кормил, а его дедушка. У меня 8 сестер, у меня 9 сестер и 1 я мальчик, короче. Вот тебе повезло с женщинами. Вот, на каждой можешь спокойно жениться, разводиться каждые 3 месяца. Не. Трое не родные. А какие? Все, тем более, все. Конечно, бывает. Ты что? Подожди. Тебе. Двоюродные трое. Двоюродные это какие сестры? Это тёлки уже. Ты что, какие сестры? Ты что, гонишь? Я хадис могу привести. Двоюродные какие? Двоюродные это все. В одной комнате двоюродные не можешь находиться, Резван. Ему же можно все у нас, брат, альхамдулилля, ему все можно. Локи, слышишь? Если ты находишься со своей двоюродной сестрой в одной комнате, не, я понял, они третий среди вас это шейтан. С вами их нельзя прикасаться. Локи. А ты не по исламу прикасаешься, да? Локи. Я к ним не прикасаюсь, я... Трогаешь их? Я на кухне сплю, они дома спят. Трогаешь, да, сестер? Нет, конечно. Ты ну, обнимаешься, имеется в виду, когда видишь двоюродную сестер, здороваешься, обнимаешься? Нет. По бомбке так не бьешь? Здоровье на расстоянии, но не трогаю. Ну и зря. Локи, мне приведи хадис, где написано насчет... Ну, она тебя дозволена, он поэтому спрашивает. Харамничаешь, не харамничаешь ты или спрашивает? Ты не истинный наш брат, Маджар. Ты не истинный наш брат, ты не истинный мусульманин. Ты фейковый какой-то. Ты какой-то, по-моему, китайский мусульманин. Только у тебя... С Алиэкспресса, да? Сколько у тебя женщин? Что ты сидишь в ТикТоке? Зрение уже красиво. Ты мне или нет? А месячные есть у них? Я сейчас, у меня 2 разных. Я откуда знаю, что проверяю их не месячные? Проси, ну-ка, позови, ну-ка, проверь. Нет, конечно, ты что? Ты мусульманин или нет, блядь? Что с тобой не так? Что становится с новым поколением мусульманинов? Астафирлах. Он о чем, Ислам ТВ, он о чем говорит вообще? Возьми руку и тронь, ну-ка. Если рука у тебя будет красная, значит месячная есть, значит все, вперед, за работу. Сиди здесь, блядь, в ТикТоке. Нет. Ты мусульманин, блядь, или нет? Или это какой-то кафир, а? Ты своих сестер так трогаешь? Альхамдулилля, да, просто у меня их нету. Я так братьев трогаю. Представляю, что они сестры. Бисмилля. И по-братски не говорить о такие вещи. В смысле не говорю? Подожди. Значит, нашему пророку Мухаммеду, мир ему, все остальное взять можно, а мне нельзя, да? Ну, я не хочу, чтобы ты мне это говорил. Смотри, и я не хотел, чтобы вечер добрый. Пророк Мухаммед мне это говорил, но мне это нету, да, телефона? Какого? 16-го Pro? Он здесь 14 был. Но мы верили, мы слушали Мухаммеда, верили, доверились ему. Вот я их хожу, всех подряд трогаю. Ла-13, слышишь, ты читаешь хадисы Корана вообще? Изучаешь?
Так, ну, чтобы сказать, с утра до вечера нет. Ну, Не знаю, я что-то Локи зову, Локи что-то там комаров ловит, наверное, тигров. Ничего, хадис один был, я не помню, какой был. Там говорилось, что пророка грудью кормил мужчина. Да, дедушка его. Ну, его дедушка, типа, шиита, весь такой, да. А какой это хадис был, номер помните? Да, потом личку скину. Давай. Не помню, если честно. Ты тоже из наших? Алхамдулилляевичев? Джиджи? Альхам Бубульгум, да. Машалла, все наши собрались. О, пришла Вот тебе наша пришел, да, брат пришел к тебе. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Алейкум. Ты откуда, брат? Я из Дагестана. Альхамдулилlah. Дагестан? Подожди. Если ты из Дагестана, ты говоришь здравствуйте. Понятно. В натуре. Кафир, да, скажи? Все, Да, плюнь. прикол, брат. По приколу. 3 раза плюнь его. Давай. По приколу. Красавчик. Ты откуда? Дагестане. Альхамдулилlah, из большого роддома. Что говоришь? Роддом, знаешь такой дом? Угу. Откуда знаешь? Знаю. Это роддом. Я же там родился. Ты истинный мусульманин. А как ты родился? От женщины или от мужчины? От женщины. А ты? Откуда знаешь? С какой стороны ты выходил? А ну, вспомни. С правой. Машалла, ты видишь? А ты? А ты? Меня Аллах создал. Да. От Святого Духа. Я от уха вышел, с левого уха. Ты джин. Я не джин. Я джинов родственник. Дальний, правда. Есть что-то. Тебе сколько лет? Альхамдулилля, как пророку Мухаммеду, мир ему, все остальное, да, 53 скоро будет. А почему вы говорите мир ему и все остальное? Все остальное, да, ну, чтобы смотри, неб же 7 неб. 7 неба же, да, у нас. Вот это все 7 небеса, все, что там есть, ему взад. Это так положено. Почему зад? Потому что по-арабски зад это голова. Ты мусульманин, да? Альхамдулиллах, я мусульманин. Извини, я не горжусь, что я раньше был не мусульманином. Пророк Мухаммад сказал, если ты типа гордишься, то выкуси член своего отца. О, согласен. А что пророк Мухаммед, мир ему, что остальное сказал? А если отца нету, у кого он должен укусить член? А ну давай. Да, я не знаю, мне кто-то это сказал. А если отца нету, он сказал, тогда он должен что сделать? Не знаю. У соседки клитор откусить. Вот так. Машалла. Ты хафиз? Я? Да. Я хафиз, да, уже в 3-м поколении, иншаллах. Может, 96-й аят. Нет, мой любимый аят 69-й, как любимое число пророка Мухаммеда. Давай 96-й аят он хочет. Я буду Жибриличем, короче. Давай ты, Мухаммад, давай. Элла, я просто прилетаю к тебе в пещеру. Давай, я сейчас тебе треугольник сделаю, душу, короче. Читай его имя. Я просто в мечети сейчас. Я в мечети сейчас, пока не могу. В мечети там у меня... Во имя Господа твоего. Шайтанов выпускаю. Это тот, он просит тебя зачитать, где треугольник сделал Жибрилич Мухаммаду в пещере. Когда он его это сделал? Машалла, иди сюда. Это тоже, да. Как там наш пророк Мухаммед уезжал? Как эти японские фильмы, что есть немецкого стиля, где она не кричит, а это плачет. Ну-ка, да. Знаешь эти фильмы? Да. Смотришь эти фильмы? Влад 13, ты откуда?
Я альхамдулилля из Дагестана. Я из Махачкалы, брат. Маха. 13 мегрили хар. Ара, мегрили ара, брат. Ты армянин, да, как я понял? Нет, не армянин, он не армянин. Я Ма-13, я тоже с Махачкалы. Альхамдулилля, я живу на улице Гагарина, брат. Мама Кунем. Кунем. Абу, ты что исполняешь? Они, там в них, по-моему, джинны, блядь. Их дохуя, брат. Нет. Вот зря здесь камеры нету, я бы тебе показал, что я делаю с джинами сейчас. Сейчас меня все джинны выходят, у нас уже утро, и я всех джинов сейчас спускаю, брат. Тебе надо, по-моему, имама отправить, чтобы он на твою голову почитал. Ах, имама рот ебал. Мне надо сразу Аллаха отправить. Сразу Аллаха. Ты сам где сейчас? Подожди, брат. Кто? Да слушайте, вот вы меня поймали в Махачкале. Что вы со мной трансляция. Поцелуем. Заткнитесь, блядь. Поцелуем, блядь. Поцелуем. Почему? Вы что, мальчиков, да, любите? Да, по Соне, чисто по Соне, брат. Мои вы мусульмане. А я взрослый уже, знаешь? Сколько тебе лет? 53, как пророку Мухаммеду, мир ему. И мне Тебе тоже 50. мир уже. А ты в очко долбишься с пацанами? Только с мусульманами. Вот этот ислам говорил, то, что в очко долбиться это сунна. Альхамдулилля, конечно, и смотри, каждое утро это уже дважды. Да, это сунна. Ислам. Ислам не можешь просто так один... не скажет. Стой. У тебя как Саид зовут? у меня, по утрам Саид, брат. Как тебя зовут? На троне. Как тебя зовут? Мухаммед, дважды. Магомед, можешь ты мне один хадис? Мухаммед, а не Магомед. Не порть мое священное имя. Ислам, можешь мне один хадис прочитать Абу Хурейры? Абу Хуейри, это кто такой? Нет, я свернуть телефон не могу. Что за хадис? Второй хадис. Прочитай что-то. Можешь прочитать мне его? Я сейчас, сейчас я освобожусь, прочитаю. А ты читал 115-ю суру, первый, второй аят? Про что там, знаешь? 115 суры нету, максимальная сура это 114, брат. Что там максимального? А что это, что 14 суре максимального, я не понял. Ты кафир, короче. В смысле? Не, я тебе говорю, в Коране только... Абу, это кто? Сейчас я тебе Коран открою, и ты увидишь. Это какие-то больные люди, отец. Ты себя ведешь не как мужчина. Мы мусульмане, смотри, нам 53 года, нашим женам 9 лет. К нашим женам приходят молодые братья. Можно жениться, посольные братья. 16,5 раз. Безлимитно. Пока стоит, можешь жениться. Пока стоит, можешь жениться. Дай точный ответ, во сколько лет можно жениться? С рождения. Смотри, жениться или уже жену желательно иметь пораньше. Шени дедалитали мутали шивецы. Вот смотри, вот ты сейчас оскорбил меня. Ты знаешь, что ты оскорбил свою мать? Пумба. Нет, я никого не оскорблял. Подожди, дебил. Ты когда сказал «Шени деда», да? То твой долбоеб пророк сказал, если ты ругаешь чужого... Что, уебище, что ли? Слушай сюда, я сейчас приеду. Религию Хадижа, если ты мужчина,
Давай твою религию оскорбляют. Армат, Эла, держите, все, короче, палата. Алло, оставьте разбор. Ислам. От тебя родители отказались. Правильно? Правда это? От тебя родители отказались. Его родители подкинули из-за того, что он чмошник. Я вас ебал. Пацаны, вот это Ла-13, он грузин. Ла-13, он грузин. Тут у меня мать Аллаха, у меня тут мать Аллаха. Я тут мать Аллаха с минным маслом, короче. С минным маслом, короче. Ты петух! Такие вещи говорить. Отказали, да, родители от тебя. Родители отказались. Иди, плачь, маленький. Они ушли. Они Ислам, ты же чеченец. Не нужен. Да какой? Дикий, ответь мне, что я думаю? От его родители отказались. Грузин, рот ты закрой, ты уже не интересен. Я бланку свою закрой. Алло, слушай сюда. Закрой свою жопу. Будалах, бланку заткни, хлеба резку. Алло, Пумба, что ты хочешь? Пумба, а наша свинюшка, толстожопая свинюшка наша, а что ты хочешь? А, жирненькая наша пумбочка, что ты хочешь, жирненькая? А, 9-летнюю захотел? Мама зафакабичка, а? Поплачь. Дикий. 9-летнюю захотел? 3 камня не забудь с собой взять. Плоскоземельщик. Да ты ничего не можешь, ты. Что, не укачивает тебя на спине кита? Пацаны, а вы вообще кто такие? Ислам ТВ, ты же вроде чеченец. Все мусульмане. Он чеченец, родители. Истинные мусульмане. Мы истинные мусульмане, иншаллах. Мы на Бамбл вместе летим. Рязанов, мы самые настоящие мусульмане, потому что мы принимаем. А зачем вы такие вещи говорите? Потому что Аллах нам это дозволяет. Слышишь, от тебя родители почему отказались? Я не пойму. Когда? От кого? От тебя. Ты что, долбоёб, что ли? Вот так, захотели, отказались. Твоя мать, блядь, если не обоснуешь свои слова. И Аллах тоже. Микрофон закрываете, что вы не даете мне сказать, вы. Конченые чмошники, вы не мужчины. Давай. Хуй ты мне можешь пососать, ты пидор ёбаный. А твой отец мужчина? Слышишь, Ислам ТВ, послушай это, пожалуйста. Да, слушаю. Ты смотри, ты же мусульманин, ты чеченец. Но он про Мухаммада, пророка Мухаммада что-то говорит, и ты других выкидываешь. А ты выкинь его, что ты его не выкидываешь? В смысле выкинь его? Аллах он пророк Мухаммад сам за себя будет отвечать, а я сам за себя отвечаю. Рязанов, вот скажи честно, вот если ты увидел бы пророка Мухаммеда, мир ему, все остальное взад, пернул бы ему в левый глаз? Нет, конечно. Ай, бля. Нет, конечно. Ну и зря. Ты, Ла-13, ты не мужчина. Если ты мужчина в Хасавюрт приезжай, я тебя выебу нахуй. Он в Хасавюрте, он в Махачкале живет. Ну давай в Хасавюрт приезжай, бля. Если ты мужчина, приезжай в Хасавюрт. Окей, приеду. Маме твоей сколько лет? Скажи пока. Ну ты приедь, блядь, я тебе пизды дам, тебе, блядь, он нечем будет ебать нахуй. Я люблю это делать. Чей хочешь дать, брат, я не понял. Чё ты ему это хочешь дать? Ой, блин. Братан, я тебя спускаю за то, что его пришлось спустить, он это предлагает, короче. ТикТок сказал, что не надо. Давай я своего Тимон и Пумбу подниму, это жирненького кабаненка тебе подниму. Дикий, ты мне ответь, твоя мама истинная мусульманка? Да, солевой, окей, слушай. Грузи, закрой. Смотри. Они, блядь, не умеют общаться. Наоборот, реально не умеют. Я сдаюсь, да, они не умеют общаться. Такие приходят. Не знаю, к Пармату приходят, сидят, разговаривают на вы, на этом.
А к нам такие дебилы приходят. Парма, взял, ну, короче, отдал. Пиздец, блядь. Там нечестно так, Прометей, брат. Поделись своими мусульманами, ну. А на чем мы остановились? Мы на Коране, на суре 69. На Аль-Бураке остановились, брат, на Аль-Бураке. Аль-Бахара, брат. Где пророк? Аль-Бурак. Продолжить диспут. Я готов продолжить. Давай, окей, ладно. Давай. Ну ты пока давай ответь на вопрос. Твоя мама истинная? Давай, хорошо, я ему один вопрос задам. Скорость от 0 до 100 Аль-Бураки, скажи мне сперва, пожалуйста. Чуть-чуть. Разгон от 0 до 100 Аль-Бураки. Я откуда знаю это? Да, зачем? GPT пошел спросить, Ну, если скорость. Это же не нужный вопрос. Прикинь? Блин, это что такое? Ай, Серега. Какая скорость, Ислам? Да. Ты мусульманка, да, Серега? Я мусульманин, не женщина, мужчина. Альхамдулилля. Подожди. А как ты понял, что ты мусульманин? Шахаду произнес, уверовал в единого Господа. И все. Шахаду произнес и в ахуй, наверное, да, попал? Думаешь, ёб твою мать? Нет. На священный огурец Мухаммад резко поскользнулся. Грек, Всевышний скоро Ладно, зачетит. Он просто подскользнулся на этот священный огурец пророка. Ладно, так, как, я понял, ты, наверное, хадисы читал, Коран священный. Все знаем. Окей, машаллах. Дай мне суру, где написано, что пророк Мухаммед не пидорас. А'узу билля. Про него пишется. А'узу билля. Подожди, дай мне суру, где написано, что пророк Мухаммед с мужчинами не спал, минет глубокий не делал, ну и так далее. Магомед. Я думал, ты как Борис будешь дебат вести, а ты не умеешь этого. Магомед. Борис, это кто такой? Из Борхес, друг Александра против зла. Они Александр кто такой? Зачем? Это дебат ведут. И что сейчас мне делать? На тему ислама. Алан Мартел. Я тебе задаю серьезный вопрос. Докажи мне, что твой пророк и трансгендер. Написано это где-то? Если ты научишься дебат, на адеквате будем разговаривать с тобой. Дебил, еще раз я тебе говорю. Докажи мне, что пророк Мухаммед не трансгендер. Пока ты не захочешь муслимом стать, как тебе докажешь? Ты дурачок? Держи мой в кулачок и передавай дальше там по кругу. Смотри. Докажи мне, что пророк Мухаммед не трансгендер. Клянусь. Кем ты клянешься? Ты докажи, что ты не трансгендер, а может ты трансгендер. Я нет, я могу тебе доказать. У меня есть много видео, где я трахаю Коран. Подожди. Видишь, ты уже неадекватный человек. Я тебя определяю пиздоболом, ты понимаешь? Подождите, зачем ты говоришь, что он гей? Если пророк Мухаммед из своего дома, своего парня даже выгнал, доказать, чтобы он не гей. Зачем ты говоришь, что он гей? Вот я об этом. Ты лучше скажи, научись дебаты вести, потом зови. Ну иди, давай, иди вниз. Ты не мужчина, сучкина дочка, блядь. Подожди, я тебе слово даю. Если твоей маме лет 30, да? Блядь. И вот пришли ее ко мне, она охуеет, какой я мужчина. Ей, боже, клянусь Аллахом, да я тебя мужчиной не считаю. Ты гандила. Ты тёлка ебаная. Вот ты уже ушел, видишь, от рая на 70 лет. Исчез. Ты ж, астагфируллах, о Аллах, прости меня. Аллах хороший. Ты грузин, да? Я альхамдулилля мусульманин. Я твой Валад, ислам. Ислам, ответь мне, честно, ты мусульманин? Альхамдулилля мусульманин, я альхамдулилля. Альхамдулилля, я мусульманин. Мусульманин. Эй, тебе сколько лет, Ислам? 48. А он еще маленький. Ты по нации чеченец, да?
Да ты уже 28 раз задал этот вопрос. Да, блядь. Я забыл, он что ответил, я забыл. Он не чеченец, он Нохче, настоящий Нохче. Он Ты сейчас живешь где, в Чечне? Да. Да, Грозный, и подробно, Грозный, и подробно. Рядом с созданием... В подвале? В подвале? Да. Или что ты сказал, я не понял. С Кадыровым рядом живет. У Кадырова хуй сосет, его рот. Кадыров у меня хотел сосать, но я не из ваших, короче, поэтому не Ты сосешь у него. Аузу билля. Смотри, ислам, ты хафиз? Иншаллах. Ты можешь хоть одну суру мне рассказать? Могу. Ну давай, я слушаю, давай. Хоть одну. Какую тебе? Давай расскажу. 65-я, сура 4-я аят. Не, давай, 65-я, сура 4-я аят. Давай, изазули. Нет, давай ты сказал, какую хочешь, я уже выбрал, поздно уже, ты сказал, какую хочешь, я уже выбрал. 65-ю и 4-ю могу, ты мне выбор дал, где Аллах тебя дозволяет никахать, где Аллах тебя дозволяет никахать маленьких девушек, которые не достигли возраста менструации. Ну как ладно, тебе? Давай 65. Красиво, да, машаллах? 55. Не, давай я еще 15-ю суру с 14 по 16 зачитаю, где Аллах не открыл врата небесные и не позволил в небо подняться никому до судного дня, хотя люди туда влетают. Да. Машаллах. Давай другой зачитаю. 36-40 зачитаю, где Аллах говорит, что затмение не может быть вообще, короче. Ты видел затмение солнца, луны? Аллах говорит, что такого быть не может, прикинь. Вот Аллах говорит, что такого быть не может. Не говорил. 36-я сура 40 аят. Солнце не надлежит догнать луну и ночь не опередить день. Каждая плывет по своей орбите, машаллах. Читаешь, открываешь. Сура Аль-Фатиха. Я могу как хочу. Я могу как мне по кайфу, а не как ты хочешь. Аниса, 25 можно позволить рабовладение сексуальных женщин? Ход альхамдулиллахи раббил алямин, ход ат-тахияту, ход куль аузу бираббин нас, куль аузу бираббил фалах. Что хочешь, можешь рассказать? А теперь переведи, что ты сказал. По-братски, иди нахуй. Переведи, что ты сказал. Что я сказал? Я сказал, чтобы он суру рассказал. Переведи, вот что ты сейчас пропиздел. Ну, переведи, что ты зачитал, переведи дословно. Я же не говорю то, что я наизусть это все знаю, там, перевод. А какого хрена ты заучиваешь то, чего ты не знаешь? Я знаю, я учу суру, просто выучил суру. Как же, просто кошки не... Не просто. Да ты даже не знаешь, что ты выучил, хотя бы понятие есть у тебя, что ты выучил? Да, сура. Ну что ты выучил? Что там говорится? Что там говорится? Ну что там говорится? То, что Аллах прощающий. Ага. Что? Ну переведи, что говорится там. Что ты не можешь? Как там говорится? А в других аятах такое не говорится? А в других аятах такое не говорится? Это классику не бери. Давай, что там конкретно говорится, что ты зачитал? Чурка-хач. Твоя мама шлюха. Дальше. Да. Ну, не можешь перевести. Такого хрена могу. Что именно тебе перевести? То, что ты зачитал дословно, перевод можешь делать? Я тебе там просто начало сказал. Альхамдулиллахи раббил алямин, куль аузу бираббин нас, куль аузу бираббил фалах. Я просто тебе вот это сказал. Там что мне тебе рассказать? Жопу я ебал твою. Я тебя поймал. Что это означает? Перевод ты знаешь? Перевод знаю. Читай. Сура аятуль курси. Слушай. То, что ты сейчас... Читать мы тоже можем. Зачитал нам. Переведи, что ты сказал. Прощающий. Да, блядь, я сейчас, сука, как меня бесит уже. Блядь, сука, что, больше слов нету? Я тебе перевел прощающий. Я тебе перевел. Дальше что ты хочешь? Переведи, долбоёб. Вот ты сказал... Халава ебаная, я тебе... 10 слов ты сказал. Что ты сказал? Я одно слово сказал, дура ебаная, блядь. Ах, твой отца рот ебал. Сучка, блядь. Ты нахуй... Не, братан, по шариату.
Ислам, ты чуть-чуть ебанутый пацан. Тебя выгнали из страны, походу, да? Почему я его осуждаю? Почему я тут? Алло, с тобой разговаривают, другой, при чем тут я? Ты больной, что ли? Ты что-то говоришь по шариату, что такое? Я молчу, микрофон выключен. Ты что, столба долбнулся, что ли? Я не могу понять. Лет, а ведешь себя как ребенок. Я молчу, сижу, ты что, алло, 29-й, блин. Я ваши суры топтал, ваши суры топтал. Ты вообще, у тебя вообще было... Ты клан что-то хуйню. Ты это кому? У него раздвоенные личности, братан, не обращай внимания. А ты что, тебе, бля, 48 лет, ты ведешь себя как Это ребенок. короче, у него дефект получился. Ты ведешь себя как ребенок, блядь. Ты ведешь себя как ребенок. Хайдетьян. Хайдетьян. Умер. Аузу биллахи минаш шайтани. Ислам, слышишь, ты зачем его добавил? Какой шайтан? Какой шайтан? Ты про какого? Про Мухаммада говоришь или про не, младший брат, что? Твой младший брат Локи. Про Даджальского? Да. Тоже наш брат. Смотри, мне интересно, что ты вообще вот в эфире делаешь? Какая цель? Дрочи. Ислам распространяет. Я не у тебя спрашиваю, грузинская блядина. Ты можешь молчать нахуй? Кому ты это сказал? Слушай, Ислам, что ты в эфире? Кому ты это сказал? Блядь, по-братски. Видишь, 3 шестерки, видишь? Вот так. Успокойся, микрофон выключи. Я не брат. Знаешь, 6 лет. Ты видел кубики? 6 видел? Это означает, Айше было 6. Ты понял? Называй меня папой. Сейчас посмотрю. Я сейчас к вам дрон выпустил. Один, держи дрон, один сейчас полетит. Клянись. Я сейчас только шайтанов выпустил, патрон Аллаха. Долбоёб. Ислам, что ты вообще, чего ты тут добиваешься в этом эфире, я не понимаю. Добиваешься? Добивайся, чтоб таких долбоёбов, мозги имел. Ты помнишь, с моим братом тут общался обедом? Злой даргинец. Кто? Кто твой брат? Злой даргинец. Долбоёб этот? Не, долбоёб твой пахан, который сосал. 100% долбоёб. Что там тебя, впихнули уже, да? Я тебя пихаю, бля, шалава ебала. Ты что, из страны съебалась, бля, думаешь? Выебываться можно? Ты что не увозишь? Шалка ебаная. Ты что, расстояние почувствовала, бля? Не матюкайся, тебя сколько лет он отдалил от рая? Ахи, не ведись. Мне 15 лет, ты ведешь себя как ребенок. Сколько лет дал ты себе? Нахуй иди отсюда. Расстояние почувствовал, ты понял? Расстояние почувствовал. Ему 15, а тебе 53. Расстояние почувствовал. Нет, он для меня уже взрослый. Бисмилlah. Борода выросла или нет? Кстати, что ты так? Это самое. Чтобы его не... Ну, это же можно же, по-другому тоже. Безбородый, безбородый 15-летний. Да, ты что, да, самый смак упустил ты. А играетесь в этот, приеду. Дагестан там. Я жду, чтобы мне 6 выпала. 1 выпал. Какая 6? Ну, в этом то, что кубики. Что за кубики? Да кубики бросаешь ты, братан. На свое окошко нажимаешь, там кубик есть. А вот все, 6 вышла. Реально есть кубик? Да. 53 года человек кубики бросает в ТикТоке. О, 6 есть. С вами, блядь, не только 6 было. Все. Не только кубики бросишь. 4. А вот 95. Я подниму истинного мусульманина, который на шамбальбе двигается, если он не испугается. Без мата может? Может. Это 95-25, знаешь? Нет, не знаю. Поднимайся.
А где ты видел, что мусульмане боялись подняться в эфир? Ну-ка поднимись 95-25. Покажи. Нет, ты маленький этот. Тебе пока нельзя сюда, ты маленький. Да, тебя еще растишку чуть-чуть. Да, длинные огурцы надо покушать, брат, короче, с финиками. Смотри, если хочешь, чтобы ты вырос бы быстро, тогда в очко себе засовывай их. Быстрее вырастешь. Брат, ты же не мусульман. Вот, видишь, истинный мусульманин поднялся. Я же говорю, Дух есть. Ассаламу алейкум, брат. Твой брат тоже. Видишь, два брата тоже. И откуда, брат? Есть такой чеченец Новчо из Швеции. Он говорит, что ты гомосексуалист. Это правда? Что? Про меня? Да, ты гомосексуалист? А что это такое? Ты пихаешь себе задний проход что-то? Только мусульман впихаю, брат. То есть ты гомосек, да? Окей, я понял. Спасибо за Ну, ответ. я пассивный. Ты пассивный гомосексуалист. Дякую, дуже дякую. Окей. Все? Все сказал? Все, вы поняли, братва? Он гомосексуалист. Влад 13. Не поняли? Влад 13. Слышь, короче, я взял нам билеты в эту Мекку, будем камнями бросать в эту стену. Камнями бросаться. Конечно, братан. Только мусульманок там впихнем. Будем еще зонтиками стрелять. Зонтиками стрелять тоже будем, братан. Там Аллах разрешает, брат. والله 13 حنانك اقدي يا بلد بيدرز. Алло, Нохчу, если ты чеченец, да не надо, короче, на чеченцев. Не надо, зачем ты это, я не позволю это, блин, это вообще ни в какую русло. На чеченском языке оскорблять все на том языке, которым он не понимает. Он не чеченец, брат. Да, как ты можешь оскорблять, мать? Аллах же тебя запрещает. Тем более чеченском вообще. Арват, хажла, элэ, тунтит эндастон, да, смешно. Пускай будет, и что, как бы что не было, какая разница? Вообще, дайалум хитов смешно. Я больше чеченец, чем они слушают. Ой, шадал адам дынянча, дайалум хитиш, маунота. وانتيت انا بنخبي ولورش بحث 95, я тебя на эту стену повешу и камнями разбросаю, понял? Муслим Шатуев, ты чистокровный чеченец. Абдулбаки Будулаев. А тит энхэлч инцест махольцена, аудалум шмадицена, вана тит эндаст. Чеченец. Какие вы, блядь, чеченцы, то... Вы даже это слово не имеете. Вы даже слова не имеете права. Вот такой, как ты даже слова не имеешь права говорить чеченец. Это позор. Он зубами за член отца должен ухватиться. Это позор. Не, он зубами. Позор. Зубы готовь, 95 зубы готовь и все. Зубы готовь. Алло, 29-й, алло, 29-й. Научили? Молодцы. Вот ты говоришь, что ты чеченец, правильно? 95-й. Да. Машалла, ты гордишься тем, что ты чеченец? Конечно. Я умираю от гордости. Все, зубы готовь свои. У тебя отец рядом с тобой стоит? Нет, у меня нет отца. Тебе. Он умер. Ладно, сосед есть, который приходил как молочный брат твоей маме? Нет. Нету такого тоже? Какие вы мусульмане? Смотри, ты пассивный гомосексуалист. Это тебя отец там, да? Напихал? Послушай, подожди. Оставь мое личное, оставь. У тебя есть отец? К сожалению, нет, он там уже. Он тебя делал, когда был жив? Делал. Смотрите, ребята, Л.А. является гомосексуалистом пассивного типа. Ребята, смотрите, внимательно смотрите. Он ненавидит ислам, потому что знает, что мы делаем. 95 ты про то говоришь, как Мухаммаду сзади Джибрилич пристраивался, да? Я обожаю. Мухаммад был мужчина. Благодарю за подарок. Мухаммад, саллаху алейкум, был чеченцем, если вы не знаете. Мухаммад был чеченцем. Поэтому покажите уважение, ребята. Проявите уважение к самому великому. Не только в интернете, Элла, покажи респект самому лучшему человеку мира.
show some respect, а? Покажу, если была бы камера. Ага. Давай, включи камеру. Покажи свое красивое лицо. Ой-ой, я боюсь, ну его нахуй. Потом вы меня найдете, отсосете у меня. Ну его нахуй, я не хочу так. Я только вашим сестрам покажу. И не только мое лицо, и моего слоника тоже. Это L13, ты грузин, да, вообще? Ну. Я альхамдулилля мусульманин, брат. Не, ну на по нации, долбоёб, бля. По нации я альхамдулилля мусульманин. А я твой нацию ебал, ну расскажи, я твой Грузию ебал. Нацию, слышишь меня? Слышишь? Ты маленький бородатый бачабази. Слышишь меня? Ты когда говоришь за национальность, рот субать иди свою, нахуй, когда я с тобой не открываешь, общаюсь, я пасть, с тобой когда не свою общаюсь. открываешь, огурец, я не буду с тобой огурца в рот. общаться. Ты понял меня? 3 огурца в рот. Да не буду общаться с тобой. Иди нахуй твой Коран ебал. Придурок, бля. Ага. Нация тут при чем вообще? Заходи, там аргумент приведи. Брат, не обращай внимания. Смотри, там, ну, смотри, с тем, тот человек, который оскорбляет всю нацию, ну, там смысла нету, там все уже стена, брат. По которой камнями надо бить и зонтиками стрелять. Там нету никакого смысла. Все, мать левоверных, я пошел молиться, короче. Пошел Бачабази буду звать. И этот бородач тоже там сидит. Подожди, у нас гости. Ассаламу алейкум, Леонора Ашурова. Ты мусульманка, сестра? Нет. В смысле нет? Подожди. В смысле нет? Докажи. Вот 95-й вор мусульманин. Альхамдулиллах. Надо исправить. Нет, говорит. Альхамдулиллах. Ты любишь нашего пророка, мир ему, все остальное взад? Нас спрашиваешь? У тебя. Терпеть ненавижу. Сказать, что его любить? Ты 100% яхудка ты? Приветствую всех. О, Палестину когда наши Приветствую. Ассаламу алейкум, ахи. Вассалят, винегрет, оливье, салат, цезарь, икра. Ахи мусульманин? 95-й вор. Вор на армянском это 5-я точка, знаешь? У него интернет плохой, написано там, одна палка. Серьезно я тебе говорю? Интернет плохой у него. Получается, очко в законе, да? Все петухи тут собрались? Машаллах. Или тут есть нормально? Ага. Ассаламу алейкум, брат, 95. 95, а ты гордишься тем, что ты вор? Я вообще... Ну, чтобы ты понимал, у меня к нему, к этому ребенку вообще никакой агрессии нет. Что ты говоришь? Чисто петухи сидят? Да вот ты зашел, братьев ищешь, что ли, своих? Нет, тут они не сидят, можешь выйти отсюда, если хочешь. Иди там других поищи, там, может, петухов найдешь своих братьев. 95-й ты Коран читаешь? Такая книга есть. 95, а ты гордишься тем, что ты Нет, вор? тут... Что тут происходит, скажите? Альхамдулилля, мы здесь... Смотри, брат, мы здесь открываем Коран, читаем суры, аяты, ищем в детских садах жен себе. Вот так как-то. Аллах Явбар. Подожди, вы жен себе Короче, сборище петухов, да. детских мужей, что ли? Ну да, в детский сад. Я вот сейчас меня ждут мои жены в детском саду. Одной 6 лет, второй 7 лет. Ах, когда им будет 9 лет, Дэвид? Скучные какие-то они стали, даже аргументы не приводят. А ты, брат, 95 вор, ты веришь, что мы на земле спина катаемся? На земле кита. Леонора. На спине кита катаемся, блин, даже говорил. Подожди, Леонора сказала, вы там в детских садах жен ищете, а мы что должны делать? Леонора, вы должны хорошо зарабатывать, открыть бизнес, стать богатыми, а потом найти себе молодого мужа. Понятно.
Спасибо. Мне лучше мужа не надо. Если я буду зарабатывать, зачем мне муж? Мой отец жив всегда. Чтобы его кормить. По сунне, чтобы пророком станет муж. Я мусульманка, мне это очень... Исправим, обязательно исправим. Мы тебя поймаем, обязательно приедем, приедем в наш исламский Израиль. В каждый дом придет ислам. Подождите, я худый, иншаллах. Каждый туалет войдет. Видите? Мы его, это самое, обнулили. Да, каждый унитаз, короче... Мы еще раз зайдем. Спустится, да. Каждый унитаз спустится. 95-й, да, блядь, скоро, что скоро? Слушай, блядь, вы какие дебилы. Я сейчас такое видео сниму, вы просто охренеете, мусульмане, вы как меня достали, да? Я всему миру докажу, что вы не мужчины, мусульмане. И вот я вот сейчас скоро пойду в мечеть, сделаю там намаз, с бейконом пойду, отвечаю, со свиной головой пойду. Каляку пригласите, как он в прошлый раз сделал, там надрезал сало над Кораном, вот его пригласите, пусть он еще раз делает. Локи, подарок хочешь, второй это будет. Д-95. Да, он вышел. Чеченцев, прости, мы тебя поймаем. По-моему, он троллит там, прикалывается, по-моему. Кто прикалывается? Давай, а ты еще не спал? Это 95. Я спал, проснулся. Да, скорее всего. Давай я тебе, Пумба, я тебе один раз подниму, последний раз кабан. Сейчас приду моей лолочке спа, сделают все, побреют. Я Пумбу подниму, кабанчика моего, не слишком не обижайте. Кабанчик, веди себя адекватно. Пумба. Дикий, зубы приготовь. Давай с тобой нормально пообщаемся. Дикий. Можешь? Братан, подожди, он какает. По профилю же видно, что он какает. Подожди на секунду. Блядь, это... Пумба грузится. Что с твоим лицом? Ты мусульманин, ахи? Да. А ты веришь, что мы на спине кита двигаемся? А кто вы? Аллах нам говорит в 68-й суре, 1 аяте, что мы двигаемся на спине кита. Локи, ты так много говоришь о ките, уже можно, я думаю, что ты веришь, что звезды Аллах звездами пуляет. Вы чеченцы? Да, я верю. Да, вот так, давай, бисмилля. Не понял, вы чеченцы, да? Веришь ты, да, чеченцы, нох чудо верза, веришь ты, что Аллах пуляет звездами шайтана? Ну, нужно прочитать, да, я не читал, брат. А на спине кита ты мне не ответил, так веришь ты или нет, что ты? То есть, если он прочитает, если прочитаешь, тогда поверишь, да? Возраст 65-4 читал, где Мухаммад никях, Аллах дозволяет никях маленьких девочек. Да, 3-месячных еще тоже. У кого менструальные не было. Не читал, честно сказать. А вообще Коран читал ты? Да, конечно. Сколько? 1 страницу, 2 страницы? Нет. Я заучил. На первое слово остановился, да, брат? Не понял. Читай во имя Господа твоего, и там остановился, да, читать? Нет. Вовремя остановился. Ногти? 95. С чего ты взял? Ты про свою маму говоришь, что ли? Да, прикинь, он внизу сидит. Маму, что она у тебя шлюха? Сочувствую. Что можно сказать? Сочувствуем. Да, сам. Слышишь, да, брат? Да, иншаллах. Давай, да, не пизди ты, откуда, скажи, где проживаешь? Что ты матюкаешься, пиздит Аллах на троне сидя. Они все эликсир смелости выпили и приходят. Вот, ребята, у меня один вопрос. Вот подростки, которые вот так
У них такая идеология в мусульманстве. Вы ни один лист не прочитали, но вы гордо верите в то, что вы даже не видели, не знали, не знакомы, никто вам не рассказывал. Вы чисто идете по шагам своих родителей. Вот ты не одну 95. Одну секунду, майстрана, привет. Ты понимаешь, это я давно оттопталась. И это по тебе и по твоему роду. Ты просто еще этого не понял. Дебил. Ох, Латрина Элей, как хорошо вас делает. Вот честно, я ему благодарна. Он вдоль и поперек вас имеет. Причем так хорошо имеет. Это просто честь ему и хвала. Кстати, где он? Здесь. Выпал? Да, только что выпал, может, сейчас поднимется. Сейчас я ему скину. Молиться, наверное, молиться. Наверное, этот обедничный, на мосте время, наверное, азан. Ребята заметили, да, подростки угрожают. Ты где живешь? Адрес давай, телефон давай. Ну, дали вам. Вы что, приехали? Что-то сделали. Я поражаюсь этим людям. А вы знаете, ребята, они деградируют. В исламе идет вот такая сильнейшая деградация. Давайте этого послушаем. Прическа классная. Гость. Да. Салам, Алексис. Кайфа алика, я ахи. Алхамдулилlah. Алхамдулилlah. Как там, не укачивает, ахи, на спине кита? Нормально чувствуешь себя? Я не на спине кита. В смысле, нет? Ты что, не мусульманин? Мусульманин, кит причем здесь? Ну, Аллах говорит, что на спине кита. Аллах вам написал, что земля стоит на спине кита. Вы даже элементарных вещей не знаете. Не знаю, да? Откуда вы это взяли? Откуда вы это Корана, 68 сура, 1 аят. Вы фейковые мусульмане. Я проверю обязательно. Ну, допустим, так было написано. Ну, так не было написано, вот так написано. Да, мне кого слушать? Вы с друг другом разговариваете, мне кого слушать? О, давай говори, да. Давай, вот, хорошо ну, тогда. В чем вопрос? Еще скажи. Давай. Хорошо, давай тогда другой вопрос тогда. Ну, не укачивает, нет, нормально себя чувствуешь, хотел понять. Нет, не укачивает. Алхамдулилlah, это самое главное. А ты, брат, видел затмение Солнца и Луны? Наблюдал? Нет, ни разу еще. Не доводилось. Ни разу? Нет, в смысле не доводилось. Тебе больше 20 ехал, ну, в смысле, каждые 4-5 лет, года, короче, это происходит. Как ты не видел? Ну, вот так не доводилось мне видеть. 2 года назад же было. Ну, 3 года назад было, да, последний раз. Ну, я же тебе говорю, не видел. А прикинь, Аллах в 36 суре, 40 аяте говорит, что такого быть не может. Ну, я проверю обязательно. Да. У тебя акцент... на Малике, как ты думаешь? У тебя акцент чеченский. Да, я чеченец. Ты не мусульманин? Иншаллах, мусульманин. А почему у тебя такие претензии, как будто ты еврей? Нет, ну я спрашиваю, потому что надоели все, кто не знают, спорят, с штыками заходят, короче, знаешь, спорить. Я изучать, чтобы люди изучали ислам. А ты знал, что Аллах нам дозволяет никахать маленьких девушек, которых возраст менструации еще не настиг? Ты знал, Ахи? Как наш пророк нам пример дал, Мирьяму в возрасте 53 года, 9-летнюю Айшу никах сделал в ее доме. Знал Ислам, ты услышал его строчки, да, что он говорит? Что ты разговариваешь как еврей? Да, я как Мухаммад разговариваю, как пророк. Подожди, я скажу. Вот ты говоришь, там, на Айше, на 6-летней, там, на 9-летней женился. На 9-летней. Получается, да нет, Аллах нам в Коране аяте 65 сура. Ну, в Коране аяте 65 сура, 4 аят. Ну, в Торе тоже написано то, чтобы
Девочки можно Ну, она тоже от делать Аллаха. половой Ну, акт, она тоже от Аллаха. достигнувший А Тора от возраста кого? 3 лет. Подожди, а Тора от кого? Напомни, пожалуйста. Какая разница от кого? В смысле, какая разница? Напомни мне, от кого Пушкина, Тору? наверное, Кто не да? спасал? Подождите, пожалуйста, подождите. Кто не спасал Тору? Моисей. Моисей, кто не спасал Тору? Кто ему дал Тору? Подожди. Подожди, моя страна, дай ему поговорить. А Тора не была изменена? Нет, в смысле, у тебя аят в Коране есть, что одно место приведи мне, хадис или аят, что Тора или Библия искажена. Я тебя слушаю. Ты что, угадаешь, что ли? Ты сейчас, кто не спасал Тору, скажи мне. Не уходи, не уходи. Кто не спасал Тору? Ответь, подожди. Кто не спасал, я говорю. Никому не спаслан, а кто не спаслал? Пускай посмотрит, какая проблема. Пускай смотрит. Да. Кто? Аллах же не спасал Коран, а Тору кто не спасал? Скажи мне, ответь, пожалуйста, мангуст. Он в гугле ковыряется, подожди. Так Моисей был мусульманином. Аят ему приведу тоже, если он хочет. Еще один умник. Аят Корана есть, конечно, есть. Нет, я не шучу, аят Корана есть. Сейчас, подожди, аят Корана приведу. Не, брат, Моисей мусульманин. Я знаю. Без шуток. Он что говорит? Ну-ка, скажи мне, напомни мне, мангус, кто не спасал Моисею Тору? Кто это ему не спасал? Кто ему дал Тору? Всевышний. Какой? Аллах? Неправильно говорит. Всевышний Аллах. Аллах. Да. Вот я уточнил. Всевышний Теперь Аллах. опять мне. Повтори свой до этого вопрос. Что Аллах, ты говоришь, там Торе разрешает Аллах, что Аллах разрешает, скажи мне. Повтори теперь. Не Аллах разрешает, а евреи. У евреев так принято. Какой еврей? Так Аллах же не спасал Тору, алло. Благодарю, спасибо. Евреи изменили Тору. Ну кто не спасал Тору? Ты что, Юли, что ты позоришь? Ты осуждаешь Аллаха? Ты осуждаешь Аллаха? Тору евреи не исказили. Тору евреи не исказили. Она с 7 века есть, 5 века до нашей эры есть кумранские свитки, есть Септуагинта. Переведена Тора в 5 веке до нашей эры на греческий. Как она была тогда, ни слова там не менялось. Так она и сегодня. Тору евреи не искажали. Евреи просто написали Талмуд. Чем больше вы будете в исламе, тем тупее вы будете. Вот мой тебе совет, беги оттуда. Это что было? Он вообще говорил, что в Торе есть до этого. Ребекка 3 речь года. была? Как всегда, одна и та же риторика. Ребекка 3 года нету в Торе. Что ты несешь? Но это не это я говорил. Я говорил то, что у евреев было принято то, чтобы достигнувшей 3 лет девочка может быть половой акт делать. Нет, конечно. Ты знаешь, у меня такое Откуда ты впечатление, это что взял? Мухаммад всех вас сделал, честное слово. Он про Вы Ревекку все на одно говорит. лицо. Так Ревекки не было, сколько лет было, неизвестно. Что еще раз? Сколько было Ревекки, неизвестно, но она называется Нара, то есть девушка уже, достигшая возраста брака. Ну, Сколько этот возраст у евреев 3 года было. До... Откуда ты это взял? Века, Не если было. не ошибаюсь, до 5. Вот, мангуст, я еле себя сдерживаю, чтобы тебе не нахамить, честное слово. Можно сказать? Да можете не сдерживаться. Говори, Винни. По законам Галахи, если я не ошибаюсь, поправьте, евреи же тут есть, по Галахи до 5 века действительно
могли брать в жены девушек, которые прошли там 12 лет могло быть. Могли их взять в жены. Но ты понимаешь, это 5 век, другие абсолютно времена. И это не делали пророки, понимаешь? В чем проблема? Это не пример для подражания. Да ты у компьютера сидишь, в этом информацию смотришь. Ты у меня? Ты это мне говоришь? Не. Мангус, скажи, пожалуйста, ты из Дагестана или из Чечни? Брат, выключи, пожалуйста. У русских флешбеки сейчас пойдут. Выключи, пожалуйста. Какая молитва пошла? Альхамдулилля. Скажи, пожалуйста, ты из Дагестана или из Чечни? Ты откуда, Да, Мангус? это вас не касается, откуда? Ну вот по этим словам я уже узнаю, что ты с дагестанца. Слушай сюда, вы все Ты такие... с Израиля, да? Вы все такие... С этого кладбища. Хорошо, Вот скажи мне, в поэтому чем сила? В чем сила Израиля? Сила в Боге у нас, в умах наших. А Какой Бог? вы закончите очень плохо. Какой красивый. Ох, какой красивый пошел, а? Давай еще. Я его сегодня доведу, я сегодня на взводе. Мангус. Машалла, как красиво. Мангус, ты же дагестанец. Расскажи, как у тебя пришел ислам. Расскажи, пожалуйста. Мы послушаем. Я не знаю. Давай, даже вот ты с откуда этого сам? начинай. Нет, Какой блядь, ты, я блядь? не знаю, о чем мне, блядь, из себя умного строишь. Я же не вы, блядь, я же не вы, блядь, я же не вы. Я же не вы, который аят придумываете. Зачем ты идешь на дискуссию, не зная ничего? Ну зачем? Ты в школе учился? Ну а что мне придумывать, что Ты ли, 2 как вы, плюс блядь, 2 аяты знаешь? придумывали, блядь. 2 умножить на 3 знаешь? Бисмилля. Алхамдулилля, как красиво. Так Мухаммад и молился. Так Мухаммад и молился. Вот. Понял? А не то, что... И почему, интересно, именно в мусульманские задницы муха залетает? Ты можешь мне этот аят или суру рассказать, Хадис, что там, хадис. почему именно... Где Хадис, муха да, залетает сухой, Да. залетает в 5-ю точку, Мокрой. улетает сухой, омовение Мокрой. не портится. Сухой, если Да. улетает, то омовение не портится. Мгм. А ну расскажи. Я Вот предполагаю, понимаешь, где Ислам? это было сказано. Я предполагаю, это, наверное, после той ночи с Альджут, похождение, обслуживание племени Альджут, наверное. Охереть можно. Почему не комар? Шейка долбоебу собралась. Ислам, почему Ну, не комар? блядь, ну ты с пора Сабида со своих родителей сначала в этой печи, блядь. Ислам, И а они почему не помнили, да комар? давай иди нахуй, блядь. А почему именно муха, а не комар? Вот интересно. Муха, блядь, тебе так мухи нравятся, что ли, или что, я понять не могу. Может, у тебя, тебя блядь, зачали с написано, не у помощью меня. мухи, блядь, понять не могу. Так это просто, у блядь. тебя Что ты написано, зациклила на не у этих меня. насекомых, блядь? Ты сейчас здесь, блядь, что, насекомых, животный мир сейчас будешь, блядь, Я изучать, сегодня на блядь, или чё? взводе, я сегодня стольких мусульман отымела, Да что ты, ты, блядь, ты- наверное, будешь последний. Привет, Я Винни. тебе говорю. Как тебе дела? Ой, блин, Здорово. просто... Да, он не мусульманин. Он же не А мусульманин. что тут происходит? Можете объяснить? Точно муха Подожди. Подожди. У меня тут проблема есть одна. Вот у меня вот я сейчас мне вот дотукала эта жизнь. Вот как меня могли лишить, бля, того наслаждения, которое я мог получать всю жизнь, бля. Меня взяли, обрезали. У меня сейчас там как, бля, напильник он здесь, бля. Ничего не Соболезную, чувствую. брат. Это что за Вот эту проблему надо мне... Что за признание, Яма? Разочаровывай меня. О чем ты говоришь? Ну, как напильник стал, да, он везде протерся, весь в мозолях, блядь. Я не чувствую ничего, блядь. А так была бы кожа, она бы
Там же чувствительность лучше же бывает, когда кожа бывает. В кобуре находился бы, да? В кобуре находился бы. Нож без кобура оставили, да? Прикинь, да, Орловский, это всю жизнь я вот живу, да, блядь, и, бля, меня лишили вот этого кайфа же. Яма, это ты из-за этого из ислама вышел? По этой причине? Нет, я обратно зашел. Обратно? Орловский, это ты или нет? Да кожу уже Да, не вернешь все да, равно, да. да? Типа чехол в кобуру уже не найти все равно, да? Подожди, это... Локи, стой, подожди. Да. Орловский, Да, тебя в Нарсиаду взяли уже, запрос сделай, я тебя приму. Хорошо. Тебя в списках нету. Не, Нарсиада-то понятно, но вот эта тема, прикинь, да, вот сейчас уже к концу своей жизни я осознаю, что всю свою жизнь прожил и не почувствовал то наслаждение, что чувствуют вот те, у которых нет обрезания, прикинь. Прикинь, да, это какая проблема. Яма, при всем моем уважении и соболезновании к тому, что вы потеряли, мы же не медпункт. Не, ну вот эту вещь надо же развить, чтобы они дальше это не продолжали. Они, Добрый вечер. Можно все, что... Это мусульмане, это мусульмане, они непробиваемые, вы это не остановите. Уважаемые женщины, секунду. Евнухом меня сделали, они, блин. Секунду, Евнух, подожди, Евнух. Можно ответить человеку, который говорит про 3 года Талмуд от слов Ребекки? Я понимаю, откуда это идет. Оправдать педофилию в исламе и педофила Мухаммеда так не получится. Объясню почему. У нас в Писании указано четко, что в 3 года можно договариваться о будущем браке. Давай, да, сейчас не оправдывай. Это я тебе, Каждый будет сейчас свое писание оправдывать. Не надо кого оправдывать. Слушай, у нас нет педофилии. И наших пророков народ Аль-Джуда не трахал. Подожди секунду. Подожди секунду. У меня больше... У меня серьезные проблемы у меня. Я тебе серьезную проблему, подожди, ведущий, дайте все-таки сказать всем этим людям. Да, еще раз. У нас это подтверждается еще тем, что когда сказали, что приехали сватать на Ара Ребекку, она была на Ара. Да, всем похуй на твою Ребекку, твою мать ебали, и ты вообще пидор. Ну, вот видите, кто-то ругается. Ну, хорошо. Ребекка, да? Это мусульманка, подожди, это тут мусульманка, она просирает сунну педофила. Ты Айша на Айшу тянешь что-то, короче. Ты что, зря, это что? Ребята, выкиньте ее, это... Тебя что, выпустили, да? Мне 18. Да, это ребенок. Тебя что, 4-й взяли или что, я не понял? Да, 4-й женой Мухаммеда. Иди тогда. Так он же пидорас был, Мухаммед, его в жопу ебали, народ Аль-Джуд. Все. Тебя нехуй тоже в жопу ебали, долбоёб, блядь. Да, все, подожди, тоже выпущу, слушаю, а то за ваши маты, Да, за эти маты, короче. Ну, за эти слова, Мангуш, тебе тоже осторожно будь. На 70 лет ты, короче, отошел от рая. Тебя Аллах отодвинул от рая на 70 лет, Мангус. Да, ты этот рай даже видеть не будешь. Тебе обрезание на язык еще вы не делали? Да ты тихо будь, блядь. Вы этот рай даже видеть не будете. Ахишка, тебе обрезание на язык еще не делали? Может, попробуем? Себе на голову сделай обрезание. Скальп сними, блядь, себе. Мы жили среди этих животных. Можно вопрос? Среди этих животных мы жили. Можно вопрос? Вы же пришли к палестинцам, блядь, как беженцы, блядь. Да ты что, серьезно? Да, ну изучай историю. Ахишка, я изучаю историю. Я тебе твою историю хочешь расскажу, Ахишка? Мартышка, хочешь? Да, расскажи историю, как ты там в печи дочек потерялась. Как они могут приехать туда и как их могут принять палестинцы, если они там живут 3000 лет? Что ты несешь? Изучай историю, говорит еще, блин. Свою религию хотя бы изучать, да истории тебе далеко. У тебя в Коране Аллах говорит. Да я разберусь, блядь.
Я разве Когда ты Моисей жил, вы себя знаешь? мусульманами считаете, вот этот ислам говорит, он мусульманин. Когда блядь. Моисей жил, знаешь, спрашивают тебя. В каком году жил Моисей, знаешь? Не знаю. Муса, твой пророк, Муса. Не знаешь? Не знаю. Ну, примерно 1500 лет до нашей эры. Как это далеко? Сколько сейчас время прошло, знаешь? Достаточно. 3500 лет. Евреи там живут, сам Аллах там поселил евреев 3500 лет назад. Ты что несешь? Пришли туда, вас приняли. Что ты вообще несешь? Ты Аллаху не веришь, что ли? Непонятных написал, что эта земля еврейская. Даже в Коране это написано. Вы невежды. Сейчас чехол хочу заказать, вот, и крем какой-нибудь посоветуйте, да, мне, чтобы там чувствительно стало. Хорошего посоветую. Он тебе этот самый пластмассовый туда этот муляж присобачит. А туда эту кожу обратно нашить нельзя там? И кожу пришьют, и Свининую кожу можно, свининая кожа подходит. Да, человеческая свинина самая близкая. По своему А в каком году вообще Израиль появился? Как будто у тебя уши нормально работают. Это... Не, ну вы это ответьте, блядь, ответьте. 1000 лет до нашей эры с лишним будет. 1948 вроде. Что такое эра наша? Он еще Правильно, этого не знает. 1948. Поэтому он не понимает, что ты говоришь. Что такое эра Хармат? Нет, в 1948 она появилась как современное государство. А так, царство Израиль, она 3000 лет назад основана. Да какое царство Израиль, блядь? Ты там был, что ли? Имеет в виду царство про государство. Израиль? В смысле ты там был, блин? У меня прямом есть тебе источники смысле говорю, соседние. блин. Так я тебе отвечаю в прямом смысле. У нас есть глиняная печать, слепок печати царя Израиля, Езекии. У нас есть описание египетских вот этих стеллах, упоминание Израиля, 1500 лет до нашей эры. Там же народы, цивилизации первые жили. У них есть источники, у них есть книжки, письменности оставленные на камнях, в пирамидах. Так чуть-чуть вопрос поизучить. Более этого, если я не знаю, я с тобой, мне приходится с мусульманами всегда разговаривать, как с атеистом, блин. Тебе это все даже не нужно, у тебя прямо в Коране это Аллах говорит. Муса вывел народ из Египта, поселил их в этом месте. Они там повоевали по приказу Аллаха, отвоевали эту землю. 1500 лет. 1500 лет до нашей эры, то есть 3500 лет назад, во времена Моисея, они вместе поселились в этой земле. И с тех пор Аллах даровал эту землю сынам Израиля. То есть сынам Якова, 12 коленам, которые происходят от сыновей 12 Якова. Он им отдал Аллах эту землю. Можно я Мангусту вопрос задам? Ахишка, Мангуст, ты меня слышишь? Мангуст. Он же умер. Алло, да. Ты меня слышишь, да? А ты кто по нации? Да, разрешаю тебе вопрос задавай. Да угомонись. Кто ты по нации? Какая разница, кто я по нации? Ну, в чем твой вопрос? В чем твой вопрос? От того, как ты мне ответишь, потом я сформирую тебе вопрос. Кто ты по нации? Даргинец. Или кумык, или не знаю, лакец, может быть, даже. Не, он даргинец. Аварец. Позор твоей нации. Мангус, Блядь, говорит, вопрос задам, позор твоей нации. Да, Мангус, абихали, вот мунгибули, интересно, Никто Я парниковый. Нацию не трогала, вот он сам ее позорит, ребята. Смотри, Ну, трогайте его Мангус, нацию, посмотри. не трогайте ничего. Да не трогаем мы, смотри. Вот ты говоришь, евреи туда пошли. А евреи. кто А ты это знаешь, говорит, евреи на Кавказ пришли. тот будет со мной Смотри, иметь дело. Мангуст,
Ахишка, евреи на Кавказ пришли не переводи. 2500 Я не понял, в лет чем твой назад. вопрос, бля. Вот слушай, я с тобой же пытаюсь общаться. Евреи на Кавказ пришли 2500 лет назад. Вот еще некоторых народностей в Дагестане даже еще не намечались, когда евреи жили там, где сейчас ты живешь. Понимаешь? Их даже в проекте не намечалось. Поэтому прежде чем что-либо говорить, подумай. Я ясно? Вопрос Аяма, адрес врача не дам, будешь много разговаривать, честное слово. Не, я ему говорю, что аварцы тоже есть евреи. Мало таких же. Не, много фалял, але дунгю дирги бу яхуда зуби дидажани. Это те, которые заставили принять ислам насильно, да, есть. Прикинь, да, блин. Не, ну у меня вот сейчас вот в данный момент вот острая проблема. Вот, я не знаю, вот как мне вот сейчас быть. Может мне операцию сделать или что сделать вообще? Типа обрезание? Или знаете, или что? Или какое-нибудь заявление написать. Заявление можно написать, что вот маленьким детям они Там, обрезают, наверное, там. по твоему рассказу не обрезание, а отрезание было, наверное. Кастрацию тебе сделали. Я просто в интернете почитал, короче, я изучил эту тему, короче. Ну, какая вот, если так прикинуть, да, вот мозолистая рука и такая нежная рука. У кого чувствительность больше? Конечно, у этой без мозоли. А у нас это, блин, прикинь, да, какая проблема это. Это вообще жесткая проблема здесь. Ты можешь правду рассказать, Яма? Может, ты в гарем собирался кастратом быть, и тебя это самое перестарались, а в гарем не взяли. Это смотри, что получается. Это получается, что ты на 50% евнух, блин. И ты не чувствуешь того, что ты должен чувствовать. И, естественно, если ты это не почувствовал, и ты этого не хочешь, получается. Глобальная проблема, слушай. Конкретно. Ну да. Причем. Не надо что-то, какую-то мазь или крем намазать, чтобы там что-то стало. Случилось? Способов много. Яма, что случилось? Сейчас мне неудобно, тут девушки тоже есть, я как-то не по-кавказски это. Вот. Лучше к врачу тогда сходить. Ну да, у меня же обрезание сделали. Получается, если обрезание сделали, это оголилось, и она там трется везде, понял? И она, короче, мозоли там тут, короче, натерли, как напильник стало здесь. Ну да, такое бывает у тех, кто обрезание делает. Так и как это выглядит? Солидолом, смажь солидолом. Да, случайно вот так даже рукой... Прикинь, если вот так случайно рукой заденешь, руку царапает здесь. Расцарапанные, да, брат, все? Ты вчера по кустам лазил, подожди, Яма, шишек набрал, нет, ты проверь, от чего у тебя корябаются руки. Да не прикалывайтесь, блин, вы над горем. Он не один такой. Над горем миллионы людей насмехаетесь. Мы пытаемся просто сгладить углы. Пытаемся практически... Откровенности будут, сглаживаем углы, говорят. Если меня спросили бы, отвечаю, я не разрешил бы, блин. Прикинь, да, это какая несправедливость. Блин. Что, не спросили тебя? Ты же уже был... Прикинь, у нас на повторный короче, шанса даже нету больше. Прикинь? Да, прикинь, у евреев нету повторного шанса. Там 7 дней родился сразу. А подожди, у мусульман... Да вы-то понятно уже привыкли там 1000 лет этим занимаетесь. А тут ты уже взрослый, Яма, был. Сколько тебе было? Лет 10-12, нет? 10 лет, год, может быть. Все равно, ты чего не успел там? 9, 6, 7 лет. Ну да, ничего не успел. 5 лет. Не, ну это же проблема, смех смехом. Конечно, блин, конечно. Я полностью согласен с тобой, брат.
Такую проблему надо в стендап идти. Вот рассказывай, там вообще весело будет. Молчи ты замолчи. Можно вопрос? У меня вот в силу своих интеллектуальных способностей низких у меня вопрос возникает. Почему вот по исламу типа вот есть мужское обрезание, почему женского нету? Это как раз таки вы прям по адресу пришли, девочка. Вы прям по адресу пришли. Расскажите, мне правда интересно. Ну, Айша была обрезана. Мухаммед рекомендовал, у них там женщина была специально, повитуха, которая делала обрезание. Да, народы принимал, я знаю. И да, обрезание тоже. Да, и обрезание делала она. А в чем Мухаммед рекомендовал. Ладно. Не сильно режь. В чем фишка, да, это объясняет очень хорошо великий шейхуль ислам Ибн Таймия. Обрезание, у него спросили, должна ли обходить женщина обрезание. Он сказал, обязательно да, потому что тогда ее влечение к мужчине становится мягче, чтобы она не стала шлюхой. По причине этого он сказал, среди женщин татар, то есть тюрков, и франков, то есть европейцев, много разврата, чем у мусульман. Поэтому обязательно должна проходить обрезание. Похожую на гребень петуха, вот эту шнягу надо удалить, короче, Щавель удалять надо, окей. Ладно, займусь. Могу вопрос задать? Алло, меня слышно? Насколько я знаю, этим сейчас не занимаются. Занимаются. Сейчас там русский блогер один там зачастую это бывают русские идиоты, там пару человек идиотов, короче, по Африке ездят, там снимают целый блогер, можешь посмотреть в Инстаграме. Типа он рассказывает, там, давайте поможем, они делают обрезание своим женщинам, это ж по исламу запрещено. Те говорят ему в лицо, блин, у нас в религии так. Мы каждое делаем. Это позор, если не обрезана женщина. Этот сидит, спорит с ними, такой идиотским своим этим лицом, блин. По исламу это запрещено. Откуда ты знаешь, Иван, что такое в исламе, разрешено или запрещено? Просто, блин, я с этих людей с ума схожу, блин. Хотел бы вопрос задать. Вот видел, куда мужчины в исламе в рай попадают, а женщины куда? Женщины тоже туда же. Ну, у них там свое, то есть у них там мужчины, получается, будут вместо женщин, ну, которые будут их любить. Ну, если послушать Закира Найка, то он говорит, гендер, слово гури в Коране не определен, поэтому как бы женщины получат то же, что и мужчины, короче, типа девственников. Я не знаю, как это интерпретировать. Там сказано, что на берегах райских рек мусульмане будут заниматься рассечением девственной плевы. Потом 70 лет они настолько, короче, увлекутся этим, что 70 лет пролетят как очень быстро. И когда они встанут с них, Аллах опять, короче, зашьет их, они станут снова девственницами. Так получается, у женщин тоже они 70 лет будут кататься, встанут с этого гурица, а потом он снова станет девственником или что, я тоже не могу понять. Тупой, блядь, Найк, блин. Он же в контексте, там же, блин, там же в контексте говорится, блин. Да, большегрудые, блин. Большегрудые, черноокие девственницы. Этот идиот говорит. После 70 лет вот этой скачки, получается, дальше они с Богом встречаются? Руслан, что с тобой? Пышногрудые, блин, прикинь, так. Видно, кому-то пышногрудые нравились. А что, если мне не нравится пышногрудые, мне нравится с маленькими грудями. И смириться надо. Смириться. Я что должен, блин, с пышногрудыми, что ли, там? А тебе нравятся малогрудые? А можно вопрос все-таки вернуться к обрезанию, к теме вот этой вот? По-моему, же в Африке там наоборот у них есть такая хуйня, что они наоборот зашивают прям полностью. Без мата. Ой, извините, Без мата. полностью ваджайну, короче, зашивают, и там мужчине нужно раскрыть типа как персик. Я где-то такое в ТикТоке слышала, это правда?
Насчет этого я не знаю, может быть, там разные есть традиции, блин, я не знаю насчет этого. В исламе такого нету. Там в исламе есть только обрезание женщины. Защиты нет. Не, ну может быть, почему там же много племен вообще древних, очень древних племен. Ну да, конечно, может быть, конечно. Там столько диких традиций. У меня теперь еще один вопрос созрел. Ну вот, я, основываясь сейчас на Османскую империю, типа на правление Сулеймана, у меня вопрос такой, вот почему тогда, получается, когда вообще евнухи во дворец попадали, то есть они в основном попадали насильно, то есть типа их насильно чаще всего обрезали, и Хороший вопрос. да, и почему вот это все происходило насильно, а не от чувства того, что они принадлежат Аллаху, там, как Богу, Вселенной, ну и т.д. Ну, у Мухаммеда у самого тоже был евнух. Правда, потом ему, кто-то пустил слух, что он переспал с его наложницей. И этот идиот сразу, отправил человека, своего двоюродного брата Али, отрубить ему голову. Тот приходит, подает ему руку. Тот купался в колодце в это время. Али приходит, подает ему руку. И, выводит его из колодца. И видит, что у него нет полового органа. Потом возвращается и говорит Магомеду: посланник Аллаха, у него нет полового органа. И все, сказка кончается, Есть такое, можно делать в исламе. Мне тогда назревает следующий вопрос. То есть вообще, и получается, вот исламские, получается, правители, они могли обращаться к евнухам, то есть с целью ублажения. То есть где-то в истории, по-моему, был момент как раз-таки с Сулейманом вот этим вот великим, что после смерти его жены, вот там это, почти что... получила статус хасеки, что он обращался к евнухам, потому что распустил свой гарем. Бачи-бази, знаешь, что такое? Не. Там почти что каждый халиф был этим геем. Почти что каждый. Ну ладно, по-пацански. Правитель почти что. Да. Настоящие мужчины. Воины Аллаха. Львы Аллаха. Не львы Аллаха, а прайд Аллаха. Прайд Аллаха. Настоящая мужская дружба. А что там, 4 свидетеля видели, да, как он шпилил его жену? Или что, как там было вообще? Там же надо увидеть, что он там... 4 человека должны увидеть. А? Дело в том, что он эту шнягу придумал для знатных. А это раб, понял? Это вообще ничтожество. Приказал сразу убить, завалить его. Понял? Ну, так, да, он разрулил, Да, это раб, все равно. Там, если какой-то из какого-то племени, там же племенной строй был очень сильно развит. И там уже вопросы возникли бы, уже вражда была бы с одним племенем. Поэтому он придумал, там целых 4 свидетеля нужны. А тут раб, евнух, подаренный он какой-то египетский. Услышал, решил вопрос, сразу замять. Какие свидетели, ничего не нужно. Закон, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, Классика. Видно того сподвижника, тот сподвижник, помнишь ты, который зашел, увидел свою жену в постели с другим, пришел с ней к пророку, видно, она тоже, наверное, со знатного общества была, поэтому он, наоборот, сподвижника хотел наказать, да? 100 палками, блин. 100%. Блин, Ну вот, кстати, вот по исламским судам же что нужны 4 свидетеля, дабы запалить измену. У меня тогда вопрос возникает. Допустим, мужик богатый, и он хочет развестись с женой, чтобы вторую себе жену взять молодую, да? И то есть он говорит, вот она, мне изменила с соседом, я нашел 4 свидетелей, они тоже, соседи, они все видели в окошко. Где они есть были вариант проще, коляк 3 раза говоришь, и все. Не, я просто к тому, что, он же их мог подкупить, то есть, как тогда верить?
Ты, Куфарка, тебе не понять. Маршал, Фармат, приветствую всех. Вопрос был такой про вот как раз вот этих 4 свидетелей. Это же после Айши их 4 стало обязательно, правильно же было? Там Айшу видели 3, и после этого Мухаммед удалился и вернулся вот с этим. Че удалился? Пошел, поспал, решил так. Что-то я пока не готов жену свою терять, любимую. Вот, добавим еще одного свидетеля. Нет, все. Прилег так. И еще Фармат, когда там пришел аят или этот был запрет в хадисах, не помню, о мужеложстве. Муха же кого-то выгнал из дома, какого-то парня. Было такое или я что-то путаю? Да, было. Рисот, а вы Калякинский? Я? Да. А я не Рисут, как вы, прочитали тогда к Рисуту? Ну какая разница? Ну. Рисит. А почему я Калякинский? У меня просто вопросы. Я не утверждение, это не утверждение. Нет, это я вас спрашиваю, почему вы так думаете, а не то, что вы утверждаете. Я вопрос задала. Да, нет, все. Какая разница? В смысле? Мне интересно. Потому что у него молодая паства вся. Вот его вся эта самая тусовка, вот такие. Так наоборот, круто же, что молодежь интересует такими вопросами. Я не даю оценку, я спросила. А оценку? Вы дали ей оценку. Вы уже дали ей оценку. Я не утверждала, я задала вопрос. Никому-то оценок не давала. Ну так вы со своими убеждениями вопрос задали. Господи, ребята, чего вы такие душные, а? Я просто спросила. Да, нет, в чем проблема? Тише. Что значит тише? Ну, тише. У тебя проблема с ответом? Ну, в смысле? Все. Так это, блядь, тупой. Это тупой вопрос. С тобой все ясно. Ассаламу алейкум. Ахи зашел к нам. Ну, ясно так, Сын, ясно. Прометей, слышишь? У меня вопрос к тебе. 2 вопроса коротких. Прометей. Слышь, задавай, он слышит, задавай. Да, слышу. Хорошо, у меня 2 коротких вопроса. В первую очередь, ты себя как христианин преподносишь или как язычник? Он раз это просто... Ну, обычно как деист. Потому что, эти подробности большинству людей непонятны. Ну, ты родновер или просто вот, чтобы обозначить позицию свою? Ну, я деист. То есть ты веришь, что есть Бог? Нету религии у него, он просто верит в Бога по-своему. Да. У меня просто вопрос был, появилось такое ощущение, что ты вот родновер, что за родноверство топишь. Вот у меня вот появился вопрос по этой теме. Вот если ты, например, хочешь, чтобы в Чечне было родноверство, как ты собираешься это устанавливать, если у нас нету твердой базы, чтобы установить, грубо говоря, базовые принципы родноверия? Если ты за них топишь. Если не топишь, то вопрос к тебе не относится. Да, это не ислам, чтобы ее устанавливать. Она есть у людей в крови. Да, это вера, я его устанавливать не собираюсь. Я, в принципе, вообще ничего нигде устанавливать не собираюсь. Я просто мыслитель. Я доношу до людей в разные моменты. И если им надо, пусть выберут лучшее. Если не надо, пускай идут в свой обрыв, как всегда. Нет проблем, смотри. Теперь у меня второй вопрос. Я клянусь, я без никаких контекстов, без ничего не задаю. Вот смотри, вот ты говоришь, что мы должны соблюдать наш культурный кодекс, вот чеченцы, у нас должен быть рыллак, куллак, кунахалла и так далее. Вот ты занимаешься своей деятельностью. В процессе этой деятельности происходят всякие разные моменты. Бывает, кто-то кого-то оскорбляет, кто-то кого-то унижает и так далее, и так далее. Ты сам понимаешь, о чем я. И ты знаешь, что у тебя вот твоя мать, уважаемая женщина, она живет, ей очень неприятно на такие моменты смотреть. Вот как ты эту ситуацию можешь описать?
со своей точки зрения. Вот, ну, она же... В смысле, например, у меня нету ни матери, ни отца, у меня нету родителей давным-давно. И вообще все родственники от меня отказались. Хорошо. Тогда вопросов к тебе ноль. Хорошо, тогда, не знаю, приятного вечера, такого желать особо не хочу, короче, до свидания. До свидания. Спасибо за ответ. У меня вопрос. А почему ты не хочешь приятного вечера желать? Что так? Как будто оно будет приятным из-за того, что он пожелал. Леонора, так вы сидите, мою религию оскорбляете, мою культуру. Я не знаю, я не хочу... Кто оскорбляет твою религию? Кто оскорбляет твою религию? Про твою религию. Во-первых, это не твоя религия, а религия арабов. Во-вторых, если она вот такая вот грязная, что она тебя оскорбляет, то проблема в тебе. Оставь грязную религию оскорбленную и принимай себе нормальную религию, которая не будет тебя оскорблять. Твою религию никто не оскорбляет. Про твою религию Ну тогда что ты говоришь, вы оскорбляете мою религию? Мы не оскорбляем твою религию. Прометей, а доносим ее такой, какая она есть. У кого там музыка? Я прекрасно понимаю, что ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Прометей, ты говоришь вещи, которые ни к исламу, ни к каким-то понятиям не относятся. Ты говоришь, что это религия приведи арабов. пример. Хотя самые вот такие известные личности в исламе, они в основном не арабы были, что интересно. И что? Ты говоришь, это религия арабов. Если бы религия арабов была, то вот эти бы личности, они в этом бы обществе вообще не воспринимались. Говорили Так бы, она придумана арабами и принадлежит им, как и халифат. Из-за того, что какой-то инородный аджам второсортный шестерил на них, это не отменяет того, что это арабская религия. Ихняя собственность. Скажи мне, Да, пожалуйста, арабское вот правление. можно я ему задам вопрос? Ты вообще Леонора, слушаю. с арабами общался? Ты знаешь, как они о вас отзываются? Ты знаешь, как они отзываются? Не мусульмане, Отлично как не отзываются. арабские. Я не знаю, о чем, вот, с кем вы встречались, с кем вы общались. Я кого лично знаю, все люди культурные, образованные, конечно. воспитанные, и о нас очень хорошо отзываются. Ну, Я не знаю, с жена какими шейха, отбросами одну общества вы секунду. общаетесь. Ну, я вообще не общаюсь, я считаю это мусор. Я с мусором не общаюсь. Вот вы тогда Арабов я нацистка. считаю за мусор. Ну, воспринимай это как тебе угодно. Потому что они так относятся к людям. Это раз. Во-вторых, так, оставим мое отношение к арабам. Давай посмотрим, Если вы не будете как всю они нацию относятся... приплетать, пожалуйста. Нет, я говорю о мусульманах, Вы арабах. утверждаете, Нет, что арабы... все арабы плохие? Среди Нет, я не арабов утверждаю. также вы сказали, арабы для меня мусор. Это, во-первых, нацизм. Ну, оставь Во-первых. для меня то, что я говорю о мусульманах. Это раз. Во-вторых, послушай, вот шейха, жена, есть в Ютубе ее интервью, как она говорит и отзывается, например, о чеченских женщинах, об отношении к мусульманам не арабской национальности. Вас это не оскорбляет? Леонора, послушайте подожди, меня, я вам отвечаю. Вы вопрос задали? Дайте мне теперь Я еще ответить. не успела Вы до его- конца его дозадать. Хорошо, говорите, я вас очень внимательно слушаю. Вот вас не оскорбляет, как чеченца? Я так понимаю, вы чеченец, да? Судя. Я слушаю вас. Да. Вас это не оскорбляет, что ваш народ считают арабы? Мусульмане считают за шнырей, что они считают, именно к вам относятся некоторые их высказывания по отношению к вашему народу, что именно вы должны, если вы гордитесь своей национальностью, там, откусить что-то у своего отца, что ваши женщины подходят только для того, чтобы ублажать их мужчин, как шармуты, и они это говорят. Вас это Теперь не мой задевает? ответ хотите услышать? У вас столько достоинства в вашей нации, столько... Я не понимаю, как вы Вы можете... речь даете или вопрос задаете мне, пожалуйста? Ну дайте да, я знать. слушаю. Да, Теперь пожалуйста. смотрите. Вот есть такое правило, очень интересное, такое природное правило, что вот вещи, которые вот являются одинаковыми, они тянутся друг к другу.
Вы вот от своей натуры притягиваете вещи, которые к вашей натуре подходят. Не Психоанализ не перебивайте, будет, я вас ответьте послушал, мне теперь не на вопрос перебивайте. Не ответь. перебивайте меня. Дайте говорить, дайте договорить. Леонора, дайте Хороший сказать, психолог, не надо пожалуйста. мне психоанализ. Дайте сказать, пожалуйста, Леонора. Если вам попадаются какие-то шныри, какие-то необразованные люди, это не означает, что вы своим нацистским взглядом на жизнь можете всех под одну планку ставить. То Я есть говорю, жена я шейха, людей, которых знаю, это люди воспитанные и люди с нормальными то мыслями в есть голове. жена, От вы сейчас таких меня оскорбили, что я подобное к подобному, то есть типа я шнырь, вы меня сейчас оскорбили, и что я слушаю шнырей. Значит, жена шейха это шнырь, да? Я вам говорю, вам кто правильно? попадается, Не, я не знаю. секундочку, Я людей, которых знаю, они мне такие вещи не говорят. Послушайте, я не знаю, кого вы знаете, а ваше образование довольно сомнительное, на мой взгляд. Я На вижу, мой мне взгляд. тетя какая-то в ТикТоке говорит, что я не образованный. Спасибо. Дядя, послушай меня, малыш. Я тебе еще раз говорю. Ты меня попытался оскорбить, я так понимаю, да? Оскорбить, не знаю, вы сидите тут, говорите, это Если ты пророк не Мухаммед знаешь, какой-то, тогда что ты арабы, Муса базаришь и так здесь? далее. Свой этот жаргон, Если ты пожалуйста, не тюремный знаешь, сюда мне не надо нет, приплетать. малыш. Здесь люди Если ты воспитанные. не знаешь, тогда что ты, да, заметно. Леонора, вы оскорбили всех арабов мира. Да, Вы понимаете кто это? это мне говорит? Кто это мне говорит? Кого я оскорбила? Леонора, вы кто по национальности? Можно вопрос? А кто ты? Кто ты? С кем я общаюсь? Что ты В каком сюда плане? заходишь и мне в прямом? Кто ты есть? Леонора, вы Что ты сказали, мне вы постоянно утверждаете, вставляешь 3 копейки свои. Подожди. Леонора, От того, что ты повторишь несколько раз мое имя, ничего не поменяется. Кто ты такой? повторяю вам Ты еще раз, стесняешься Леонора, вы своего оскорбили имени? всех арабов. Меня Ты Артем мне зовут. будешь Здравствуйте. понукать? Как, овчарка тебя зовут? Как еще раз? Вот сидит опять оскорбляет. Ну, елки-палки. Малыши, вы кто такие? Малыши. Ну тогда валите. Да, малыши, молодые люди, у нас вся жизнь еще впереди. Ну все тогда. Дышите в 2 дырочки и не это самое, и не ярчите. Вы, я понимаю, вы Вы все кто по 4 национальности? дышите. Вы не можете ничего понимать. Покачала до покачерышки. А это не ответ, я считаю. Да? А мало что ты Аргументируйте, считаешь. А я пожалуйста. считаю, что... Ну, аргументируйте, нет, пожалуйста, некому Леонора. аргументировать. Нет. А что нет? Но нету суда, нет, как говорится. кто? Зря вы Ну тут вот наговорили. Рамита, Ну и что я дальше? зуд сацей шмейл хорошо. Леонора, ты конченая шлюха, сионистка ты ебаная, бля, Да замолкни ты уже, что? ты ебала. Да ты что? Серьезно? Сейчас, Ой, Леонора, как да, я подожди, испугалась. да, ясно. Это ты мусульманин? Куда он ушел? Убежал. Элай, ты где? Что я тебя не вижу? Элей там пишет в чате, Элеонора просит вас... Элей там пишет в чате, Элеонора просит вас... Элей там пишет в чате... Леонора, звоню тебе, ну-ка, ответь, разговаривай. Окей, ладно. Попозже зайду, хорошо, если? Я надеюсь, я на вопрос этой тети ответил. Если вам Хорошо, какой-то хорошо, мусор да. попадается, я не могу с этим ничего поделать. Кого я знаю, все люди воспитанные, нормальные, такие вещи не говорят. Воспитанные люди, в принципе, не говорят за всех людей. Это ненормально. Хорошо тогда, до свидания, я пошел. Ногче, Машо. До свидания. Один вопрос, можно тебе? Мне? Пока ты не ушел. И вы будете смирены, что вас казнят. Вы уже будете заранее с этим готовы к этому, что жизнь потом вашу заберут. Поэтому... Все? Фрэнк, ты мне говорил? Да, один вопрос хотел тебе задать. Говори, пожалуйста. А ты Коран читал? В меру своих возможностей. Получается, еще за всю жизнь еще ни разу до конца не прочел, получается.
процессе. У меня жизнь только начинается. Понял. Вот ты просто Бхармата в очередной раз, это просто я вижу, заходят и оскорбляют его, что он там очерняет ислам. Чаще Я его контент... не оскорблял. Я его адрес ничего не ты конкретно, вообще заходят, часто в основном заходят и обвиняют его в том, что он порочит ислам. Чаще, чем он, Коран и хадисы, я не знаю, каждый день, кто столько контента делает в мире по исламу, сколько он, я такого второго не видел. Не знаю, Алан может там, что-то и то Алан столько не делает, по-моему. Но он тебе зачитывает то, до чего ты еще сам не дошел. Вот ты дойдешь до конца, ты же потом вспомнишь его, что вот тебя пытался человек предупредить. Он сам через это все прошел, поставил на кон все, что имеет, и вот на своем пути образовывает вас, получается, свой родной народ образовывает в религии, в исламе конкретно. С чего у тебя вот эта ненависть, непонятно? Фрэнк, у меня непринятие этого человека, потому что его деятельность, его диктовка, так сказать, вот как он себя преподносит, но полностью не состыковывается с чеченскими традициями, с чеченским пониманием мира и так далее. Вот то, что он говорит, как он это говорит и так далее, с Чечней, с чеченской культурой и так далее, оно общего ничего не имеет. Вот в моем понимании. Вот я надеюсь, на вопрос ответил. А конкретно можно, что именно не состыковывается там? Например, вот здесь человек вот сидит, вот просто вот Прометей, он вот сидит вот, например, это максимально такой базовый пример. Вот идет прямой эфир. Здесь сидят, например, вот чеченское, если разбирать в культурном коде, если собралось собрание, то среди мужчин женщин не бывает, и среди женщин мужчин не бывает. У нас четкая дистанция держится с культурной. У него же есть эфиры с чеченцами тоже, где вот чисто мужчины, чеченцы на родном языке. С исламом вроде. Подождите, пожалуйста. Подождите. Тут не культурный код обсуждают, тут в группе обсуждают ислам. Ты сюда поднялся и задал вопрос про ислам. У меня нет группы, где обсуждается чеченский культурный код. Не, я ему я не обсуждаю это. Он не говорит, почему я не принимаю себя. А второе, что когда обсуждают чеченский культурный код, там женщин не бывает, это чушь собачья. Это у вас не бывает, у бусурман женщин. Только мужчины там собираются. У чеченцев нету разницы. И женщины, и мужчины все принимают участие в чеченском культурном коде. Я забываю просто, как после обеда еду. Долбали уже. Муслим, мы тогда, наверное, в двух разных улах жили, что у нас такой разный культурный код. Ну, наверное, у вас там мужчины... Из уважения к женщине, у вас мужчины, секунду, пожалуйста. У вас, наверное, мужчины между собой долбятся и так народ производите. У нас, у чеченцев, женщины и мужчины вместе создают детей и вместе передают чеченский культурный код. А не мужчины отдельно. Это у вас мужской базар там, бачабазы и так далее, джамааты. Не надо это перевешивать на чеченцев. Таймасха Гиринская, интересно, как было 10 лет полководчицей, если бы этот народ мой, чеченский, был бы по-вашему, вы новое поколение, вы вообще новые люди, не имеющие как раз-таки ничего общего с чеченцами и с предками чеченцев. Вы бусурмане, ваши предки это бусурмане хурайшиты, где женщины отдельно где-то на кухне и мужчины отдельно. У нас такого нету у чеченцев. Так что не надо здесь к себе, к чеченцам примазывать, а меня выводить оттуда. Как раз таки ты не имеешь никакого отношения к чеченцам. Ты бусурманин. Твоя умма, твой народ, это бусурмане. Твои традиции, это бусурманские. То есть одного бедуина из 7 века. Твоя сунна. И никакого отношения к чеченцам как раз таки не... Ты что перебиваешь меня на каждом слове? Мусим. Говори тогда, говори. Меня зовут Пармат.
Как раз таки это вы не имеете, говорю, чеченцам никакого отношения. Вы бусурмане. Так что говори к нам, бусурманам, нашим бусурманским законам он не соответствует. Окей? А про чеченское вообще рот можешь не открывать, потому что ты вообще вдуплять не вдупляешь, что такое чеченец, вообще что такое чеченские традиции. Закончил? Теперь могу сказать? Он закончил. Ты мне говоришь, ничего общего там нету, что там девушки дома и так далее. Первый университет, мы как знаем, женщина открыла. Также известно в исламской истории женщина, которая воительница. Какой первый также, университет? если я не ошибаюсь, он в Марокко все еще рабочий. Он все еще этот Кто тебе, действует. подожди, кто тебе сказал, что это университет? А что это, по-твоему? Это мечеть Аль-Карауин. Какой-то там. Никогда в своей истории университетом он не являлся. Это обычный медресе исламский. Мечеть Аль-Карауин. А медресе, по-твоему, это что? Просто объясни в твоем понимании, медресе это что? Медресе это где обучают исламским наукам. Не только исламским наукам. В медресе также, если есть возможность, входят также и физические науки, математика, физика, астрономия, там, я не знаю, химия и так далее. Точно так же, как и в Персии были и так далее. Какая астрономия? Ты вообще о чем говоришь? Он Ты хочешь сказать, что Аль-Карауин, что Аль-Карауин это первая школа религиозная, где обучают помимо религиозным наукам? Я уверен, что там должны ты быть что-нибудь слышал? Ты что-нибудь слышал о Гандишапурском университете из Персии? О личном враче пророка? Я твоего Не вопроса слышал? не понял. Я твоего вопроса не понял. О каком университете ты говоришь? В смысле, ты говоришь, первый университет построила женщина. Во-первых, Фатима Аль-Фихри не строила университет. Она дала деньги на возведение мечети Аль-Карауин. Потом он в 18-19 веке из него сделали медресе. И что? Что это значит? Я тебе говорю, место женщины на кухне это не исламская трактовка. Точно так же для женщин, В смысле? У тебя прямо погоди, в дай мне Коране, договорить. у тебя прямо в Коране сказано. Дай мне договорить. У тебя прямо в Коране говорится женщинам, Аллах говорит, сидите дома. В смысле? Не исламская. Ты мне договорить дашь? Ну, мы разговариваем. Ты говоришь что-то, я тебя исправляю. Ты меня перебиваешь, ты перебиваешь, исправлять меня не надо. Дай договорить сейчас. В смысле не надо? Ты противоречишь исламу. Я Возводишь, тебе говорю, наверное, дай мне религию договорить, Аллаха. потом будешь говорить, что хочешь. Да не надо договаривать, мы так можем общаться. Как ошибку ты сделаешь, я буду исправлять тебя. Не надо меня исправлять. Не надо меня исправлять. Говори, женщина что хочешь, на кухне это чисто исламское. Говорить. Еще раз. В Коране Аллах говорит женщинам, сидите дома. Без мужика сопровождающего. Она даже выйти из дома не имеет права. О чем ты вообще? Прометей, смотри, если ты базовые принципы диалога не знаешь, это не моя вина. Если ты хочешь диалог вести, не, я то с давай тобой не диалог перебивай. не веду. Я тебя как учитель обучаю. Ты для меня точно не учитель. Это я в этом 100% уверен. Но ты это можешь отрицать, но факт остается фактом. Первый университет не является Аль-Карауин, мечеть Фатиме Аль-Фихри. И вообще он никакого отношения к тому, что женщина там якобы имеет равные какие-то дела с мужиками, она не относится. Она просто отдала свои деньги по легенде. Это легенда всего лишь. Это не истина установлена, это написал один исламский историк через 300-400 лет спустя Да, этих в событий. радикальном мужском обществе, где женщина не принимается, мужчина записал, что какая-то там женщина дала деньги. Блин, как-то твои В смысле, ты что, думаешь, все радикалы там, что ли? Чтобы тебе просто понять, когда идет речь о разделении полов, мы также говорим, что для девушек, которые учатся, для них женщина-учителя, для женщин, которые болеют, для них женщина-учителя и так далее.
То, что там место дома и так далее, это ты где-то от себя Какие какое-то там, учатся я не знаю, женщины? понимание говоришь. Я тебе говорю, если это все доходит до практики, мы всегда в системе делается так, что когда женская школа, там женские учителя, то есть женщина также учитель, также этот врач, также Учитель этот чего? специалист, другой специалист. Женщина учитель чего? Любого предмета, хоть спорта, хоть математики, Ты вообще, хоть физики, ты вообще хоть что химии. несешь? Ты знаешь, как Айша и кого обучала Айша? Удиви меня, скажи мне. Ого, это будет тебе удивлением, а я тебе Удиви меня. гарантирую, брат. Смотри, это Сахих Муслим, был такой момент, когда к пророку, ну как еще раз, наблюдатель, ты включишь свой микрофон, я тебя выкину санными тряпками из этой группы. А сама создавай микрофон, Собардин цан секундан. И микрофон эхо хольху чахазаца резума. Так вот, давай я даже тебе сейчас открою. Был такой случай к Мухаммеду, когда Мухаммеду понравилась своя двоюродная сестра, которая была замужем за его сыном, Заидом. Он отменил усыновление. То есть он поклялся Аллахом и сделал сыном своего приемного, сыном вот этого своего бывшего раба Зайда ибн Аль-Хариса. Он поклялся Аллахом, заставил засвидетельствовать всех мекканцев и сделал его своим сыном. И выдал за него замуж свою двоюродную сестру Зейнаб. Но потом она что-то понравилось, кто-то говорит, это недостоверно, что он увидел ее полуголой. Есть там такая история, что Мухаммед, когда к Зейду пришел, она была, ну, типа в нижнем белье. Мухаммед увидел ее и отвернулся, сказав там: «О Аллах, благословен Аллах, там, поворачивающий сердца». Ну, типа «Маша Аллах». И после этого, короче, но не суть, эта формулировка считается как бы слабой. После этого у них проблема начинается. Зейнаб своего мужа не подпускает. Он идет к пророку, к своему отцу, типа, говорит о своей жене. Мухаммед ему несколько раз говорит: держи свою жену при себе. И в итоге, короче, они разводятся. И пророк заходит, сам отправляет этого своего сына, бывшего теперь уже. То есть ему типа не спаслался аят, называйте детей по именам их отцов, короче. То есть запрещающий усыновление. То есть усыновление отменяется. Они считаются уже автоматически после этого аята. Все, кто усыновлял детей, вот эти дети автоматически стали чужими. И тогда была такая семья, Саляма и Абу Хузайфа. У них был Салим, сын, приемный. И у них тоже он как бы автоматически становится чужим. И эта Салима приходит к пророку и говорит ему: «О посланник Аллаха, так-то я вижу на лице своего мужа Абу Хузайфы ревность, когда я вот как раньше перед махрамами, там без платка, вот свободно, когда захожу перед родственниками, как. Теперь я вижу, что он ревнует после отмены усыновления, так как он уже чужой человек». И Мухаммед отвечает ей: покорми его грудью, и то, что на лице Абу Хузайфа, исчезнет. Она говорит: но у него же борода, то есть он взрослый. И Мухаммед отвечает, смеется, короче, так, что видны его коренные зубы. И говорит: покорми его грудью, и то, что на лице Абу Хузайфа, исчезнет. Я знаю, что он бородатый, взрослый, покорми его грудью. И она говорит: я покормила грудью, и действительно то, что было на лице моего мужа, исчезло. И Айша, короче, после смерти Мухаммеда, к чему мы приходим? Типа, женщины обучают женщин, мужчины обучают мужчин. К тому же я это привожу. Так вот, я тебе сейчас номер скажу.
Так, это Сахих Муслим 1453г. Покорми его грудью, она сказала, у него Погоди, уже растет еще борода. раз, я хочу записать, чтобы потом у себя тоже открыть. Да, Сахих Погоди. Муслим 1453г. Секунду. Ну, это одна глава, короче, 1453. А, Г, Б, все эти хадисы в главе. Там несколько хадисов. Прочитай. 1400 какой? То есть 1453. Глава какая? Так, глава, я не знаю, сейчас Ты посмотрю. там Б, Г, что-то сказал, не помню. Сейчас скажу главу. Так, сам 1400. И книга о кормлении грудью. Так. Глава кормления грудным молоком взрослого. 7 глава. Всю главу прочитай, там 5, 6, 7 хадисов. Так вот, теперь переходим. Этот пример, короче, прецедент, случай такой произошел. И вот Мухаммед умирает и начинает Айша проповедовать. Это же самый великий шейх у вас. Большинство хадисов идут от нее. Там как Мухаммед совокуплялся, там сколько раз он мог кончить, там и так далее. Все эти рассказы передаются от нее, поскольку она жена, только она знала об этом, о всем. Остальные люди, мужчины, кроме его жен, же не знали этого. И она становится шейхом и начинает обучать, мужиков. Но как она это делает? Об этом нам расскажет так. Сунан Абу Дауд. Мысль потерял. Кто мужчин обучал? Айша. Ага. Но интересно не это, как она это делала. Вот что будет для тебя удивлением. Ты же сказал, удиви меня, я удивлю тебя. Сунан Абу Дауд переходим. 2061 хадис. Сахих, достоверный хадис. Сунан Абу Дауд, 2061. 2061. Передал Ахмад ибн Салих, сообщил Анбаса, рассказал бла-бла-бла от Айши, жены пророка, и Салямы. Во времена джахилии невежества Абу Хузайфа ибн Утба ибн Рабия ибн Абд-Шамс взял в усыновление Салима и выдал его замуж, женил его на свою племянницу Хинд бинт Аль-Валид ибн Утба ибн Рабия. Салим был вольноотпущенником, то есть бывшим рабом женщины из ансаров. Так же, как пророк взял усыновление Зейда. Во времена джахилии тех, кого брали в усыновление, называли по имени приемного отца и даже включали в наследство. Однако Аллах ниспослал аят: «Призывайте их по именам их отцов». Это справедливее перед Аллахом. 33 сура, 5 аят. С тех пор все были возвращены к именам своих биологических отцов. А те, чьих отцов не знали, становились вольноотпущенниками и братьями по религии. Однажды Сахля бин Сухейль бин Амр аль-Курейшия, супруга Абу Хузайфы, обратилась к пророку: «О посланник Аллаха, мы всегда считали Салима как своего ребенка, и он жил вместе с нами в одном доме. Он видел меня в том состоянии, в котором другие мужчины видеть не могут. Но после того, как Аллах ниспослал на них аят, что ты скажешь о нашем положении?» Пророк сказал ей: «Покорми его грудью». Сахра покормила его 5 кормлениями, и Салим стал как ее сын через кормление. На основании этого Айша повелевала дочерям своих сестер и племянницам кормить грудью тех мужчин, которых она желала, чтобы они могли видеть ее и входить к ней в дом. Даже если бы они были взрослыми, достаточно было 5 кормлений. После этого они могли входить к ней как махрамы,
то есть родственники. Однако Саляма и другие жены отказались пускать к себе таких мужчин через такое кормление. Они говорили: клянемся, мы не знаем, может быть, это была исключительная послабительная норма, разрешенная пророком только для Салима. Вот так она отправляла мужчин, которые к ней приходили, хотели у нее обучиться. Она отправляла к своим племянницам, те давали им грудь. Они 5 раз кормились грудью и становились молочными братьями Аиши и заходили к ней. А она обучала их, передавала хадисы, обучала религии и так далее. Говорится, впитывали с молоком. Что есть Сахих Бухари, Сахих Муслим хадисы, они просто по чуть-чуть разбросаны, а этот Сунан Абу Дауд, он Сахих тоже достоверный. И в нем все эти рассказы как бы в общем, он очень хорошо идет, поэтому я именно его привел вам. Потому что рассказ от начала и до конца четко в одном хадисе собран. То есть Айша, сейчас я вам даже еще раз, подождите, прочитаю, что Айша сказала. Вот в конце, помните, я прочитал, там остальные жены отказывались. И смотрите сейчас, что Айша говорила им. Там отдельный хадис сейчас, я его прочитаю. Вот, Сахих Муслим, 1453 г. Сообщается со слов Зайнаб, это другая жена, вот эта двоюродная, которую он отнял у приемного сына, жена Мухаммеда. Зайнаб бинт Саляма, что Саляма, жена пророка, сказала Аише, наверное, это другая, не суть. В общем, одна жена сказала другой жене Мухаммеда: клянусь Аллахом, мне не хотелось бы, чтобы меня видел мальчик, который уже перестал нуждаться в грудном вскармливании. Айша сказала: почему? Однажды Сахля бин Сухайль пришла к посланнику Аллаха и сказала бла-бла-бла, и рассказывает эту историю про бородатого, которого пророк сказал покормить. Вот еще, смотри, этот четкий вообще, 1453 б. Со слов Зайнаб бин Саляма, что Саляма сказал Айше: поистине к тебе входит этот юноша, достигший совершеннолетия, но я не хочу, чтобы он входил ко мне. На это Айша ответила: а разве в посланнике Аллаха не был для тебя хороший пример? Затем она продолжила: однажды жена Абу Хузайфы сказала о посланнике, и приводит опять эту историю. То есть у Айши был пример, прецедент. Она опиралась на пример посланника Аллаха. Но мусульманские шейхи говорят, что она совершила ичтихаду. Вообще ичтихада — это когда человек опирается без примера, без текста, без Корана и Сунны, если там нету ответа. Он опирается на свой разум и выносит решение. И если решение будет соответствовать решению Аллаха, он получит 2 награды. Если это решение будет противоречить Аллаху, то получит 1 награду. Это называется ичтихада. Но тут какое ичтихада может быть у Айши, если у Айши есть прямой пример, где то же самое сделал посланник Аллаха. Она не опиралась на свой разум, она опиралась на пример, который показал посланник Аллаха, что нужно делать в таком случае. А другие женщины как раз таки говорят: мы не знаем, может, это было исключительно для Абу Хузайфы, для Салямы. Короче, они на свой разум как раз таки опирались. А Айша им отвечала: почему? Посланник Аллаха был разве не пример для вас? Вот он так-то и так-то сказал. И я буду делать так же. У меня вопрос есть. А на основании чего тот или иной отрывок Корана считает, ну не Корана, а других книг, точно не могу сказать, как называется, считается достоверным или нет? Ведь эти времена прошли, хадисы? Но знания есть. Да, хадисы. По цепочке передатчиков якобы.
Там Там типа несколько, я как достоверные. знаю, несколько критериев, и смотря какой там передатчик, какая цепочка, короткая цепочка, длинная цепочка и так далее. Прометей, смотри, ты вот это все Понравится, сказал. не понравится нам этот хадис, Ты соответствует сам сейчас, подожди который, или по-братски. можно просто скрыть, можно. Прометей, смотри, ты вот это А? все сказал, хорошо, я тебя услышал. Я вот эти хадисы, которые ты сказал, прочту. Но у меня вопрос, это все к чему было? Это Тому, все что ты сказал, там женщин обучают женщины, мужчин обучают мужчины. Что это не соответствует действительности. Женщина вот обучала мужчин, приводил тебе пример, при том, как она их обучала, там какими-то дикими, первобытными, через какие-то дикие первобытные неандертальские законы. Там покормил грудью, стал братом, бородатый мужик, Ты же сказал, удиви меня. Я думаю, я удивил тебя. Дуслам, Да, слушаю. как думаешь, насколько раз Солнце больше нашей Земли? Я не знаю, в интернете посмотри. Я не Ну, помню. примерно. Я говорю, я не знаю. Так, хотя изначально она больше или меньше? Больше. Да, уверен? Ну, к чему мысль идет, скажи? Потому что по исламу Солнце окунается в земной мутный источник. По Корану. То же самое на английском говорят, что вот солнце, оно за горизонт уходит, что вот оно Он уходит. обнаружил, что когда Зулькарнайн дошел до того места, он обнаружил, что оно заходит в земной мутный источник. И рядом с этим источником он нашел народ. И мы сказали: о, Зулькарнайн, либо ты их помилуешь, либо их поступишь с ними по-суровому. Это ты где прочитал? В Коране аят есть. Ну дай, пожалуйста, номер, чтобы я открыл, посмотрел. Сейчас скажу тебе номер. — 18:86. Посмотри. 18 сура, 86 аят. Салам, кого не видел. Вика, спасибо. Армат, он Викус Гревион. Мерси, Эл. О, спасибо, спасибо. Масадовские шекели, короче. Шекели, да. Я хотел сказать, шекели. Да, надо. Наконец-то начинает доходить, да? Хамдулилля. Поднимись. Что с ним? Что там? А там у него, блядь, у коляки, не знаешь, там 20 тысяч сидят там. Короче, там у него. Я пошел к своему имаму. Коляка, да, херячий, там тоже, блядь. Да, я тоже сейчас, да, уже сижу, уже с утра, уже 9-10 часов, короче. Мне сейчас надо в зал пойти тоже, я закроюсь. В зал ты, надеюсь, халяльный зал идешь?
Да, чисто халяльные, чисто, короче, там в хиджабах у нас, короче, бывают девушки, короче, в лосинах, знаешь, короче, на голове бывает платок, а сами внизу лосины, знаешь, чисто Обожаю такой зал. Особенно Да. когда сквачи они делают, о май гад. У Пармата будет через час эфир просто. Он вчера ночью. Окей, сегодня же пятница. Да, пятничный намаз. Сегодня длинный был намаз с утра до вечера у меня, потом он будет сейчас продолжать эстафету. Да, мне надо еще в магазин пока не закрылся быстро. Все приготовлю. Короткие. Барана тоже поставь рядом, когда Коран читаешь, хочется иногда гладить барана. Нет, с беконом буду перелистывать. Нет, читай Коран и гладь баран. Не слышал такое? Я альхамдулилля мусульманин, брат. Ты очень подозрительно на армянина смахиваешь. Серьезно? Нет, он дагестанец. Он из Дагестана, как ты можешь? Я из Махи, брат. Слушай сюда, я из Махи. Я слышал. Я наполовину армянин, наполовину грек, наполовину чеченец, наполовину яхуд, наполовину грузин. Нахуй, шуем, субханаллах. Субханаллах или астафирлах, ну, иди, говорит, заругал опять от меня? Испугался он, просто испугался. Эх. Макс, да. Я всего понемножку, так что будьте осторожны. Да, понемножку не надо, а то пересолить можно. Здорово, Макс. Кингмен, поднимись, на вопрос ответим, разъясним, поясним, объясним. No problem. О, сейчас обратно придут. Армат. Ему новую фишку придумали, эту музыку кидают, он сидит, орет там, не кидайте. Бесконечно музыку. Да. Помните, песня была у Муцураева «Иерусалим». А он, оказывается, не Иерусалим, а «Пересолить» пел. «Пересолить». Кидзмавичи. Да, чтоб губами не пересолить. Не, Каляка губы не пересолить, в своей стихии, бля, как он. Очень он дурной. Да поднимись, Шейх Лео, кто, блядь, обосрался? Поднимись. Кингмен. Поднимись, посмотрим. Чё вы снизу как писари, ёпту? А вот этот хадис слышал, Пармат? Клянусь Аллахом, я не знаю об Айше ничего того, что я могла бы ее обвинить. Кроме того, что она была маленькой, молодой девушкой, незрелого возраста. Иногда она засыпала, оставляя тесто своей семьи и без просмотра. И домашние козы приходили и съедали его. Ну вот, неполовозрелого возраста, молодая, маленькая, тут тоже есть хадис. Мир ему. Добрый вечер всем. Это достоверный, Бухарик передает. Максжан, дуешь, чахпель? Ага, брат. Этот, сколько Ревеки, когда вышла замуж? Брат, эти вопросы, вот есть этот апологет Торы, Рома Исааков, так, вот иди ему. Нет, это вопросы не у них надо, у своего Аллаха надо спросить. Аллах же не спасал Тору. У Аллаха надо спросить, алло. Мы же не... Вы у людей что спрашиваете? Я откуда знаю? И плюс меня в то время не было как бы. Я могу тебе сказать, сколько было нашей маме правоверной Аише лет. Вот это я могу тебе сказать. Я вот хотел поинтересоваться, это правда, что этот Мухаммад там с 5 индусами там... Ну это знаешь как, это было 1300 лет, это было правдой.
Не, слухи идут, я как-то не могу понять, вот, хотел от вот. вас поинтересоваться. Брат, вот, смотри, 1300 лет где-то этот хадис был достоверным, где его оседлали племя Аль-Зута. А потом один... почему они истерят и не хотят признать? Скажу, брат, потому что, смотри, они сейчас все говорят, что этот хадис как бы уже все, он недостоверный, и аргументировать им как бы смысла нету. Им, блядь, показываешь суру, они говорят, нету такой суры, ты хочешь, чтобы они за тот хадис, это бы... Им с Корана показываешь, они говорят, нет, это не так, это так. Понимаешь, брат? Понятно. Мне просто интересно было, хотел поинтересоваться. Ну, смотри, а что он этот? Они даже, я слышал, что этот верблюжьей мочой там умываются, выпивают иногда, да? Альхамдулиллах, верблюжья моча лечит от рака, от всего лечит, брат, ты чё? От всего лечит, иншаллах. Да. Верблюжья моча лечит от всего, от бесплодия женщины, лечит оливковое масло. Она должна лечь, открыть ножки, и ты должен взять оливковое масло и втирать, и говорить бисмиллах, бисмиллах, там у них это заклинание есть, шариатское. И в этот момент джинны оттуда выходят, заходят к ним в очко, и все, они могут, рожать. Блин, я уже представляю, как в сказке, блядь. Машаллах. Я сейчас думаю, что мне делать? Ребята, Нет религии или что, я не понимаю. Альхамдулиллах, давно пора, блядь. Али Баба, ассаламу алейкум. Кто со мной согласится, что в доме... Али Баба, ассаламу алейкум. Что в доме у Аллаха это... Я не хочу этот перебивать. Подожди. Ассаламу алейкум, брат. Али Баба. Ва алейкум ассалам. Ты откуда, брат? Я просто зашел, это как у вас, нормально все? Альхамдулиллах, у мусульман всегда все нормально. Жены 6-летние. Вы мусульмане? Вы мусульмане, что ли? Альхамдулиллах. Да, альхамдулиллах, мусульмане, иншаллах. Жену имею. Откуда вы? Я из Мекка. Мы из Кавказа. Я с Ичкерии, брат, я с Ичкерии. Слушайте, тихо. Вы откуда вы? Из Кавказа? С Чечни, с Кавказа. Я из Мекки, брат, я из Мекки, я альхамдулиллах. Я потомок пророка. Араб у нас зашел тоже. Я потомок пророка Мухаммеда, мир ему, все остальное взад ему. Слушай, астафруллах скажи, это ничего не означает, что ты пророк Мухаммеда, это хуй с ним, даже сын будешь, даже я твой могу, блинский рот ебать, бля, это ничего не означает. Мухаммада посунья, брат, да, посунья, да, это ЛГБТ посунья, да, брат. Астафруллах, брат. Слушай, он говорит, слушай, Ты не мужчина, чему Астафирлах, я твой Коран ебал, каждую букву твоего Корана ебал я. Астафирлах, каждую точку, запятую, каждую. Сказал, слушайте, он что сказал? Тихо, твоя ищу ебал. Долгую, большую работу ты проделал, брат, а? Альхамдулиллах. Тихо. Вот смотри, внимательно меня слушай. Каждую букву в Коране, которая есть, каждая буква, каждая точка, запятая, которая есть, я трахал ее с утра до вечера. Машаллах. Как это красиво. Брат, а сколько времени заняло на все это? Слушай, я тебе сейчас понятки даю. Молчи, твой маму ебал. Сколько времени? Манкур, слушай, успокойся, Манкур, слушай.
Алхамдулиллах, я мусульманин. Мне это заняло от... Да блески! Блин, брат, зайди с другого канала. Просит тебя, брат, с другого канала зайди, а то у тебя предупреждение пришло. Зайди с другого. Я что? Поднимись поскорее, сейчас он придет. У вас Кавказа вот такие, да? Ислам, у вас Кавказа вот такие, да? Да, мы все, короче, этот патроном Аллаха фугас клали, да. У вас, значит, у вас Кавказа. Прикинь, 3 камня патроном Аллаха клали. Подтертые. Потертые с этим. Да, с нутелла, чисто по сунне. Да, я знаю, что делаю. У меня есть с Мекки, заказал себе этот священный мешочек кожаный, знаешь, из верблюжьей кожи сделанный. И туда 3 камушки закидываю. И бурдюк с водой беру. Когда ухожу, нужду справляю где-то 3 камнями подтерся, потом их помыл и обратно в мешочек. Очень хороший лайфхак, советую всем. Я должен попробовать. Да, очень. Сейчас уже очень модные есть от Balenciaga, от Prada есть такие модные уже. Да, водные, это как? Мешок, иди сюда, со мной общайся. Иди сюда, это будешь говорить Аллаху, будешь так говорить. Кому ты говоришь? Я не Аллах, со мной так не обращайся. Братуха, не истери, ты не в мечети еще, да. На секунду включи его, брат. Ставьте моего брата, что вы прицепились к нему? Али-Баба. Брат мусульманин. Со мной общайся, зачем закрываете микрофон? Со мной общайся, если вы мужики. Кто мужик? Один мужик есть, один мужик. Один мужик есть, блядь, пидорасы, блядь. Кому говоришь? Иншаллах, бля. Шармута. Машаллах, бля. Шармута мана. Шармута. Машаллах, бля, я мужик, машаллах, бля. Аль-Баба. Узубиллах. Кахпа. Аль-Баба, а почему ты Аль-Баба? Come to me, Али-Баба, come to me. Аль-Баба. Баба. Баба. Баба, да, баба. Аль-Баба. Бабка. Али, Баба, ты что оскорбляешь нашего сподвижника Али, называя его Бабой? Не, это она Баба Али получается. Не, он Баба сподвижника Али. У него Баба. Зачем ему выключили микрофон? Вот, Ассалам алейкум, брат. Слушайте. Аль-Баба. Слушайте. Слушайте. Долбоёбы. Аль-Баба, ты мусульманин? Слушайте Аль-Баба, все. ты мусульманин? Слушайте, все, азан будет сейчас. Да, мечети азан будет. Слушайте. Аль-Баба, ты мусульманин? Конечно, Этого мусульмане. еврея уберите. Этого еврея уберите отсюда. Еврей, подожди, мусульманин пожалуйста, говорит, еврей, дай он еврей, сказать. его уберите отсюда. Еврей, подожди. Он пидорас он. Вот который, ты мусульманин говорит, он еврей. Ты не оскорбляй. Не матерись. Ты не оскорбляй его, тебе. Ты не оскорбляй, так скажи. Биби красавчик, Биби наших братьев, мусульман, херячит направо, налево. Иншаллах. Ушел он, бля. Я его спустил, предупреждение на него пришло. Не матерись, ему сказали. Не понимает. Иншаллах, побольше он, побольше будет с мусульманами. 10 минут тебе, истеричка, придется теперь подождать, блин. Я ж тебе говорил. Альхам. Уберите этого еврея. Это он про меня. Ты же думал, про кого он говорит? Ты свой флаг забыл, что ли? Да, я сейчас, да, даже думаю, я тоже ищу, короче, да, еврейцев ищу, я тоже что-то смотрю, нет. Понятно, еврейцев ищем. Можно вопрос задать? Аджан? Ասում եմ, խո չի կոտրի քեզ լեոկը կանչեմ, էլի հոր ջոգես, էլի, բրատ։
Че, цаво там. Это массу. Че, мерным сорты, все нормально. Дев, ассаламу алейкум, Дев. Ва алейкум ассалам. Маджахи, ты откуда, родной? Я с Пакистана, брат. Подожди, до Пакистана? До Пакистана где это? Ты как я, заикаешься, когда Город разговариваешь? называется, брат, Бачи-Бази. О, я люблю это, Бачи-Бази. А ну скажи Это мой конек. по-пакистански thank you come again. Thank you come again. Thank you, come again. Я такие плохие слова не знаю. Чап-чап-чап. Чап-чустрим, чап-чап-чап. Thank you, Чап-чап-чап. Маталек, кто? Онлайн ам, понимаешь, что такое? Онлайн ам. Кутула, джана, кутул. Кутула, джана, кутул. Знаете, это Я шучу, Пакистан. я урус, успокойся. Ты кто? Узкий? Русский? Путин? Великий? Альхамдулилля, любишь нашего великого Путина? Осуждаю. Подожди. Это халиф России. Подожди, Я брат. хотел вопрос задать. Ты хочешь сказать, что вы не знаете, там ты хочешь много сказать, что происходит. ты не пукнул бы Путину в левый глаз? Честно скажу. Повтори. Я говорю, ты хочешь сказать, что ты не пукнул? Подожди, дай им сказать. Ты никому не даешь им сказать. Дай им сказать. Никого Можно не вопрос слышно. задать по формату? Здравствуйте. еще раз. Только Элею может. У Пармата сейчас будет стрим, подождите, оставьте его этот, пускай силы набирает. Я и Нет, туда сейчас. приду, я и к тебе приду, Парма, там тоже слова не дам сказать. Один вопрос задать можно? Вы меня разозлили, мусульмане. Все, зря ты меня предупредил. Все, я буду стоять на стороже теперь. Формат вот такой вопрос. Разумно, задавай свой вопрос. Давай, вот брат. если, да, вот вопрос такой. Если Аврааму, помните, было такое испытание, да, как от Бога? Брат, а Что кто он был? Авраам, брат? Мы его не знаем. Ибрагим или Авраам, вот есть же вот и в христианской религии. и в русской религии. Ибрагим! Да, Мы не знаем таких, брат. Да, вот если вот такое испытание вот, для человека приходит, это вот как вот вообще обращаться тогда? Как вообще, понимать Бога? Было интересно. Элей, у тебя очень шумы сильные. Блин, если бы ко мне пришло бы, наверное, я бы сразу, наверное, подумал бы, что это дьявол. Или либо у меня болезнь какая-то, я себя завязал бы где-то в подвале, закрыл бы себя, чтобы из-за меня никому, вреда не было. Я не знаю, блин, если честно. Брат, а ты, Шокан Кала, ты мусульманин, брат? Я мусульманин как по рождению, так скажем. Альхамдулиллах. По наследству. А Да, ты священник? И, конечно, я в какой-то степени я тоже в этой среде и О, красавчик, живу, красавчик. да. Брат. А ты священник книга Коран читаешь? Читал, да. Машалла. На каком? На аллахском языке? Честно только скажи. Нет, на русском. О, а так Аллах только понимает арабский, брат. Так что Почему? зря ты, Потому что это Аллах. Аллах разве не Бог? Подожди. Смотри, вот у меня есть Бог, который мне запрещает спать с маленькими девочками. У тебя Аллах есть, он тебе разрешает. Тем более с сестрами, тем более с матерями. Можно так спросить, у вас как зовут Бога? У моего Бога зовут Зувс, который молниями херячит. Зувс или Зевс, да? Зувс. Но я больше всех люблю моих Афродиту. Вот ее я обожаю. Она она такие вещи делает каждую ночь. Ты просто с ума. Вот реальная богиня. Реальная богиня. Артемида. А когда Артемида приходит, они вдвоем, знаешь, что делают? Ты просто охренеешь. Вот это боги. Вот им надо поклоняться. И чем ниже, тем им лучше и приятнее. Ты понимаешь, о чем я? А?
Ну, конечно, понимаю. Ты истинный мусульманин, иншаллах. Теперь я вот хотел спросить, получается, Бог это как? Это не абсолют, его можно и не слушать, да, или как вот? Если Абсолют водка истина- есть хорошая. Нет, вот если ты, допустим, понимаешь, что это Бог, да, сам непосредственно знаешь, что это Бог, и он тебе дает такой же приказ, например, как Аврааму, да, что можно было бы сказать, подумать, противостоять, или как вот, как воспринять это? Брат, смотри, я ни Авраама не знаю, ни Ибрагима не знаю, ни Ну, их я никого понимаю, что ты не знаю. знаешь, поэтому я вот спрашиваю Пармата, вот как вот он больше знает. Хармат знает Перу, Одина знает, он тоже их, по-моему, не знает. Брат, я так Так тебе чё? скажу. Да, ЛА иногда заносит, я сейчас, улетел куда-то. ЛА, больше не смей такое говорить, Я тебе честно, я не знаю, какой жестокосердечным человеком быть, Афродита и, кто там, Афина вместе приходят. Афина родилась в голове у моего Зевса, прикинь. У Зевс говорит, голова болит, и раз, выходит оттуда Афина вся такая в Дольче Габбанах, моя девочка. Ух, Все, ЛА, я сейчас тебя заблокирую, все, хватит, все. Оставь его. Не смей больше говорить такое, пожалуйста. Иногда Умоляю. перебиваешься, брат. Не трогай нашу эфир. Все, хорошо. Да, задавай свой вопрос, Ибрагим Можно Авраам. еще- Тогда понятно, вот вопрос такой, можно ли считать, что Бог есть у вас, как вот, по всем этим трем религиям, Бог создатель земли и неба, да? Вот. Ага. Можно ли так считать? Или, например, опять же вопрос, есть ли рай или ад? Вот по этому вопросу опять тоже. Если по другим религиям Там же этого говорится нет, такое. Там же сказано, что он создал. В чем проблема? Вопрос не могу понять. ну, если смотреть по другим религиям, да, то, допустим, даже если по китайской этой смотреть, там совсем другой взгляд на мир. А здесь у трех религий одинаковый взгляд. Нет, не одинаково. Просто одна плагиатила другую на своими особенностями. Другие. Они разные совсем. Ну, христиане, например, также взяли у иудеев эту идею, все. Что взяли? Новый Завет немного ада отличается от Ветхого. и создание земли и неба, Адама, тот же Эдем. Ну там как бы иудея, христианство, это как бы христианство считают, что оно как бы продолжение иудаизма, но там все-таки в иудаизме Бог это другое, у христиан другое, у мусульман вообще другое. Угу. В общем, это все непонятно, да? Так посмотреть. У всех трех эта вещь непонятная. Купи все вместе. Нет, понимаешь, у христиан и иудеев хотя бы нет событий, понимаешь, вообще. Не понял. Сначала надо дойти до своего вопроса. У тебя еще ты вопрос сформулировать не можешь. Ты не разобрался, какие у тебя вопросы. Тебе надо сначала вопрос свой составить, а потом уже задавать его. Ну вот, если еще раз поясняю, вот три религии, мусульманская, иудейская, христианская, примерно однотипный взгляд на мир, допустим, как Бог создал мир, землю, небо, создал Адама, создал рай и ад. Вот. Это все одинаково, что и там идет. Не, ты в корне не прав. А у других другое. Это все. И что? В чем вопрос-то? Например, если взять другие религии, то это совсем другое. Я понял. И что? В чем вопрос? Вопрос в том, что, возможно, вот идея о Боге, она все-таки выдуманная. Но это просто мнение твое, а не вопрос.
Ну, не мнение, но я вот просто и спрашиваю, вот как вот ваше мнение. Ну, по-разному, тут, смотря у кого какая религия будет, у каждого. Просто получается у каждого на свой выбор, да? Так вот. Если, например, рай и ад воспринимать один может, то другой может и не воспринимать рай и ад. Получается, да? Так вот. Ну, Как бы у вот. иудеев вроде нету ада. Их чистилище. Ну, то же самое. Нет, немного отличается. Там в чистилище вообще ничего нет. Ты там определенный срок отсиживаешься, допустим, 50 лет, допустим. Либо 50 лет, там определенный срок. Можешь вообще до конца вселенной, пока вселенная не рассыпется просто. Ну, Просто, примерно, то бишь, вот, практически примерно же бесконечность. подходит же, примерно. Например, если даже китайской, буддийской, других религий взять, там, например, нирваны достигаешь и все, и так далее. Ну, понимаешь, ну, Если вот взять, эти две религии, допустим, авраамические, эти вообще откуда там сами люди придумали, да. придумали себе, понимаешь? А вот греческие религии взять, это тоже другое совершенно, что человек это лишь слуга, он никогда не достигнет там Греческие вершины. религии – это истина. Примите Зевса как бога. Доказательства. Не, если мне дадут 72 грудастых гури, тогда я согласен. Египетские это вообще другое. Вот это получается сейчас у нас нет, у человечества, да, вот как таковой нет концепции Бога, да? Так получается. Никто не понял Бога, никто как-то так реально не почувствовал ничего, да? Даже вот если война была Великая Отечественная, какая большая война была, взрыв был ядерной Хиросимы, допустим, все равно не поняли, да? Может быть, здесь такой вопрос стоит о том, что Бог не должен здесь как бы являться в этом мире. Как вот такая концепция идет? Говорю, интересно. Если есть, ну, допустим, я Бог, с ним могу да, согласиться. но он не должен являться в этом мире. Ну, не то, что не должен. Смысла просто нет. Вот. Это то же самое, сейчас я пойду спасать в океане ракушку, понимаешь? Ну, как бы да, и так тоже можно посмотреть. С одной стороны, если посмотреть, вот Вселенная какая огромная. Армат, да? у тебя... Сейчас, секунду. Армат, у тебя эфир будет сегодня? Через полчаса должен быть, по идее. Будет эфир же, да? Ну, мы его ждем, да, будем. Пармат. Будете. Ну, давай тогда я сейчас закрою тут, через полчаса все равно ты запустишь. Окей. Давай. Давайте тогда, народ, всем спасибо, кто смотрел. Давай, лайк, ну да, подарки, не прощаемся. остальное. Увидимся Да. у Пармата. Через полчаса увидимся у Пармата.